Так, всем привет, ребятки. Опять сегодня феодалы. Так, всем привет, ребятки. Звук работает, все отлично. Копаем гранит. Теперь ММО сегодня. Вот. Так что вот Тёма пригласил дядь Сашу. В клан вроде бы меня взяли. Вот. Буду горняком. Вот. И обтесывать или кабель, или гранит, там что еще. Короче, пока что так. Вот. Потом не знаю. Вот сейчас добывать. Здесь копать. Ну, здесь рухнула, шахта была уже. Вот. Теперь добывать. И вот туда таскать. Говорят, это гранит нехороший. Не знаю. Может, и нужен будет. Но только что-то гора-то растет и растет. Мне кажется, за них лучше вот туда в яму, наверное. Сейчас Саня нароет ее, иди так. Ругаться будут. О, прокопалась. Ура. Ура, прокопалась. Так, сколько у меня там гранита? 90. Блин, я, наверное, вот это... Как туда лазить-то потом? Вот это надо вынести, вот это. Как-то выходить. Вот это камень. А тут все гранитом. Вот камень, наверное, вот этот. Обтесывать, наверное. Не знаю. Блин, жалко нет начальника над этим делом. Сейчас я натаскаю. Перетащим потом. Ничего страшного. Так, выход. Выход надо вот туда, наверное. Вперед. Стой. Все. Вот, выход будет. Так, а куда бы эту землю-то сгрузить? Наверное, вот сюда. Там мало ее. А, тоже 50. Надо, наверное, горное ставить, качать. Так. А как же здесь камень? Здесь, мне кажется, одна гора гранита. Здесь камень, наверное, не добудешь. Изучить. Гипс. Гипс и это гранит. Мне кажется, это гранит и будет. Они говорят, им камень нужен. Выкопать туннель. Вперед. Все стоит.
полный. Пошли банально. Вот камень лежит. Ё. Че его, не обтесать, что ли? Может, и его обтесывать? А, во камень, 56-й. Маленький. Видим. Мне кажется, я не там копаю ее. Начальника нету. Сейчас накопает дядь Саша. И неправильно. Да, 4-й. А здесь какой? Тоже 54. Карман поменьше нельзя сделать. Я сейчас все зарою здесь. Ё-моё. Андрей, ты тут-то? Да-да. Э, Я тебе сейчас ссылочку стрима дам. Вот, ты посмотришь это, скажешь, правильно я копаю или нет. Ну, не знаю, давай посмотрим. Я-то не этот, не... Я что-то, мне кажется, я что-то неправильно делаю. Вот. Мне кажется, я неправильно что-то делаю. Ну, я вырыл вот, а туда ношу к этим, как его, ну, насыпается очень много. Я боюсь, как бы неправильно что сделал. Вот рядом камни полно, я, может, из него тесать, и все.
Просто боюсь засыпать эти, как его. Сейчас, секунду. Вот у меня уже обработка 29. Все, обработка дальше не пойдет. Значит, теперь горняка качать. Горная 60, да, Андрей? Правильно? Что говоришь? Горная 60 и обработка 60, да? Я точно тебе не скажу, блин, я же не горняк. А лучше 90, наверное, обработка и горная 90. Если уж горняк, так оно, чтобы было большое прокачано. Ну, увидел, нет? Да-да, увидел. Ну, правильно или нет? Мне кажется, здесь камня не будет. Здесь, наверное, гранит и очень-очень долго будет идти. Но он уже 54-й идет. Был Ну, хорошо. 53-й был, сейчас 54-й идет. Это хорошее, а какое нужно качество? По идее 60 плюс. 60 плюс, да? Ладно. Ну, покопаем. Ну, я надеюсь, здесь вот я правильно высыпаю. Это нормально пойдет. Мне не жалко, я всю гору перерою. Засыпалась, да, шахта-то, правильно? И она ниже. Не говоришь? Я говорю, правильно шахта-то засыпалась, да? Не знаю, вообще, я на шахту никогда не ходил. Послал меня. Там шахта должна быть. Где ваши горняки, а? Работают все. Работают. Хоть один опытный горняк показал бы, ё-моё, как, чего, где. Нету. Никого. Дядь Саша блуждал, всю базу обошел. Нашел, где копать.
Каждый раз, наверное, 10% я почищаю. Наверное. И тут не может. Да что ты обалдел, что ли, ё? Далеко не надо оттаскивать. Сюда, наверное, лучше было качественно, а это сюда было. Привет, Саня, привет. Видишь, я граником заделался. Гранит рою. В ММО теперь прописался, Сань. Дали задание, вот я копаю. Так, изучим. 55. А это тоже 55. И тут, 50. Тут вот слабые. А так, а доски-то, наверное, укреплять, наверное, надо ее, нет? Доски-то где-то надо брать. Сюда. Бревнышко притащить. А я, ножовка у меня вон там вроде бы лежит. Да, блин, нельзя. Да ё-моё. А чё там по-английски-то написал? Тебе зайдет. Гайд. А зачем мне гайд? У меня здесь, знаешь, сколько начальников. Мне гайд не надо. У меня здесь это начальников много. То есть, как бы смысл я в этом буду. Гайды какие-то, я и так знаю. Скажут, что делать, я и то буду делать. Мне главное интересно это и все. Вот копаю. Граником меня назначили. Мне главное интересно это и все. Вот копаю горняком шахты. Ты можешь еще записать гайд. Ну, я не специалист по этим гайдам, да. Это видео как-то отдельно надо его записывать и все такое. Вот. Ну, я думаю, не знаю, посмотрим. А вот, тесанный гранит, может, тоже можно в заработке зарабатывать, а?
сейчас натесать штучек 20 и пойти продать, может быть. Вон, соседи. Заодно у них разведку сделать. Слушай, Здорово. 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 Влад, Ау. а гранит не надо продавать? Вот тут у меня это, можно 54 уровень начесать, ё-мо, и туда, в эту, как ее, Не-не-не-не-не, ни в коем случае не чесай гранит. Он да не, я нужен нам попробовал, у меня вот здесь 9 штучек лежит, может их попробовать продать, может мне пару золотых дадут, а? Да не дадут. Кто ее знает? Ну кто ее знает, обтесанный гранит. Не, ну поставить 50 золотых, ё-моё. Чё, зазря я рою здесь, а? Ну, это так скажу. Его никто не возьмет. Там, если берут, и то редко. В основном все копают сами. Только я и сейчас предупредить тебя хочу. Ты в прямом эфире на ютубе. Говорил, принял. Саня, слушай, ты закрой карту, пожалуйста, наверное. Чё? Карту закрой у себя на стриме. Наши, где мы находимся. Карту закрыть? Ну да, нафиг, пускай. Не зачем. Как скажешь. Мне без разницы. Мне главное говорите, что, как, где это. Вы говорите, а я буду делать. То есть это не проблема. Если вы что-то недовольны, то говорите. Потому что я уже раз играл с ребятами, и они всегда. Ну, мы играли в другую игру, и они тоже, да, тоже. Чат закрывать, то, чтобы чат не видели. Вот. То есть Так, пойду это, пока с ним поздороваюсь. это нормально. А ты что, больше не играешь? Сань, Фактория, она для меня дорогая, понимаешь? Я ее играл на пиратке. Вот. А там обновлений много вышло, я что-то пробовал скачать, пиратки адекватной нету. Вот. То есть, и не стал я с ней заморачиваться. А купить ее у меня денег, к сожалению, мне жалко на такую игру. О, потому что там непонятно, что там, как они будут делать. Ну, так я понял, что доработка этой игры еще долго-долго и доработают, и там ничего добавочного не будет. Завод идет, вот он, и все. То есть в Стиме появится, тогда куплю. Вот. Я в основном игры в Стиме покупаю, Саш. Так что это как бы... А так, Андрей, если что, подсказывай, что не надо, что надо, вы можете говорить, то есть не стесняться. Вот. Андрей, ты тут-то? Я сейчас маленькое объявление сделаю, значит, мы вчера разговаривали, думаю, как правильно сделать. Все знают, я надеюсь, ну, может, кто новенький не знает, а те, кто старенькие, знают нашу сейчас ситуацию по поводу американцев, которые живут возле нас.
Они у нас забрали 40 тысяч гранита ввиду доверия, да. И ситуация следующая. У нас сейчас просто поменялись приоритеты. Наша задача сейчас как можно больше накопать гранита, поставить на той шахте аванпост военный, где у нас находится шахта, где сейчас сами копают. И третья задача – это начать отстраивать стенки в самом замке внутри именно большими замковыми стенами. То есть займись сейчас такого. Влад, а гранита какого надо? 60 плюс, да? 55 плюс даже так. Ну, можно и 60 плюс, мы его, если что, потом барнсагом. Пока что 55 только нашел. Ну, что, нормально. Можно, в принципе, сделать. Так что приоритеты, я думаю, ясны. В принципе, надо прям упороться. И у нас график, ну, примерно, нам надо хотя бы успеть за неделю это все сделать. Ну, понятно, я уверен, что мы за неделю не сделаем, но я планирую график работ до конца следующей недели уже закрыть все стены. А вы что, это катапульту поставили? Где? Я хрен его знаю, даже не смотрел. Ладно. Святик там баловался, что-то ставил. Это ничего не ставит. Я так понял, ты хотел попробовать, вообще посмотреть, что это такое, да? Кстати, я для нее вроде могу делать эти. Я когда на кирку нажимаю, мне сделать там что этот трибушет, или как он правильно называется-то. Это ядро само. Тут просто засыпать надо все гранитом или что-то, я не понял. Или натесать гранита надо. Не-не-не, ты когда выкапываешь, просто сыпай его вниз на добычу. А потом опытные тесальщики приходят, берут лопаты, короче, и берут ну, этот гранит, получается, и шуршат. Я боюсь эти тесалки, я их засыплю просто и все. Не засыпешь. Не засыплю? Там функционалом не позволит тебе. Ну слава богу. А то я уже за это боюсь. Мне без разницы, я порою. Пока что 55 тут. Ну, значит, что еще, к чему, ребят? Сейчас такая ситуация, и в дальнейшем к чему это все мы делаем? Все это мы делаем к тому, что нам нужно готовиться к войне сразу. Потому что она неизбежна, ситуация накаляется. И повод к войне, я думаю, вы сами поняли, они сами нам, американцы, дали этот повод. Поэтому... Влад, я буду в шахтах сидеть. Если что нужен, туда тогда зайдете. Добро. Я просто все... А то, блин, ответить на стриме не могу никак. Сань, в стиме через год, ну, появится, купим, попробуем. А почему у меня нижняя строка? Это, наверное, отдыхать надо, да? Нет? Нижняя строка вон уходит. Наверное, ее надо восстановить, посидеть, да? Ты еще подохну, ё. Нифига, не кушает сидя. И еда уходит быстро прям.
Какая, которая ты писала выше, или вот это вот, БМО? Сань, ты про какую игру говоришь, которая интересна мне? Это вот феодалы, да, феодалы интересно. Тут и стройка, тут какие-то рабы есть, ты нанимаешь. То есть, ну да, феодалы мне нравятся. А если ты про завод про тот, ну, игра хорошая. Я бы играл в нее, стримил бы ее. Ну, опять же, видишь, то есть это как бы, как тебе объяснить, она, мне кажется, немножко еще не доработана до конца. Вот. Если вот это про заводы ты, вот ты посмотри, как восстанавливает, а? Нижняя. Она на что влияет, нет? Уж она ушла очень сильно что-то. А еда-то прям теряется, ё-моё. Я, может, заразу какой подцепил, а? Оглушение у меня какое-то стоит. Вы оглушены. Босоногие, это ладно. Понятно. В какую игру, Сань? В эту? Да зачем мне чужие аккаунты? Ты чё? Не, мне чужие аккаунты не надо. Зачем? Это ж чужое. Вы голодные. Так, встаем. Пожрать. Ё. Вот это игруля. Вот это шахта. Так, 39-40. Вот это шахта. Так, еще сядем. Что-то она нижняя-то. Вообще, это силу можешь качать. Что это? Как она влияет, чтобы она не снижалась? А то снизится, наверное, плохо будет. Подохну, опыт отнимут. Ой, беда с игрой. Здесь качает. Только долго. Собака. Укрепление стен туннеля, добыча серебра, золота. Вот. Мне до 60 точно надо. Построить опору колонну. Удача при использовании умения горного дела. Удача влияет на вероятность применения на горное 2,5. Понятно. Дмитрий. Привет, Дмитрий.
О, спасибо, Дмитрий. Ну вот я и сижу, хаваю, сижу. Надо ее восстановить хотя бы до 100, и тогда пойти дальше работать. Может, что надо вот из этих? Я все подключал, силу воли качать, чтобы карман большой был. Может быть, еще что-то? Силу, может быть, тоже качать. Вот я в этих не понимаю. Пока что силу воли качаю. Чтоб карман большой был. Я уже на 2 прокачал. Прибавляется. О, все вроде бы. Сейчас пожрем, а одну съедим. Все вроде бы. Да е-мое, неправильно. Я просто не понимаю, что качать, что не качать. О. Не, я воевать не очень хочу, но тут все равно придется воевать. Видишь, как говорят, то что придется воевать. Куда-то что-то на луках там, еще что-нибудь. Но, прорыл. Сейчас изучим. О, уже, блин, это 56-я, ё-моё. И тут 56-я. Фу, блин. В этой игре Лиси, не знаю, в ММО навряд ли, наверное. Может и можно. Не знаю даже. Надо спросить у ребят будет. Сейчас спрошу у ребят. Зайду, спрошу. Как раз они вон там вот сидят все. Там уже, в принципе, такое до 80-го качества. Спросить можно? О, ты сюда пришел? Да, давай. Я к вам зайти спросить. Ребята вон спрашивают на стриме, что в этой игре можно свой сервер создать? В ММО. Сервер нет, нельзя. Нельзя, да? Не-не-не, здесь игра коллективная. Ты можешь свой клан создать, 10 игроков надо. Вот. 10 игроков.
Просто ребята вон Ну, спрашивают. мгм. Ну, пошли. Только, Где там? На шахту. только в ёшку, да, получается, да? Да, да, да. Только в Ну, а что в ёшке. ёшке? В ёшке до 64, но и графика там немножко похуже. Мне не... Вот я поиграл в ёшку, да, то есть свой сервер там я создал вроде бы как бы. И, и графика там совершенно другое. Там все по-другому. То есть разница есть с этой игрой и с той. Ну, конечно, есть. И то есть Есть. ББО, конечно, получше, и покрасивее, и покрасочнее, и больше возможностей в ММО, чем в этой юшке. Все-таки есть. Мгм. Вот. Так, ну давай перейдем в шахту. Ты же сейчас стримишь, да, я так понимаю? Да, да, да. Приветик, Мариша, приветик, приветик. Вот видишь, я горняком заделался, вступил в клан к ребятам. Вот, Тёма меня. Так, Альберт. Да, Виталий, я просто рассказываю, у меня там подписчица моя заядлая зашла. По всем стримам у меня приходит. Вот. И я ей рассказываю, куда я чего ушел. Вот Тёма меня позвал, и я вот, ну мне как бы все равно там в одиночке, что я буду сидеть, неинтересно. Это не та игра. А здесь все-таки как бы помощь какая-то, и ребятам помощь, и самому интересно. Вон тех вон завоюем, ё-моё. Глядишь, я там начальником буду. Вон той вон этой мельницы, например. Шучу, конечно. Виталий, а вот там Андрюха говорил карту убрать, да? Ты палишь, где находишься, туда-сюда. Ну, так они же все равно по серверу вычислят. То есть сервер-то вот у меня вверху пишется, да? Они же все равно, наверное, вычислят, если кому-то надо это будет. Да я думаю, навряд ли кому это надо. Да? А, Виталь, ты тут-то? Сану. А ты посмотри-ка, она это уходит у меня быстро, ё-мо. Ушел, отключился. Быстро уходит эта нижняя-то строка-то, блин. Что-то надо, наверное, качать, чтобы не уходило. С каждого раза, наверное, по 2. Сейчас, секунду, я тут поднастроюсь, ребят. Понемножку. Поднастрою, чтобы мне удобнее было. На втором мониторе немножко переделаю. А то что-то я прыгаю. Неинтересно так. Я смотрю, зрители у дяди Саши появляются все больше и больше. Это хорошо. Это хорошо. Вот так вот лучше будет. Второй мониторчик делать.
Все, извиняюсь, что я не работал. Чатик вижу. А то я не вижу в Discord, кто, если заходит, не заходит. Много еще осталось? Следующий сколько? Сейчас посмотрим. Как раз эта штука восстановится. 50, 60%. Ё-моё. Она, короче, каждый раз снижается на 1. Я так понял. Это, наверное, надо силу качать. Скилла повышать, да? Блин, куда сыпать-то? Вот сюда, что ли? Блин, был бы какой-нибудь опытный горняк хоть руководил, подсказывал. А то сейчас насыпешь, потом будет, не дай бог, на меня будут ругаться. Не так делал. Вон Так, Виталий. алло. Да, Виталий. У меня что-то глюкнул интернет. Пришлось Бывает. перезагружать мобильник. Бывает. Так. Короче, это коллективная игра. В общем, одному играть нереально практически. Вот. Только группой. Тут нереально из-за чего? Из-за того, что на тебя Из-за просто... того, что на тебя- ты просто не можешь сделать определенное действие сделаешь, а второе тебе надо другим, допустим. Вот, а в тебе навыка нет этого. За навыков, тут много навыков. Ты идеально не сможешь. которые немножко сузили, да? Получается, так что ли? Не, они такие же, как и на Ёшке, все то же самое. На Ёшке же, видишь, одному играть нельзя, ж там надо тоже. Нет, на Ёшке можно одному, я все навыки могу прокачать. Все навыки можно качать. Да. Я забыл. На Ёшке, а здесь нельзя. на Ёшке нет. Вот, кстати, если Я там понял. настроено, там определенные эти как бы скиллы, да, то есть на Ёшке можно одному играть, я все могу прокачать, то есть даже Я понял. Можешь не рассказывать, я понял, не повторяйся. вот, Я понял. и даже можно сделать так, чтобы у тебя прокачка быстрая была. Здесь это скилл-кап и стат-кап лимитный. То есть лимитный, понял. там безлимитный, а здесь Тут- лимитный. Здесь Тут до определенного 400 числа я доходишь, понял, всё. да? Сколько тут? 400? 400, да. Вот ты, если втиснулся в это, то все. Дальше ты никуда не пойдешь, Вот, никуда не а там попадешь. можно 3000. То есть, Ну, конечно. 3000 это да, это практически все навыки можно выучить. вот, я что Практически. Не все, но половина точно. По максимуму притом. Там 3000, даже, ну, может быть, больше, не знаю. Ну, я знаю, что... 4000 может быть. Короче, постройки, вот я по военным я не ходил, а вот постройки, что я вот играл, да, там все, практически все я могу прокачать. То есть горный, я вспомнил. лес, Мгм. вот, стройка, короче, то есть мне хватало, у меня еще даже там половину даже, наверное, я не докачал. Ну, раньше было, не знаю, как сейчас на Ёшке, это 1,5 года назад и так далее, 2, когда появилась игра. Там, до 100 уровня прокачать это надо было буквально чуть ли не год. Ну, это как сервер Последний настроен. вот это, да, последний навык. Вот, Нет, тут четвёртый, допустим. видишь, как сервер настроен. Там же сделано, ты когда сервер запускаешь, и у тебя прокачка. То есть ставят на сервере, если прокачку больше ставят, то
и быстрее ты качайся. Вот. А если ставят стандартный, то да, там долго. Ну, неважно, мы сейчас говорим об этой игре, об ММО. Life is Feudal ММО, а не просто, блин, Life is Feudal. Ну, You ММО own. лучше по графике это раз. И, во-первых, тут больше всего делать можно. Вот чего. Ну да, есть такое. Вот. Есть. Ну, естественно, это все дольше, но она Но интересна. сейчас очень просто, поверь. Год назад, чтобы прокачаться, короче, там нужно было, ой, как тяжело, короче, давалось оно. Там сейчас же как, сделал что-нибудь и заполнил банк опыта, то 500 000, если без премиума. И ты все, ты поставил любую профессию, любой навык качаешь, и ты спишь дома, включил, оно вне онлайн, оно тебе качает, то есть вообще не напрягайся. А раньше надо было определенную профессию только делать, как вот на Ёшке было в свое время. То есть если ты горным делом, только горным делом занимайся, и только это будет качаться у тебя. Никаких левых профессий никакой не будет качаться. Сейчас все упростили. Все. Накачал 500 000 опыта, примерно хватает на около 2 реальных суток. Около. Если у тебя 1 000 000 премиум, в 2 раза больше. Одно, что он вдвойне быстрее опыт накапливается в банке. То есть там включаешь бурс на час и копаешь, короче, что делаешь, такую тяжелую работу. Но Оно мгновенно там если примак у тебя, Виталь... О, привет, ребят. Привет, Тём. О, привет. Если примак у тебя, да, то получается, то ты уже не один можешь качать, а 2-3, наверное, да? 2. Мы говорили 2. 2 только. Вот, Но это видишь? тоже великое дело. 2 поставил, и ну тебе сразу 2 качает. То есть вдвойне время быстрее. Ну, если ты долго играешь, месяц, то как бы 2, ну, уже не надо особо. Но если ты играешь неделю-другую, то да. То если у тебя там прокачано все до 90 навыка, тогда оно не критически. Можно и 1 даже. Уже. Там главное стартануть. Премию в основном покупают на начальных этапах и когда воюют. Все. Если война А идет, воюют, тогда... а что, воюют это, там что, он нужен, что ли, да? Но он нужен для того, если тебя убьют, у тебя не падают навыки вообще. Если у тебя, там же молиться Богу надо каждые сутки игровые в игре. Есть у вас такое? А я знаю, где Там- это. Вот, там надо, короче, Тёма, объясни, там открыть, короче. Или давай я объясню. Там надо, короче, вывести сюда на стол, на дисплей, этот ярлычок, чтобы вы постоянно, как заходили, сутки новые появились, так и вы нажимали. Там, получается, у вас карма повышается. Я знаю, а вот где он этот? Значит, открываете 3, по-моему, буковку L английскую и 3 ярлычок. Там будут, типа, навыки, короче, обычные показаны. И там надо заходить в руки такие, в ладоши, короче, сложенные. Есть там такой ярлычок. Нашел. Видите, что там? Да, и его Вот туда заходите, перетаскивать. где руки. Не, вы заходите туда. Это типа скин. Вы туда Во заходите, славу там... Богу, да, вот эту перетаскивать, да? Нет, А по-моему, какое? нет. Там вы когда открыли эти руки, вот, там открылась, гортайте ниже, там у вас куча навыков всяких, вот, которые подсвечиваются. Вот там вот 2 такие руки сложно есть, и надо зажимать левой кнопочкой и сюда вот вниз на ромбики на какой-то, который вам не нужен. Да я перетащил уже. И на его типа 2 натаскиваете, руки, оно во типа... славу Богу, Богу. что-то так, да. Я знаю, что 2 руки сложно, да. Вот. Славить Бога, да. Хорошо.
И вот эту вот кнопочку жмете, на какую вы там забинтили. Молитесь с большой рвением. И он в откат. В общем, да, это минута-другую будет откатываться. Через пару минут попробуйте опять. И будете до тех пор эту кнопку прожимать, пока он не скажет, что вам там поначалу, по-моему, будет или по 0,25, или по 0,50 накачиваться вам ваша карма. Там будет написано, ваша карма увеличилась там 0,050. Вот, вот это вот каждые игровые сутки, как только зашли персонаж, так и жмите. Так и жмите, чтобы чем больше будет, тем лучше для вас. Когда будет 30 карма, 30 минимум, вот, оно буквально за каждым нажатием у вас будет сразу молиться нормально. А сейчас оно типа рандом, оно не с первого раза, может с 10-го раза получится, может со 2-го раза. И оно будет написано, что больше, когда вы помолитесь, нажмете 3-й раз, допустим, Бог не желает вас в эти типа сутки уже слушать. То есть вы уже, получается, положительно прошли мольбу эту. Ну, в общем, когда вас будут в бою бьют, допустим, вот, если у вас 30 кармы есть и премиум пакет, то у вас молиться, ни единого... говорят, на каком-то тотеме. В 2 раза больше кармы. Да, это тоже есть. Но это потом. Ну да, к тотему становится там. Я этой причуды пока не знаю идеально. Ну да, возле тотема, там много тотемов. Да, если ты молишься, то просто быстрее тебе качается. Да, есть такое. Это вам, кстати, надо этим заняться, блин, это полезно. У нас тотемы есть прямо в замке, если не показывали вам. На нижнем ярусе там у нас все тотемы стоят полностью. Вот, Бог услышал мою молитву 0,55. Это вот прокачался и все, теперь только 1 раз, да, и все. В сутки игровые, то есть как утро наступит, вот наступит ночь, 12 часов ночи, а час ночи вы уже можете как помолиться. Опять. Понял. То есть сутки игровые, да. Понял. Ну, в день в реальный день получается сколько? 5 раз можно помолиться. Если в онлайн круглосуточно сидит человек какой-то. Вот. Вот. Когда вас шлепнут в бою, вот, и если у вас 30 кармы минимум есть и премиум пакет, у вас не слетает ни одного навыка. А если у вас премиум пакета нету, вот, и убьют там, либо будь кто, зверь, там, не зверь, там, человек, там, враг, вот, у вас слетит примерно 2, ну, как, допустим, если 60 тут вы прокачали горного дела, то где-то до 58,5 или 58 у вас останется навык опять. То есть около 2 единиц навыка слетает. Примерно. Поняли? Понял. И боевых, и гражданских слетает и там, и там. Вот суть вот этой вот кармы. Если карма большая, вообще если единица, не 30, а 100 получается. При 100 кармы, даже без премиум пакета, у вас ничего не слетает. Но она тоже как бы тратится. При смерти. Получается, ее тоже надо восстанавливать потом будет. А что такое вы порадовали раб-копателя? Да, ну, это просто в системном этом чате такие команды пишутся. Раб-копатель. Да, а вот что он означает? Но это идол такой есть. Как вы сказали, есть много идолов. Роб-копатель там, это по горным делам, Не, копатель это самый первый получается, по строительству ветки идет. Потом по горным делу есть. Есть по всем этим вещам есть идолы. Сколько там их? 7-8. Вот. Добрый день. Вот вы копаете, там сбрасываете, я так понял, да, руду на землю. Ну, вам не показано. Ветераны пришли. Ветераны? Какие ветераны? Не знаю.
На 2 телегах приехали. А, к вам приехали на шахту, да? А, Ну, это с нашей бригады кто-то ж приехал. Кто не знаю. Тёма, наверное. наверное. Тёма, Да это ты? тут трое, тут трое. Нет, драгон какой-то. Ну, Драгон, это Святик приехал, еще кто? А, я не знаю, с флагом какой-то ходит. С флагом? Ну, если с флагом корона есть на голове? Желтый флаг какой-то. Не, корона есть на голове? А я знаю, вроде бы да. Я что-то темно, Ну, не видно, если... ночь. Ночь Ну, не если у видно. нас два человека с флагом. Это король Влад и Саня. Ну, Озу, наверное, который... это Влад, скорее всего. Да, если Мне корона есть, кажется, то Влад, если коронка, нет... да, да, у него вон коронка. Ну вот, да, коронка на зубу. Сейчас я ему телегу закопаю ее. Не закопается. Вот. Аж Так что- 57-ю нашел. Чего? 57-ю. А вы сейчас что, камень либо гранит? Не, гранит. Ну, вам надо 57-й камень пока. искать. Вам надо искать камень, камень. Искать и где камень серого цвета и долбить эти стены. Нам гранит сейчас не приоритет камень. Вот. Потому что у нас еще стены не закрыты аванпостов. У нас еще не доделан, значит, 3-4 телеги надо делать Грабового возле замка и чуть ниже живодерника. То полностью не закрытый камень. Ну, Нам будем еще надо делать. на камень. Будем Нам сейчас делать. гранит у нас недавно украли. Так что гранит, я думаю, не стоит копать. Его надо будет копать и сразу делать целым. Потому что опять украдут. Смысл выкапывать? Это если добраться до камня, надо гранитный этот пробить. Так его тогда да. еще найти надо, этот гранит. Ну, вы же ищите гранит и уже копаете. Зачем его Да, искать? да. Ну, Но этот Вам гранит, нужно он не идти. годен. Вроде бы. но как. некачественно. В основном надо 60+. Да. Меньше гранит мы брать не будем, потому что слабость стен нарушается слабая. Вам надо брать прочную. Прочную надо, чтобы крепость хорошая стен была, потому что ее ж легче разрушить будет, если слабо. В идеале, конечно, 75-80+. Гранит. Вот, надо такое. Ну там есть, просто надо его искать, разрабатывать полную шахту. Ну вы пока идите по кубам и копайте где камень. Я же вам сказал, что гранит он такого рыжего цвета более, а камень терла. Нету тут. Нету камня? Ну, вот есть гипс рядом лежит. Ну, какой-то. гипс, я понял. Ну, возможно, за гранитом, за кубом начнется камень. Ну, там камень 100% Вот гипс есть. есть, гипс 49-го Ну, гипс качества. не, это плохой гипс. Это его высыпать куда-то отдельно. Но Вы я вместе его не вместе. копаю. А зачем он мне? Ну, Я да, гранит. да. Я гранит вперед копаю вот так вроде бы. Ну, копайте хоть гранит. Сейчас Банка опыта заполнилась. Букву L нажмите и 4-ю вкладку. Там показано будет, сколько заполнилось. Да у меня уже опыта полный наполняется. Я Полмиллиона. вот обработку прокачал, она 30, она больше не качается, мне надо Так, теперь смотрите. Так. горная теперь вот прокачать. Ну я поставил уже, но она будет 23 часа качаться. Ну, до 60 уровня, как вы хотели, конечно. 23 Ставьте, часа. да, ставьте горную вверх птичку, да. А на примак, горную. Вам надо- примак в этом деле не поможет, да? Прем скорости нет, не дает скорости Тогда прокачки нет быстро, смысла. он дает просто Не, у меня больше. просто есть какие-то 10 тысяч монет. Вот, там. Вот. Может быть, их на примак хватит, я не знаю. Ну, сколько. я говорю, пускай парни посмотрят, хватит или не хватит. Там. Я вот не помню, там нужно реальные деньги, либо можно купить за внутриигровую валюту.
Мне Это кажется, внутриигровая валюта. это стимовская мне подарок когда-то дали, и это... Ну, понял. 10 тысяч это нормальная сумма, это не маленькая. 10 тысяч стоит где-то 5 баксов, грубо говоря. Ну, меньше может, чуть-чуть. Чтобы в эквиваленте денежном, чтобы был в курсе. Нет, я там смотрел, 10 300, 400 рублей стоит. Что за гильдия? Ну, я подумал. Гильдия... Сейчас, секунду, Виталь. Салибериан. Гильдия? Да я сам-то еще не знаю, что за гильдия, как гильдия. Название знаю. Вот. А гильдия? Ну, играют ребята, их много тут народу. Вот. Вчера аж человек 12, наверное, онлайн было. Если не больше, 15. Вот. Народу много. Ну, подожди сейчас секунду. Гильдия как-то называется НЛГД. Вот. Как-то так. Это как я в Дискорде вижу. Так, я пришел. Это как я в Дискорде вижу. Вот. Так. Ребята хорошие все, то есть все названия спрашивают. НЛД. Как-то так. Понял. Национальная гвардия. А, Национальная гвардия, вот, подсказывает. Это, да, каждое слово, начальная буква первая. А, Значит, национальная, вот, национал, НГ. да, вот как. ГД. Национальная гвардия, да. National Я ему Guard. уже показал в этом, как его. Ну, понял. Раскрыть, можно, да, показать, как называется гильдия. Раскрыть букву L английскую нажимаешь, и Да, там да. вкладка, Я короче. ему показал, Там и он увидит. А ты что, к нам в гильдию хочешь? Ну тут это не очень-то берут-то. Ну чё, смотря какой возраст. Всех подряд не берут, так что тут вот. Если только туда, к рабам, поближе, то могут, наверное, взять. Смотря кто говорит и... Да. Потом Тут сначала пообщаются с вами, я так понял. Как вот я пришел, со мной пообщались, вот, сидели 2 или 3 человека. Просто мы общались об игре. Вот, они спрашивали, я отвечал, вот, и потом говорят, ну, если хотите, давайте к нам. И я не отказался, я согласился. Просто смысл я буду где-то бегать в одиночке, я в этом не вижу. То есть интереснее в команде играть. Ты тем более можешь новое что-то узнать для себя. Да, а нового здесь очень много. Я даже всего не знаю. Ну, Очень много. видишь, Так даже- сказать простым языком, мирок натянутый на глаза. Да, Вот и все. мир большой, очень говорят. За день из одного края в другой край не перейдешь, даже на коне. Вот. Времени не хватит за сутки. Ну, да, на коне-то, может, и перейдешь на коне, но пешком 100% нет. Но мне кажется, на коне он не доедет до края, потому что его уже убьют. Ну, или убьют, да. Или сожрут. Это точно, да. Я когда бежал сюда, перебегал, я появился рядом на северо-востоке. А, Вот. твой ник прочитать? То так он, не знаю, он чат видит, нет? Врут. Чё врут? Кто там что врет? Сейчас я тебе Говори. напишу его ник в личку. Мне ты имеешь в виду? Да. Ну я сейчас в мобилке, так что я вам не Видимо, буду он, помогать. наверное, он... Ну, так ты в личку в этом...
Мгм. В Дискорде ты видишь, что я тебе пишу? Ну, у нас Дискорд-канал же есть может в Дискорд зайти, На и будет коне он 2 приемный у нас. часа, пешком 4 часа. Вон, видишь, он пишет. Да, ну здравствуйте, 4 часа. Мгм, да, 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 да. Ну, рассказывай. Это 4 реального часа. времени 4 часа всю карту пройти, да? Нет, это неправда. Это неправда. Это в старую версию, которая год-полтора назад была. Можно было за 4-5 часов пробежать. Раньше, когда только она открылась, игра, можно было. Да, но эту игру не пройдешь за 4 часа. Никак. Хм. Вот когда он зайдет в игру, он убедится в этом. Просто-напросто. О, карта громадная просто. Громадная. Сайбериан какой-то, Биар. Ник его, и, видимо, в игре Ну, такой. Тебе не знаком? ну, откуда я его знаю? Я что его не знаю. Сайбериан. Ну, неважно, неважно, Он неважно. говорит, Кто... может поспорить, видишь как? А, может поспорить, что за 4 часа пешком можно пройти всю карту? Да. Ну ладно. Пока спорить не буду. Ну, как мы планируем, если реально с севера идти, блин, и по углу там, то нет, 4 часа. Далеко. Да наш остров пешком, пускай наш полуостров несчастный, с одного края в другой, пускай он пешком вот пройдет. Говорит, тут сколько это время займет? А наш островочек-то маленький вроде, с размером всей карты. Тут на лошади с одного края второй, блин, на нормальной с нашего острова, ну, блин, ну, чтобы не соврать, ну, минут 20 надо, блин, или 25. Это на лошади, блин. А пешком так раз, наверное, в 5-6 Сибирский дольше. медведь его ник, походу. Так, если по-русски переводить. Какой медведь? Сибирский медведь. А, понял. Siberian Bear. М, Понял. Да потому что я ее проходил. Видишь, что он говорит? М. За 4 часа. Ну, ладно, Молодец. не буду спорить тогда пока месть. Ну, я как бы по себе. Мы тебя не знаем. Вот если это знали бы тебя, тогда бы уже бы сказали тебе. А ты, может, наш сосед, нет? Уже шпион иностранец пришел. Блин, набралось Не, но уже он русский. В 10 на человек. какой стороне он играет? Где он, за какую, в каком союзе он? Он же где в какой-то? В каком Да, а в гильдии какой, союзе? на каком сервере номере ты играешь? Мы сами, может, догадаемся, в каком ты гильдии играешь. Номер сервера своего скажи, где у тебя хата построила. Может, ребята сейчас угадают. И это хорошо. Ну, Гильдия Парадайз. Во как называется. ну, Paradise это рай. Paradise, да. Кто это Рай такие? переводится. Не слышал такую гильдию. К какому союзе относится? Союз. Союз какой? Да, в каком союзе гильдия состоит? Парадайз. А здесь рейтинги как-нибудь гильдии можно посмотреть? Есть. Только я не знаю, парни там смотрели. Рейтинги есть. Гильдии, на нашей гильдии рейтинг 90 плюс был. То есть всего более 3000 активных таких. Так что можете представить. Ну, это где-то за месяц мы за полтора. Нормальный такой рейтинг. Не скажу, что плохой. Вот. В сотню лучших входим. Где? Я когда Волода играл,
Я в топе был, в пятерке. Это в топе гильдии? По или- кораблям, по кораблям. То есть у вот кого улучшен лучший корабль, то есть вся оборудка Ну, там- стоит хорошая, которая, вот, и вот у меня, короче, в пятерку я входил. Первое А там место я... индивидуально было, да? или как? Нет, ну да, там для каждого Индивидуально? персонажа по кораблям и по его воинам, то есть сколько он воюет, то есть не именно на гильдию, да, а именно как бы, что это такое выскочило, непонятное, какой-то алфавит. Вот, и то есть по кораблям у меня топовый был. Ну, у меня действительно, я и фармил, то есть и по фарму у меня топ был по кораблям. Я просто болезнь была у меня. Понял. А Лобин игра такая, да? Да, лобби онлайн. Ну, я слышал о такой игре. Ну, Я а не играл, сейчас но- смайловцы испортили, то есть она уже не хорошая. Но вот это вот mail.ru, много, ну, они говорят, такая компания жадная, на донацию подсаживают. Да, вот Полностью. Архейдж я тоже стримил, у меня Ну, много я играл. подпис- Я играл в Арчейч из самых истоков. В Вот, Арчейч. вот в Архейдже Самых у истоков. меня, короче, Ну, я играл. два персонажа, то есть они имеют кабриолеты, потом имеют трактора, вот, это основные понял. два персонажа. А так у меня 8 персонажей, и то есть 4 Ого. это персонажи, они как бы Блин, много. основные. Много. Много. Да ты чё, у меня было, знаешь, сколько? 3 резиденции. Полтора месяца у меня было 4 резиденции стояло. 12 угол донатских. Вот. И фермерских домов, наверное, штук 10-12. О, камень нашел. Ну вот, качество свойства проверить. Возьмите свойства, знаете, как проверять, да? 58-й. Но кое-что. Копайте его, тоннель прямо бейте. И дальше, когда прокопаете куб, еще посмотрите по сторонам, где будет еще камень какой там. И где будет улучшаться качество, идите по направлению улучшения. И сыпайте возле тесалок этих тут камень. Прямо возле них там. в яму. Гранит пока что рядом 58. Не-не-не, гранит не трогайте, на приоритет камень, все. Нам гранит пока не нужен. Пока. Нормально. Потом толпой все придут, человека 3-4, и этого гранита можно набить будет. Нам надо камень. Он Андрей кричит, что им надо достроить лагерь рабов закрыть. А там надо 4 телеги или 3 тесаного камня. А с одного камня получается сколько? Через 10, по-моему, камешка вот этих получается один тесанный. 20 надо. Из 20, да? Не помню. Ну вот представьте, сколько камней надо выкопать, чтобы сделать все тесом. Ну вот. Дофига. Будем делать. Ну, короче, пока не ведите там в улучшенный вид, там в плюс, там, где как потом будут кубы выкапываться, будете Вот проверять. только единственное, надо будет потом укреплять мне это все дело. Сейчас прокачаюсь. Укреплять вы не укрепляете, оно брушится через 9 игровых суток в игре. Я лучше приду, укреплять лучше всего с навыком горного дела 90. Почему? Потому что 47 игровых суток этот человек может укрепить. А вы, если укрепите, если у вас возможность есть по горному делу укреплять, у вас будет на 47, по-моему, или 46. Ой, на Понял, 36. 36. Понял. Ну, короче, на 10 суток примерно крепость будет меньше держаться. Вот. Надо, желательно, чтобы 90 уровня горняк укреплял. Вот. Немножко дольше продержится. Так, надо восстановить эту нижнюю строку. Станину
Да, Желтая. Желтая это, да? да, нижняя у Полоса. меня, я до 20 ее догоняю. И... Ничего страшного, можно не восстанавливать. Оно и так будет копать. А вдруг Это помру? нет. А, нижнюю зеленую вы имеете в виду? Или Нет, не зеленую, а желтую. желтую? Желтую. Ну там 3 линии. Нижняя зеленая У меня еда, две. средняя. Желтая, вот, желтая. Стамина 109, а это 39 сейчас. Ну там желтые ползунки, там понял, есть верхние и нижние. Вот Понял. нижнюю стоит ее восстанавливать? Или она, если до нуля дойдет? Ее вообще нужно восстановить на 100%, когда в бой идете. А сейчас она несущественно важна в данный момент. Но умереть я не умру, болезни у меня никаких не Нет, будет, да? от желтой нет. Он вообще, персонаж может умереть и будет умирать очень долго, если у вас нижняя зеленая шкала голода. Если опустится до нуля и потихонечку красная шкала сверху будет потихонечку каждую минуту отбавляться. Тогда, когда в ноль полностью уйдет, это много времени еще пройдет, час там больше, тогда только может умрете. Да? Поняли? Конечно, тут долго не умрешь. Ну ладно. Именно от голода это долго очень. И зеленую шкалу держите желательно, чтобы она там всегда почти к максимуму. Если опыта, допустим, не успели еще захватить побольше. Потому что чем больше зеленая шкала заполненная, Ладно. стопроцентно, Окей, понял. тем Пойду. быстрее опыт накапливается. Пойду копать камень теперь. А камень куда таскать? Ну, камень там, где 200 салки, прямо возле их, не доходя, сыпьте на землю. На гранит, Вот туда. Ну, сыпьте на гранит, оно все побьется. Да, рядом прямо у летисалок, вот рядом. Вот, там выкопанные ямочки такие, туда сыпьте. Рядом вот сыпьте. И вот там, где сыпется, туда и сыпьте. Вторую ходку, третью, 10-ю. 58-й, короче, качество 58. Но это первый куб. В глубине будет лучше. Это начальная оболонь, она всегда хуже. В глубине оно как в этот, в центру земли, оно лучше будет. Там будет А улучшаться. смотри, ты укрепляешь на 47 дней. Это игровые или это? Игровые, конечно. Тут все по игровым, конечно. Помните, сколько игровых дней занимает реального времени? Вчера говорил. 5 вроде бы. Ну да, там 5-6, что-то так. Приблизительно. 5-6 игровых занимает реальные сутки. Вот. Ну, уже что-то нашли. Ну А вот. ты когда придешь, Виталь? Нет, только вечером приду, я на работе. Вечером, скорее всего, после 8. Хорошая у тебя работа на телефоне сидеть. Ну, у меня всякая работа. Я могу занят быть целый день, могу и свободно. Когда как. Это как у меня. У меня возможность сейчас просто такие, что могу. А так, у меня очень занятая работа иногда бывает. Вот. Вот так вот. Все, у меня полное для прокачки опыта. Ну, полное, хорошо. Оно все равно тратится на прокачку вашего ножа. Если даже ничего делать не будешь, оно потихонечку отбавляться будет. Так вы что-то делаете, оно постоянно держится на полном. Польза, так сказать, все равно же идет. Плюс вы копаете камень. Уже польза. Бо нам его все равно надо выкопать сначала, чтобы его вытесать. Ну да. Вот. Так не получается, что прямо со стены кирпичики выскакивают. Вот.
Так что вы решили по горному делу идти, понял. Не решили, меня так назначили. Ну, у нас просто, как бы, ну, Тесать-то реалити. некому, все Вот. равно тесать некому, людей нету на Ну это. да, да. Хоть Не, люди один у нас кто-то есть, будет. люди у нас есть, поверьте. Людей у нас до хрена. Просто сейчас как бы то на работах, то отпускная компания. То. Ну, Конечно. вчера он сидела, блин, больше десятка, блин, рыл. Ну, это нормально. Я вам скажу, что в каждой гильдии сейчас проблема с людьми. Это в каждой. И пускай они рассказывают, что там у них там сотни человек сидят ежедневно, ежеминутно в онлайне. Это враки полные. Я знаю много гильдий нормальных, у которых там очень большое количество земли, вот, друзья мои. А их народа очень мало сидит, там по 5, по 6, по 7 человек, все. А их территории громадные. Провинции, я имею в виду. Тут же есть провинции, если не в курсе. Вот. На общей карте, Мгм. когда карту раскрываешь, там щиток есть такая. Первый самый ярлычок жмешь. Там оно показано, квадратики такие, разные формы. Зелененькие, да? Ну, разные, нет. Ну что, не зелененькие, нет. Там оно под флаг табарды, гильдии провинции. Ну. Мне немножко мешает. Вот. Я за кого играю? Ну, не знаю. Пока что горное качаю. Потом посмотрим. Мгм. Обработку камня, короче. Вот это А. вот надо. Протекло. Ну да, это спрашивают этот смотрящие. Да, зрители. Сибирский Ну да. медведь спрашивает. Ну да. Который за 4 часа, но я это, конечно, буду помнить, проходит карту. Всю. Мне, правда, интересно стало. Так вот, надо встретиться и это Но попробовать. тут надо будет Как-нибудь на встретимся. досуге это проэкспериментировать. Да мне экспериментировать не надо, я просто знаю возможности. Правда, может он Карлсон, может он летает. Тогда да. У нее конь, наверное, за 500 голов. Да, у него этот Пегас летает без этого, без всяких. Альянс? Да, у них какой-то альянс есть. Там. Конечно, есть. Если гильдия нормальная, то он 100% в альянсе. Он про Мы, альянс. например. Ну. Он про альянс спросил это. Так за кого вы играете? Мы за нейтральный альянс. У нас и ТФА, и Evil Force. Мы не за тех. Мы вообще вокруг нас этот ТФА альянс, буквально вокруг, мы чуть ниже вот так вот. У нас, собственно, провинция. Мы пока нейтралы в данный момент, пока есть. Вот, у нас войны были, вот. Из ТФА, короче, немножко там повоевали месяц назад. А сейчас у нас пока нейтралитет со всеми. У нас, там есть какие-то враги, которые не отжали вар в этом. Бросили в свое время, не отжали. Ну, такое. Сумасшедшие какие-то. А так. Нейтралитет у нас, нейтралитет. Вот. Нейтралы. Да, мы ни за кого пока. ТФА уже нет, говорит. Кого нет? ТФА нет уже. ТФА нет? Как это нет ТФА? Остатки, может быть, может... Да, но что он говорит, если это нету ТФА? Пускай зайдет в рейтинг гильдий и посмотрит, на каком уровне из всех гильдий ТФА находится. А ТФА находилась неделю назад, я точно знаю, в 10 лучших топ-гильдий.
даже не в десятку, а по-моему, в пятерку лучших топ-гильдий мира. А говорит, ТФА нету. Вот таки нету. Это одна из мощнейших гильдий была. Нет, была она. Может, что-то случилось сегодня, вчера, так сказать, да. Но я сомневаюсь. Неделю назад я отвечаю, что она была. Я просто на днях мало играл и не смотрел политическую карту. Вот. Но она очень большую занимала территорию на севере. Красненькие такие квадратики ее по провинциям, если смотреть. Красные, короче. Да, на юго, так сказать, востоке, там в центре чуть, там есть фиолетовые, она топ-гильдия вообще там. Ну, это гильдия пиндосов, блин. В основном, основа, блин, иностранцев. Он вот пишет, ну пусть скажет мне ТФА гильдия в топе. ТФА это не гильдия, а в альянсе. Ну, я понял, это союз, да. Альянс. Союз. А, гильдия называется как? Я имею в виду союз, да. Союз ТФА, согласен. Гильдия, блин, я не помню. Ну, короче, самая главная гильдия в ТФА там есть. Забыл, как называется. Вот она там в десятку лучше входила, да. Она самая мощная гильдия в союзе ТФА. Вот так вот правильно сказать. Виталий, а его мы развалили. И альянс этот развалился. Да, а когда он развалился, напомни, сколько Смотри, дней назад? Виталь, смотри, вот я нижнюю клетку изучаю, у меня, смотри, какое сообщение выходит. Вы видите клетку с туннелем. Осталось дней Не до обрушения. до ее осыпания. 9. Обрушение. 9 Ну, 9 реальных. Но это, да, по укреплению. Ну, не обращайте внимания. Не, я просто спросил на всякий случай. Из-за Ну, я того, знаю, что- да. А Всё то, это я видел. может быть, сейчас все обрушится. Это, Нет. Я же вам сказал, Старую 9 реальных суток шахту, это... старую шахту улетим. Ну вот. Если до 6 суток входит и сутки реальные, около того, то вы представляете, 1,5 реальных суток, оно будет рушиться только. Если сегодня утром, вечером доски подзабиваем туда, то оно не скоро. Пускай наоборот, желательно попозже начать укреплять, перед тем, как начнет рушиться. А смотри, а рушится, да? Рушится, например. А там появляется новое, что ли, да? Так что ли? Появляется земля черная с качеством номер 1. Качество 1. Поняли? Вместо куба выбранного пустоты появляется земля. Вот это. Ее за 1-2 удара вы забираете. Если вот обрушилось, вы подошли, ударили раз-два. Там в зависимости, сколько еще суток оно будет обрушено. Чем больше суток обрушено, раньше было так, что тем больше ты земли должен с куба выбрать. Если обрушилось вот сегодня, ты подошел раз или два шлепнул, оно хлоп, там 30 единиц. Вот сейчас зачту тебе, Виталий, он пишет. Маите вопрос задает, так? Стоит вопрос. И еще ниже вот пишет. Ты либо про сынов говоришь, либо про барбаров. Сыны... Подожди, дочитаю, Виталий. Сыны... Но я не читаю. Я дочитаю, дай, подожди, не перебивай. Сыны Одина еще есть, а барбары, они красные, но не состоят в альянсе с ТФА уже как 2 месяца.
Видишь как? Это я в курсе. Они находятся далеко от нас по сравнению с территорией. Они находятся там, где моя бывшая гильдия, с которой они с Барбарином воюют. Вот, они находятся на северо-западе. Вот, Барбарин, там. Я так понял. Потому что я связался со своей старой гильдией. Вот. Они сказали, что мы типа воюем с ними, как бы, значит, они где-то рядом. А они на северо-западе находятся, моя гильдия. Бывшая. Вот. Гильдия называется 40 братьев. 40 Brothers, если так. Вот. А ты ушел из нее из-за чего? Просто там скучно стало? Ну, это было 1,5 года назад, Тарас. Ну. Это было еще на старых картах. Старый Авалон тот. Они Старый. здесь Сейчас все-таки обновляют этот мир или нет? Ну, это ну как, они полностью вайпнули всех и вся и создали Godland, вот этот новый мир. Сейчас других миров нет. А раньше были. Раньше можно было с одного мира перейти в молодой 1,5 года назад. Некоторые переходили. А потом они вайпнули полностью и те миры, и вот создали весной, когда там, зимой, весной, этот мир Godland. Тогда других пока вопрос, нет. какая гильдия в топе ТФА? Вот он, вопрос, походу, тебе задает. Сейчас скажу, в топе была. Так, как же название, короче, ее создал тип один. Как же его ник называется? Вспоминаю. Блин. Сейчас я позвоню пацанам. И узнает. Сейчас, Да, подожди. да. Сейчас Ну, он я все забыл. узнает, сибирский медведь. Сейчас. Сейчас, подожди, сейчас прозвонит там всех. И все узнает. Кто топы, кто не топы, и все расскажет. Подожди. Немножко информации маете, наверное. Не знаю. Сейчас узнаем. Сейчас скажет. Придет, скажет, расскажет. Я тебе говорю, я лично как бы поиграть в эту игру я как гость. Пау, упал. Блин. О, коллапсы какой-то. Что это такое коллапса? $62 качества уже камень вот пойдет. Игра-то зарытие, да? Зарывать, да? Получается так. Тут 62. Это вот пониже. А 62 это уже, наверное, можно в эту перекрафтивать в тес, наверное. Не, игра-то мне уже, я-то в Юти этой наигрался, то есть, как бы, в Юти у меня получилось
Тут серия не получилось, наверное, один. В Юди я 1000 часов наиграл, конечно, понравится. Тут 62 качества получается. Это я попробую. Вы не думайте, что я буду обчесывать. Мне еще надо горную докачать, тогда можно будет обчесывать. Где тут? О, горный только через 22 часа. Завтра докачается. До 60. Мне его надо до 60 докачать. Добывать. Вот. И у меня будет вот укрепление стен. Золото, серебро смогу. Потом дальше. Вот я горное, я все ее докачаю. Я горное точно. А вот обтесывать, наверное, тоже докачаю. Алло. Да. Так, хочу обсудили. Гильдия называется Мигелия. М-м. Создал ее человек по имени Мигель. Вот. Она русскоязычная, эта гильдия. И она сейчас, этот союз еще состоит. ТФА, он есть. Он не распался. Там говорил, слушай, что она распалась. Ну, союз этот не распался. И мы так подумали, ну за 4 часа ну, никак карту не обойдешь, даже и близко. Тут люди с полкарты шли 6 часов. До нас. Да. Иди, работа зовет тебя. Иди работай. Так, ладно, дойду. Иди, работай, иди. Мирон, привет, Мирон. Там много инфы, только на работе его, видите, отозвали. О. Да, блин, здесь тоже нельзя сыпать. Да что ж такое-то, а? Поближе хочется. Он нет. Может, его сразу это тесаное делать? Я могу. 62-й тесаный пойдет? Надо спросить у ребят. А 62-й тесаный камень пойдет? Нет. А какой надо, Влад? Тесаный камень. 85 плюс. А? 85 плюс. 85, да? Пока что до 62-го докопался. Ладно, будем копать. Именно тесанный или ты говоришь просто за обычный камень? Чё, обычный камень я нашел 62-й. Я попробовал его тесать, он у меня получается такой же 62-й. Не, надо выше. Ну, значит, еще буду рыть. Тогда еще рыть буду. Смотри, ты копай в шахте, я потом приду, и у меня есть опытный хорняк персонаж, и он будет тесать хороший. Ну, надо, короче, докопаться 80 плюс, да, где-то так. Ну, чуть выше качество, тем лучше. В принципе, у нас здесь баронсак, мы в любом случае, нам любое качество хорошее, если 60 плюс. Баронсак мы его улучшаем, и он у нас выходит 80-90. Так что в любом случае нормально. Все, отошел выше в городе. Так, а кирка сломанная когда? Подожди, Влад, не уходи. Сломанная кирка. Так, а ее куда, кому относить или что ее делать? Просто на пол ее выкидываешь и забывай, не бери новую. Новую брать, да. Точно, никуда ее не надо? Да не, ну смысла нету. Просто из закаленной стали, мне кажется, это дорогие Да, кирки. нету смысла чинить. Мы их делаем, крафтим дальше. Так что выкидывать можно, да? Окей, понял. Все. Пойду за новой киркой, одну уже сточил. Давай.
Бери сразу с собой 2-3, если что. Да, ну я лучше пробегусь, заодно передохну. И все же Надо тебе зритель, потом... вон я смотрю, прибавляется, и даже удивлен, ёбай, то, что и чат шевелится, и вопросы. Тут, кстати, Влад какой-то сибирский, это, медведь, ты такого не знаешь? Я сейчас на стриме тоже сижу, я видел. Это наши, ну, скажем так, друзья. Друзья ваши? Если не официально, то друзья. Если официально, то типа нейтралы. Нейтралы, да? Ну, он вот смотрит, много вопросов задавал сейчас Виталию, жалко его на работе позвали, да, и как бы Виталик все-таки пошел, вот он, кстати, говорит, что за 4 часа можно всю карту пройти на коне. На коне? Да. Карту? Твое Ну, мнение какое, то чтобы, если пройти вот всю карту? пешком или на коне? Он говорит, что за 4 часа может. Пешком. Врет или правда? Ну, пешком или на коне? На коне. Всю карту за 4 часа. Нет, Ну, наверное, такое. пешком. Пешком, наверное. Пешком тем более. Ну, это, я тебе так скажу. Когда я появился здесь в игре, да, я бежал сюда на север с зеленки, я бежал Пешком, вот 6 часов. смотри, я тебе повторю. На коне 2 часа, пешком 4 часа. Не, это неправда. Это нереально. Я 6 часов бежал с середины карты сюда наверх. 6 В часов. общем, вот он пишет, пешком с севера на юг. Вот. Да я не знаю. За 4 часа он ее прошел, он так сказал. С севера на юг. Не знаю, это какой-то флеш, блядь. Флэш, да? На коне 2 часа, говорит. Ну, это какие-то... Может, у него получается, но я бы посмотрел на это, если честно, очень сильно. Как он за это время... Ну, для меня это нереальное время. Нереально, да? Ну, для тебя сколько часов надо? Но я же говорю, я со середины карты бежал 6 часов. Со середины. То есть 12 часов всю, чтобы вот так вот пройти с севера на юг. Ну, если пешком, да, наверное. Даже больше. Там же все зависит еще горы. Если ты пробегаешь через горы, если ты пробегаешь через каких-то волков, отвлекаешься. Тут же еще это надо учитывать. Если тупо бежать, то может, не знаю. И то, еда нужна. То есть это все, блин, Понятно. ну не знаю, такой спорный парень у нас там на стриме. Нет, сибирский медведь, его в игре как бы ник. Да я понял. Ну, Вот, и с если у него гильдии получается, это, конечно, Парадокс. Парадокс или что-то такое как-то название. парадокс. Или Парадокс, да. Я сейчас найду, как название гильдии. Парадокс. Есть такая гильдия. Парадайс, да, вот, гильдия Парадайс. Зашел. Соседи Велфорсис, насколько я помню. Ну, вот так вот. Он пишет, да, конечно, не по горам. А тут разве такие есть, чтобы не по горам идти? Парадайс. Ну, Парадайс. Я уж сказал. Там задержка просто, видимо, YouTube на минуту, наверное, задержку делает, а может минут на секунд 40. Алло, Да, здорово. Данька, повесь. здорово. М.
Не смеши, матом не ругайся, ладно? Сибирский медведь. Я стараюсь в чате, чтобы, ну, нехорошие слова не говорили, желательно. Но если человек не может выдержать, ну, там один-два можно простить, но нежелательно. То у нас модераторы злые на канале, ёб. Хотя кто-то скажет, это слово не матерное, да, ну, YouTube выкидывает, по крайней мере, это слово. Блин, где ж ход-то? Я уж заблудился. Ура, я нашел ход. Ё-моё, слава богу. Вот, все, нашел. Ой, не знаю, они ушли, там у них дела, это, сибирский медведь. Будут ребята, если зайдут, спросим. Вот. На кого ходили. У них тоже тут дел много, то есть так ты не поболтаешь. Там задание дай, там задание дай. Вот почему она не закрывает? Ну написано закрыть. Что за фигня? Че я не так делают, а? Закрыть. Чертежка. А так закрываете ее. А если с этой? А может наверх надо ставить? Тоже? Во, закрыл, наконец-то. Даш, Саша, а на каком сервере живете и какая гильдия называется? Не забудь. Наверх перила. А, понял, перила навести. Да не забуду, не забуду. Появится, спрошу. Я записал на листочке. Я на листочке записал даже. Так, мафия. 3 семерки. Живете. И какая? Живем сервер 126 вроде. А гильдия, название, блин, я еще не изучил, ребят. Вот. Национале Гиарт. Вот. Блин. Не, какие названия-то придумывают? Вов. Названия какие-то придумывают. Пипец. Действительно феодальный. Вроде бы правильно пошел. Я еще не помню, куда ходить. Чего? Так, вот здесь захожу. В дверь. Открыть ящик. Так,
Мне кирка нужна. Тут одни лопаты. Вот, 170. Есть кирка. А еще есть кирки? Две возьму, хватит. Одну на себя. Сумку немножко подкачал, можно теперь две взять. Одну на себя и надо покушать взять. За кровать. Все. Так, покушать надо взять. И куда она разделила-то? Вот она. Десяточку возьмем. А что тут покушать есть еще-то? О. Жареное мясо 84. Ё-моё. Жареное мясо. Наверх перила наведи. Ветку горного дела будешь качать на макс. Ну да, ну меня вроде бы в горняки определили. Я думаю, что, наверное, горняка буду на максимум качать. Вот это вот. Вот. Вот это вот. И вот разведка драгоценностей, наверное, до суда еще. Намыть руду какую-то, искать руду. А там посмотрим. То есть посмотрим, что как. Ну им нужен сейчас вот обработка материалов. Людей нету на это. Вот я и качаю. Вот обработку докачал, 30 есть. Вот надо горняка теперь до 60, тогда и это подымется больше. И смогу. О, какой. Так. Алло. Да. О. Секунда, подождите. Понял, мафия. Спасибо большое. Удобно вещи искать, да? Сейчас я бумагу. Все, подожди. Подожди. Так, слева в алфавитном порядке по типу предметов. Это ты вот про эти говоришь, да? Вот так вот, да? Типа, да? Авто. Так, что ли, да? Получается. Вот ты про чё, наверное. Вот это вот, наверное. Белые 100 качества. Да мне качество хоть какое. Желтые, белые. Желтые. Про это, что ли, ты говоришь, да?
Вот, вот, слышно все. Ну что там у тебя, работа? Да, я на такой отрасли работаю, что мне надо отлучаться. Ну ничего страшного, Виталий. Ну, тут еще люди ходят просто. Мешает, так сказать. Да ничего страшного, Виталий. Знаешь, Ну да, мне-то нет. тут вопрос задавали. Спросите у вас, они на неетивов ходили? Кого? Наетилов? Неетивов. Вот как. Ну, я сейчас обмозговываю, что это такое неетилов. Блин, ходили. Ну, можно ходить на мобов. Куда еще ходить, не знаю. Слово просто. Спроси про понятно. деревню НПС. Ходили ли Ну они? да, это Или- мобы, на мобов, конечно, ходили. Ну, я лично не ходил, ну, много этих. У нас тут один парень регулярно там фармит, практически каждый день фармил, часами. Кое-что я слышал, то, что он рассказывал и так далее. Да, как раз возле нас деревня находится, на нашем полуострове. Минут 5 езды на лошади. Вот. Саня, короче, я еду на шахту к вам. Буду чесать. Мгм. Вы Давай, там давай. на землю, правильно? Да, он работает нормально, я рассказал, что делать ему, Тём, так что все там идет нормально. Окей, сейчас я. Мгм. Конечно, телегу нормально. возьму. Конечно, нормально. Мне еще изучить, как туда ходить и как оттуда выходить. А то я сейчас за киркой ходил, короче, к дороге еще не привык. Вот. То есть кирка сломалась уже? Да, ну уже сточил, 170. Ну, прочь. я говорил, если минут на 40 собираетесь, то Не, одной а кирки все равно хватит. А если на еды больше- много я с собой не возьму туда, понимаешь? То Ну, есть, еды, это да, 7 где-то единиц надо, 6. Ремкомплект. 10 единиц возьмешь и все. Угу. Если телега едем, то мы обычно ремки берем, а ими можно ремонтировать буквально все, любые изделия. Ремкомплекты. Да. Ремкомплект. Саня, тебе... Надо будет, конечно, Тём. Она же все равно будет ломаться, кирка. Можно будет починить ее, дочинить, полностью починить. Я мне сказал, Влад, выкидывай. Говорят, выкидывай, Не-не-не. иди новую бери. Вот Не, так. ну это если ремок нету, то да, то нафиг. А если ремки есть, так лучше починить. Мне Влад Она- сказал, а мне Ну. самому жалко выкидывать, я думаю. Не, ну нафига. смотри, какая кирка. Если кирка закаленная стали, то выбрасывать не нужно. Ага, вот, я ему это говорил. Говорю, жалко такой, это, как его, Ну, кирку-то. ее желательно не выбрасывать, желательно. Ну, Сейчас можно я выбросить, ее но- посмотрю, я ее там где-то рядом бросал, небось не пропала еще. Ну, а если такую самую взяли, можете свою посмотреть. Есть кнурская кирка и кирка закаленной стали. У нас просто других не делают. Кнурская кирка это же как раз из NPC деревни с этой, там где моба фармить, оттуда Вот я выпадает. и говорю, то что это же вроде бы дорогая вещь-то, ее можно отремонтировать, Кирка продать, дорогая. продать голдов за 10, ем. Ну да. Фантазеры. Фантазеры. Подождите, я доберусь до этого торгового этого штуки. Торговой Я там, площадки, да. я там устрою дефолт. Как в Архейже в одно время устроили дефолт, так и там тоже устроим. А что там, было полностью понижение всех товаров или как? Ну, в общем, смотри, у меня такая ситуация была. Я фермерством больше всего там занимался в этой игре. Вот. Я восстанавливаю злаки, да, измельченные злаки. Там, ну, голдов по 40, да, ставлю их. Их спекулянты скупают у меня все, что я выставил. Вот. И ставят их по 80 голд. Прикинь? Ну, значит, вам надо было выше ставить, по 60, чтобы не Нет. наживались. А зачем?
Это уже кто не успел, тот и не успел. Потом у меня появились свои клиенты, которые у меня все это скупали. Вот я кирку свою нашел. Мгм. Так что я ее нашел. Ладно, я ее заберу. Так в телегу ее просто бросьте и все. Чтоб Так беса не было у мне вас. У вас телегу всё- еще не дали. Мне телегу еще не дали. Ну, вам не дали, зато Тёмыч приедет скоро. Тут кто-то крутится на телеге. Наверное, сосед приехал. Ну, это Тёмыч и приехал, знакомый ваш. Это Тёма приехал. Он же сказал, не приеду на этот, на шахту. На большую деревню ходили или маленькую деревню? А тут нету маленьких больших, на большую. А тут одна деревня, их только 4, я так понял, в игре. По всем сторонам света, так сказать, на севере, на юге и так далее. Саня, у тебя какой игнал наверняка? Уже? Сейчас скажу, подожди-ка. 32 уже. И обработка 29 уже. Скажи, пожалуйста, ты можешь лазить в рабочее место каменщика? Чё? Вот эти ссылки. Да, могу. Вот туда лазить, да, могу. Я могу обрабатывать. Не, обрабатывать не нужно, у тебя будет качество плохое получается. Смотри. Я вот в том, вот, смотри, я вот в том, тут вот у меня лежит, я просто попробовать. Я не... Вот, 9 тесаного гранита вот тут лежит, и вот тесаный камень. Гранит у меня повысился, я его добывал 53, а тут я, когда его обтесал, он 55 стал. То есть, вот так вот. Это я попробовать просто взял. Понятно. Значит, сейчас будем делать так. В общем, ты можешь накладывать в эту? Да. Стаканчика, правильно? Да. Тогда накладывай. Куда? Вот туда накладывать? Нет, где я пишу, видишь? Вот я. Только камень накладывать, не гранит, камень. Камень накладывать. То есть оттуда таскать, тебе туда накладывать. Хорошо. Да. Окей. Можно добывать, если мало камня нарыто. Не, нарыто тут, ну я не знаю, тут был какой-то, я в основном гранит там нарыл. Ну, Тёмыч, там мало камня, и качество там было до 60. Там, то есть он только его 62 нашел. сейчас идет качество, Тёмыч. Ну, пойдет 60 плюс, еще кое-как. Ну, надо дальше искать лучше. Ну я вот Получше рыть искать. буду и это... И в общем, в это закидывать, да? В тесаное это, да? Да, бери, у тебя лопата есть. Понял. Не, а зачем мне лопата? Я тебе там набивать буду и сразу здесь закидывать. Влево вот, бери лучше, знаешь, лопату. Вот тут накапывай лежащий камень и закидывай на тесал. Тогда я буду быстрее работать. Это лопата? Да нет у меня лопаты, у меня только кирки. Я здесь не там смотрю. Не надо мне лопату, вон иди тиши, я тебе там накидал уже. Тёмыч. Это долго лопаты, там низкая вообще камень, там уровень маленький, это ж побольше тут. А, все, кончился, ёпта. Теперь там копать будем. Гранит 63-го нашел. Теперь и гранит пойдет, ё. Один смех с вас. Смотри, Саня, как тут вообще идеальная система тесания. Для нормального тесания нужно 4 человека. Один накладывает, желательно с большим инвентарем, двое тешут, а один выкладывает. То есть берется сначала шахты, все высыпается на землю, приходит бригада, один накладывает вот это вот земли камень или гранит, двое тешут, один накладывает с телеги. Телеги забиваются, и все едут на клайн.
Ну да, ну, конечно, да. И третий человек там может не поуспевать, который тешит быстрее все-таки, чем один Так, тирает. Ну, что туда да. накладывать? Камень надо накладывать, да? Да, камень добывай и туда тащи. Уже Камень, все, да. там не добудешь ее. Чего не добудешь там, что? Гранит пошел. Ну, блин. Давай лопату, кидай. Тёмыч, там Саня говорит, что входа нету. Завалило, что ли, его? Надо посмотреть. А что ты, Ну. Саня, лосы-то? Что ты даже держите не выберешь? А этот, ему так нравится голышом бегать, видно. Тебе хоть тапки купи. А кто мне дал? Что я там лазить буду по чужим вещам, может быть? Кто? А Чё- что ты? А чё тебе? Да какая разница, одетый я, обутый. Оно что, плюс какой даст мне, чтобы у меня сумка Да. была? Обутый, По да, 1000 камней, обутый, чтоб да. таскал. Ну, по 1000 камней нельзя, а по 600 с мелочи можно. Так, сейчас прошу, чтобы тебе принесли одежду, секунду. Да потом, Да, потом, Тёмыч, чё ты, ё-моё, переживаешь за это? Ну, зачем? ну да, вот такое. Так, Вы а щас как пока ни от кого не это, что, понизить, да, тогда мне надо делать? Да. Использовать лопату, да, понизить, да. И на бесконечность. Чтоб как только ткнёте, Понял. а чтобы он сразу понижало там. Он 62-й левел, тут идет камень, ё-моё. Нормальный камень. Это нормальный камень. Все, что ниже 60, то плохой уже как бы. Он стены слабые будут. Там можно будет легко их развалить. гранит, зараза, пошел. Я бы лучше бы оттуда таскал. Ну, надо, видите, вы еще слабо копаете, надо знать, где искать именно. Но может такое быть, что вот рядом возле гранита и залежи камня. Там не факт, что весь гранит, там наперемешку. Ну вот я 2 штучки откопал, да, 2 штучки откопал, 2 стеночки, считай, получилось. Ну, 2 куба, да. Да, 2 кубика этих. Кубика, Был да. камень, и опять пошло это, как ее. А качество гранита в стену не смотрели прямо, которые после куба выбрали? Какая боевка. Я лопатой буду драться. Боевку, говорит. Чтобы боевка была, надо сначала научиться азы всякие знать. А после уже азов, потом уже боевка. Да, боевку. Сразу меня воином хотят сделать. Да, сейчас шиш вам. Воинам надо еще на арену походить. Раз так 20-30. А потом, может, еще воина сделают. Да, мы долго тренировались, и то далеко от совершенства еще. Вот когда на арене в топ-3 входить будешь, вот тогда да, туда уже хорошо возить человека. Тогда, можно сказать, хороший боец уже. Не, ну видишь, на арене там не то, что как бы ты хороший боец. Ты можешь как бы, на арене нормально выбирать, не боец. Ну, как нет, Тёмыч? Ну, Согласен. не, ну да, если тебе в спину будет тут пинать, ну, я понимаю, но все равно ж основа там получается. Ты же как бы знаешь, как ударить, на каком расстоянии, как защитить. На основу. Это основа. Сибирский азы там. медведь. Я тебе отвечу так. Я вообще, вот сколько уже стримлю, разные игры, вот. Я противник ПВП. И то есть какие-то боевые вот эти вот действия, если это надо для гильдии, вот в Володах я играл, да, для гильдии надо было качать, то есть боевые там мы ходили, воевали, то есть раз в неделю это было там по воскресеньям, да, то есть надо было, и я прокачивал, вот. Если здесь я увижу, что это надо, вот, я, конечно, буду качать, но сейчас, в данный момент, меня больше интересует строительство, добыча ресурсов, вот это вот, больше всего,
Вот. Основа это только строительство. И вообще на моем канале всякие игры у меня в основном, если посмотреть весь мой канал и весь какие игры, у меня больше всего про стройку. Вот. Ферма и стройка. То есть вот такое. О. И то есть если ты задаешь, что там ты хочешь, чтобы я ПВП туда-сюда, я думаю, навряд ли это будет. Вот. Потому что у меня у самого нету, я противник этого. Понимаете? То есть у самого нету желания драться с кем-то. Даже пусть это твой враг, и то есть как бы противник этого. Ну, если гильдии надо помогать, или там клану, как здесь, гильдии или клан считается? Гильдия. Гильдия. Ну вот, если Так, гильдии надо, в любом случае, я же не буду стоять в шахте там где-то, они там дерутся, а я буду в шахте там камень добывать. Естественно, такого не будет, я с ними пойду помогать там, или хилом каким-то, или еще что-то можно будет придумать, или лучником. Если лучников много, значит, можно хилом, наверное, придумать. То есть хилить, чтобы кого-то ходить. То есть вот в Володах я играл онлайн, там я хилом в основном ходил, потому что драться мне как-то не очень. Вот. То есть друль у меня был, да, и я его качал чисто на этот, как его, на прокачку, чтобы ребят хилить. Вот. Да, он затратный был там по той игре, я больше тратил, чем прибыль у меня приходила от этих боев, но все равно. Вот. Потом бардик у меня был, то есть бард это вообще мне нравился. На барде я вообще один ходил. Потом их пофиксили, вот, и пришлось забросить это дело. Думаю, здесь тоже что-нибудь, да и придумают. Влад вроде бы, вот, командир, я так понял, этой гильдии, нормальный мужик. Вот, придумает какую-нибудь для дяди Саши помощь в бою. Вот. На это есть офицеры. Сейчас я, ребята, уже договорю ему, этому сибирскому медведю, чтобы он уже больше эти вопросы не задавал. Так, все, я пришел. Вот, это... Я думаю, офицеры есть в гильдии, есть люди, которые подскажут, что нужно для гильдии, каких людей не хватает, подскажут, что качать. То есть, естественно, это же делается не за один день, правильно? Тут же тоже все это укладывается во времени, и, по крайней мере, в человеческий фактор тоже укладывается. Вот. То есть, реальная жизнь это главнее, чем игра. Но ты не должен быть именно... Конечно, придумать, еще как. Ну, конечно, я же и говорю, то есть должен, если гильдия хорошая, дружная, сплощенная, да, есть командир. Ну, иногда и у него времени не хватает, заменяет его офицер. Ну, естественно, которых людей назначают офицерами, вот, то они же такой же человек, как и глава гильдии. То есть продуманные люди, не зазря их ставят офицерами. Вот. Я в Раст, когда играл, я тоже был офицером, то есть ко мне приходили все новички, я их обучал сначала, а потом уже их, как говорится, вот в Расте я тоже вот поиграл, да, то есть я тоже там был офицером, у меня в подчинении еще один был офицер, то есть он как бы помогал мне, потому что мне сложно было одному, вот, и то есть это стример был хороший, то есть и он мне поручил задание, говорит, вот, дядя Саша, давай я тебе дам задание. Ко мне много людей просится, чтобы со мной, с ним играть. Вот. Но есть вообще лентяи лентяями. Вот. То есть я где-то отдельно от них
создался, вот, и приходили эти новички ко мне сначала. Я к ним приглядывался недельку, там, 2, вот. Потом говорил, какой хороший, какой плохой. Что такое хорошо, что такое плохо, да? Ну да, выбирали, И сказала- то есть, и вот ска- у нас спросила Кроха. два офицера был, ночь привет, ночь, 2 офицера было, то есть, и выбирали из этих людей, которые пойдут нам, то есть, ну как нам, им. И они ходили, рейдили там, это все занимались. Но игра интересная. Блин, гранит стал добывать опять. Может Да. быть, Кстати, все-таки гранита- копать? Может быть, копать лучше? То есть это... Ну, Тему спрашивай. Все. Тема там рядом, я-то на трубке только. Слушай, Может быть, все-таки там рыть дальше гранит и пытаться добыть камни? А тут я смотрю, я уже добываю и гранит. сейчас нужен камушек, очень срочно, мы строим, видишь, вон там сейчас такого. Я понял. Тогда буду носить тебя. Окей. Просто тут Я гранит. думаю, вы этот камень в течение получаса весь израсходуете, который на земле высыпан, и вам придется все равно долбать камень искать. Конечно. Вот и все. Потому что мы такие тут горы нарывали, тут, блин, горы громаднейшие были, и мы эти горы перетесывали, блин, быстро. Да, Тёмыч? Дядя Саша, смотри, в общем, я объясню так, как у нас в плане стоит с дела. В общем, никто нас особо не принуждает там куда-то ходить обязательно. Просто единственное, Да это я знаю, мне Влад это все объяснил по ПВП, вот эти вот все, я это понял. Я просто на стриме у меня задают вопросы, то есть мои зрители, понимаешь, что они же спрашивают, они наверняка интересуются, какая у меня у самого, видимо, как бы, ну, что я хочу в этой игре, то есть или воевать, или быть горняком там, или строителем. Я думаю, что так. А может быть, такой зритель пришел, что он провоцирует, мол, пойдем подеремся с тобой на турнире. Единственное, что хотелось бы увидеть, вот если нас придут осаждать, чтобы ты мог подняться на стену и хотя бы хоть как-то помочь, чтобы нас не вынесли. Вот единственное, что от ПВИ игроков у нас как бы требуется. Ну, как бы не требуется, но очень хотелось бы увидеть помощь, если вдруг нас придут выносить. Чтобы хоть там вилы в руки взял и постоял. Лопатой. А не сидел Зачем дома, вилы? Лопатой. И закопать сразу в землю. Ну, лопатой сильно не навоюешь, она урон маленький наносит, очень минус ее. А там Попасть ты донатскую попадешь. сразу взять. Донатской-то, небось, да это... Ну, понял. Да, Донатской-то, небось, нанесет хорошо удар. Ну, по крайней мере, кровопролитие или что там. Сделаю же человеку, правильно? Нет. Не сделаю? Мгм. Ну, значит, мне еще учиться и учиться еще до ПВП-то. Так что вот так вот. А по Это- поводу, ну, профессии, если зрители будут задавать вопрос по поводу нашего плана, то как бы у нас выбор свободный. То есть, если человек хочет заниматься чем-то таким, что он выбрал, значит он будет этим заниматься. Нет, ну свободно, извини меня. Сейчас тебе придет там 5 человек, да, они все выберут, что они все охотники. Ну такое это нереально. Если пришло 5 человек там, да, 2 туда, 1 туда, вот, а там они пускай между собой сами выбирают. Естественно, такого навряд ли будет, чтобы каждый сам выбрал. И они все выберут, а мы охотниками хотим быть. И все. Ну, пускай будут охотники, значит. Но И что, Ну, полная и гильдия всё. одних охотников будет, а кто будет строить? Ну, у нас большая гильдия относительно, у нас хватит, чем это,
И без охотников Рабочие ничего не делать. люди, они всегда нужны больше. Тёма, забирай тёсана этот. Я что-то зазевался. Вот. Так что, если люди хотят определенную профессию, то они ее могут выбрать. Без проблем. У нас, даже если вот 5 охотников, то будут 5 охотников. Да, в одно время у нас ни одного не было охотника. А потом резко все стали охотниками, блин. А потом резко, а потом опять, блин, не, ну чё, я охотник сейчас все равно поддерживаю. Плюс пришел Алексей, ты знаешь, Тёмыч 1,5 месяца назад он играл с вами. Ну, помнишь такого? Вчера он пришел играть. Лёха, да, конечно. Ну, он же охотник, блин, реально. Раньше меня был он. Ну вот, да, он из истоков играл, а то он уже давно не играл. Я даже его не помню, был, видишь, больше месяца его уже не было. А что такое рекрутер? Ну, рекрут это наемник. Да. Ну, в общем, То есть они меня хотят уже главным наемником сделать, прикиньте, а? А сколько у вас кухарок? Ни одной. Кухарок? Почему? В гильдии одна реальная. Смотря как, если топ кухарка, А в реале она тоже кухарка? Вот он, я думаю, он интересуется. Видимо, женский пол в гильдии есть? на данный момент нету. Была девочка, но она родила, и сейчас что-то... Некогда человеку играть. Тёмыч, я даже не в курсе был что была такая. Ну, ладно, знаете. Не знаю, это было до меня. Да. Я примерил. Ну, давно играл. Не, знаешь, насчет девочек жены могут ревновать. Вот здесь много семейных людей. Ага, дядя Саша. Вот, есть. С этим, да, тоже надо учитывать. Игра-то серьезная, не с соплями, блин. Тут играют в основном все. Забирай Дядя. это, как его, Тём, там натесалось. Ну, я ж не так не сильно выхожу. Один. Так, вижу. Тут мне работу, наверное, привезли. Кухарок Надеюсь, не мне. меньше всего в этой игре. Кухарок меньше всего в этой игре. Ну, может быть. Может быть. Именно девушек? Или именно по профессии по... Да я думаю, девушек. Да. Девушек здесь мало, да. Мало. разных кланов? Подождите, там у меня есть подписчица Мариша. Может, она задумает в нее играть. Она тем более бесплатная игра. Вот. Угу. То есть скачивай и играй. Вот. Ну да. Один, по крайней мере, игрок бесплатно, да. Два нет. Два уже надо будет платить. Но в Стиме бесплатно. То есть... Бесплатно. В Стиме вот я скачал, она там... Ну, давно я скачал, правда. Но мне ее подсунули вроде бы. Мне ее вроде бы подсунули. Вот. Потому что, мне кажется, ее у меня не было, и это просто Steam. Потому что он обещал, когда я ту игру покупал, вот эту вот юшку-то, да, они, стимовцы, обещали, что мы сможем в ММО играть. То есть бесплатно для нас будет ММО. То есть кто купил в Стиме ту игру, да, из-за этого и покупали, понимаешь? Чё он не копает здесь этот снег, а? Вот гад. Не хочет.
Так, я отойду. Давай. Если любые вопросы у твоих зрителей возникнут, можешь дать им на Discord, пусть заходит, потому что любой член гильдии может рассказать, объяснить на любой вопрос ответить. Особенно офицеры. Вон, Сибирь Медведь пишет, что у них в гильдии аж 3 штуки девушек, но осталась одна. Видите, они тоже, им неинтересно, видимо, стало. И они ушли на вольные хлеба. Тимыч, мне кажется, лучше копать. Шахту лучше, мне кажется. Бросить эту лопату. Потому что все подряд попадается теперь. Тебе еще много там надо, нет? Так, но я не знаю, примерно. Надо гладить. Он там строит. Я сейчас секунду спрошу его. Просто, ну, здесь не очень много камня, так что нет смысла. Я думаю, он сейчас вообще кончится. И он, во-первых, он слабый камень. Им такой, наверное, и не нужен. 57-й вон вообще идет. Мне кажется, он такой им и не нужен будет. Вот что я говорю. Из-за этого. Не знаю даже. Вроде нет. Наверное, не в игре еще. Так, смотри, уже тогда ставлю пока закончим. Вот. Мы будем читать с гранита. Начинать. Смотри, как из гранита. Надо повышать качество. Барамсаков. Качество, вот тогда я тебе буду это таскать оттуда, чё. Там уже вроде бы идет это. Вот давай докручивай тогда это, как ее. Камень, иди. Сейчас. А то у меня уже не влезает в нее. Один момент. Докручивай камень, и я пойду, короче, с шахты тебе буду подтаскивать гранит. Так вот, под ногами. Если камень попадется, будем камень делать. Вот. Добро? Бери лучше с-под ног вот этот гранит, наверное. А он слабый здесь, он даже 60 нет. Так я говорю, мы будем повышать его качество барамсака. Тебе объясняли, что такое барамсак? Дядь Саня. Не объясняли. А что это? Не объясняли? Это, короче, такая, берет мешочек. Сейчас я тебе даже покажу его, не так. Один момент. Куда он накидал столько кирок? У меня тут кирок полно. Нет, я дам тебе одну штучку посмотреть. Подожди, Тё. Блин. Давай, что ты дашь посмотреть? Барамсак. Ну, и что с ней? Ну, возьми себе, посмотришь. Вот, берется вот этот барамсак. Так.
Сейчас, подожди, я... Берется руда. Обычно набирается 100 руды. Вот. И используется в этот барамсап. И он повышает качество руды. Вот. Это считает, ну, такой итем, который повышает качество. Как понять, когда я добываю, он повышает руду, что ли? Нет, ты вот у тебя есть в инвентаре руда. Ты Ну. тыкаешь правой кнопкой мыши, ну, отделяешь сначала 100 руды, не больше, не меньше. 100 руды, на него тыкаешь правой кнопкой мыши. А, так, подожди. Там Вот у барамсап. меня сейчас 180 камня, да? Я делаю 100 стопочку. Отдели 100, да. Так, есть, сделал. Ну, смотри, нажимай на там, где 100, правой кнопкой мыши. Так, нажал. И видишь, там барамсап написано. Да, Нажимай. нажимаю. И она... Слева должно барамсап там. Ну, Слева, типа там. Выбрать барамсап, вот ты уже производишь действие, и смотри, там повысилось качество. да ну, Вот. Но оно не намного. 65, а было, наверное, 62. На 3 качества получше стало. Ну, там не нам. Много. Вот я Смотри, что и говорю. берется гранит. Ты перечесывай этот лучше. Перечеши. Мне надо карман освободить, и я пойду за границу. Мы долго очень здесь мучаемся этим. Обучаться потом. Сейчас некогда. О. Сейчас мы подменим. Я в телегу буду перекидывать, тёт. Как ты делаешь. Давай. Просто мне карман никак иначе не освободить. Мне еще лопат принесли. Зачем? У меня есть одна. А в телеге вон гранит лежит. Зачем? Блин. А другая пустая телега, нет? Тёма, хранит обтесываем. Да, хорошо. Ладно, дядя Сань, я пойду. У меня учеба еще будет. Давай. На пары поеду. Все. Всего хорошего. Давай, иди. Так. Куда мне надавали? Не знаю. Мне надо-то 2 кирки достаточно. Лопата у меня есть. Она достаточно хорошая. Куда мне? Да. Че, вон, 96, мне пока что хватит. Здесь бы, наверное, какой-нибудь ящик сделать ему, хоть инструмент куда-то класть временно. Че, его украдут из ящика? О, я теперь не голый. Меня повысили. Меня повысили, я теперь не голый бегаю. Видите, дали форму простая одежда дали. И табарт какой-то дали. О, тапочки дали. Так что вот так вот. Я теперь одет. Перетаскиваю сюда.
6. И тыкай на предмет, который хочешь перенести туда. Он сам туда прыгает. О, вон как даже. Да научимся постепенно. Я отвык просто, а в юшку играл. Ну. Мне говорят, гранит обтесывать, а есть кому писать-то? Тёма ушел на учебу. Что-то я со шмотками мало вроде стал таскать. Правильно я рою? 63-й. А тут 63-й. А без разницы. Хоть ту рой. Они все одинаковые. О, 61-й, значит. Нет, туда будем. Может, до кирпича докопаюсь. Почему я меньше гранита стал таскать, а? Голый я больше. Удача на работу. Вдохновение. А, не получилось помолиться. Да не забыл, я еще не привык, понимаешь? Из-за этого. О. Привыкну, подожди. День-два поиграю, всему научусь. Блин, полный. Тёма ушел? Видимо. Обтесывать некому. А тут и все, больше, наверное, не влезет. 63-й. И это 63-й. Три телеги надо, камня обтесанного на тесать. Как они заказали. Опять неудачно. Молитва неудачная. Да нет, я гранита таскал по 240. И ничего не прибавилось. Вот еще кто-то копает что-то. Коня закидывает.
что-то крафтить. Буду на землю высыпать. А куда еще? Рыть-то надо. Не, я граниту таскал по 240. Вот сейчас форму одел, это все одел. И у меня вес. О, какой-то баг происходит. Сейчас как найду 10 голд, так будет хорошо тогда. Ведь же монетки можно находить в этих, как его, серебро, медь, монетки. Можно же находить. Я в юшке находил, золото находил, золотую монетку какую-то, божественную монетку находил. Мне кажется, некому. Ушел этот, как его, он какой-то аванпост. А и что это за стройка? Вроде бы не было. А башенку это наши строят там, да? Да, я строю. А я испугался. Уже пришли кто-то. Не, это ребят строятся. Ребята, аванпост строится, защиту, наверное, чтобы, если в случае чего, видимо, те, если нападут на нас, вон те, вон там иностранцы, о, то, чтобы это, защищаться за них. Видимо, наверное, так. Ну, увидим. Я учусь, ребят. Может быть, что-то я не то скажу. Но вы не обижайтесь на меня. Дядя Саша только учится. Я только учусь, только тренируюсь. Вот хорошо, ребята заходят, подсказывают. О. Я учусь только. Привыкаю к игре. Сейчас научусь недельку, если поиграю. Вот, может быть, и что-то. Ну, 10 сентября вроде бы Архейдж, новый сервер выходит. Ну, там-то я всего буду-то пару часов, не больше, в день. Вот, я так рассчитываю. А в эту игру я больше буду играть. Ну, видите, не забирает камень пока что. Тесаный. Значит, будем сюда сыпать. Я сыплю, а они выкапывают. А, блин, нельзя сыпать, зараза.
Я сыпаю, а они выкапывают. Во как. Двойную работу мы делаем. Так он не бьется больше. Он не дает мне бить больше. Вот, видите, вы перегружены. Видишь? Видишь, он не бьется. Вы перегружены. Все. Он не дает больше копать. Игра сама почему-то не дает. Я бы носил больше. Но он не дает. Видишь? Пишет. Вы не можете взять этот предмет. Вы перегружены. ГМ надо включить, тогда я знаю, что я много могу таскать. Как у Юшки. Во, 240 теперь. Что-то повысилось у меня. Я же говорю, то, что 180 это мало, что-то я беру. У него, значит, что-то надо было это. А, у него удача это какая-то была зеленая включена. Вот это не давало, наверное. У меня здесь вверху какие-то два было включено. Они, наверное, не давали. Потому что я знаю, я когда голый бегал, я больше таскал. Да не, ну, не ради костюма, Лиси. Новый сервер для чего мне? Хочется посмотреть. Они говорят, что там прокачка хорошая, да? Квестики выполнять. А я квестики люблю выполнять. А чё он роет? Ты сказал бы, куда сыпать ему. Я бы ему сыпал. Надо спросить. Музычку включим, тут как-то скучновато, ну. Влад, а вот тут вот какой-то дракон роет, да? Может быть, ему куда сыпать, а то я высыпаю гранит, а он его роет. Ну, улучшает, на качество лучше делает. То есть ты копаешь 60-го, он из него делает 80-го качества. И я сейчас буду тесать, он выходит гранит. А так давай тогда я в телегу буду кидать. Зачем он двойную работу это копает? Я ему в телегу вот положил, а он взял и пускай улучшает. В телеге там я положил, я по 240 таскаю оттуда, выкапываю, туда буду ложить. Зачем он лопатой-то мучить себя? Или он что-то прокачивает? В телеге пускай берет и улучшает, если надо. Двойную работу считаю. Я здесь копаю, там высыпаю, а потом человек это собирает и опять что-то с ним делает. А так через телегу, я в телегу кинул ему, он пусть берет стопочки там по 240 и улучшает ее. Так лучше, наверное, да? Я бы сюда склад влепил бы. Тут надо было, Это сейчас думаю. тут надо было склад, наверное, поставить ему, чтобы Да, склад было бы удобно. удобнее было. Через склад перекидывать, там человек горняку заказали, там 10 тысяч граниту ему набить. Набил граниту, положил в склад, пришел человек, переделал. И так удобнее, наверное, было бы. Так, ну что, погнали? А чё гнать-то я не вижу нормального гранита.
Куда святик? 57-й сделал В телеге я положил гранит, там уже... Святик где положил? Положись. Вот, я тут аж. А, так ты его это, закидывай сразу к нам туда. В тесалку кидай, улучшенный. В тесак кидать? А так там эти лежат, ёма. Там он Не, полный. нет, а я не тебе, я Святику. Я Святик пускай в телегу вот в кидает. эту, Сейчас смотрите, вот в эту телегу я вам буду ложить, вы берите. я писаю камень. 2 человека, получается, улучшает гранит и тем самым кидает его в тесалку. И 1 человек у нас добывает. Получается, в принципе, мы должны так по логике нормально и вытянуть. Ну вот через тележку тогда, да, Влад? Да, кидай в телегу, то есть, чтобы ребята это добыли. Вот этот 63-й, который лежит в телеге, это уже улучшенный? Не. Нет, это я такой добываю. А улучшенный где гранит? А улучшенный, наверное, туда, в тесак кидают сразу. И Святик сыпал, он сейчас мне насыпать. Да, нормально. До 80-го, 81-й, 82-й даже давайте. Где-то 82-й давайте, чтобы гранит был 90. Там, может, сейчас я дороюсь, ё-моё, до хорошего гранита. Ну, чем лучше роешь, тем меньше им работы делаешь. Да я почему и говорю, то что я вот ношу, высыпаю, да, а вы его лопатой собираете. Это двойная работа, мне кажется. Просто по 240 больше не умещается. Вторую телегу можно рядом поставить, и если кто-то улучшает, в ту телегу раз ложат уже улучшенные. И все. А в эту телегу можно оттесанные кидать. Ну да, мы сейчас так и будем делать. Нам бы еще в идеале еще 1 телегу сюда подвести. Андрюх, ты тут? Да, здесь. Подкинешь нам телегу, привезешь? С лосем, да? Да, одну с лосем пустой вези сюда, на шаг. Поставили аванпост, все уже сделал. Теперь это наша земля, никто ее трогать не будет. В случае, если они захотят что-то отсюда украсть, не получится. Давненько надо было уже сделать. Ну, кто ж знал, понимаешь. А тесанный камень нельзя в одно сложить, а? Можно, но просто качество испортится. Да тут вроде бы одинаково есть. А то я уже тесанный, гранит таскаю, некуда там ложить почему-то. Непонятно. Ну, сейчас еще 1 телегу подкинут, пацаны. Сейчас привезу. О, камень я дорыл до камня. Может быть, нужен камень, нет? 64-го качества. Камень пока не надо, надо гранит. Именно гранит. Гранит сейчас 64-го пойдет теперь. Тут тоже 64. 62-й, 64-й.
И камень, я вот если камень надо будет, скажите, я камень принесу. Но мне кажется, он тоже 64-го, наверное. Сейчас гляну. Сейчас отнесу. Гляну. Вон, телегу привезли еще. А чё, вот эти вот олени, они лучше, чем кони, да? Да. Они более быстрые и проходимые. Мгм. В юшке нет оленей, нельзя приручать их. Да. Тут много чего нету, что есть в юшке. Точнее, наоборот. Тут есть, а там нету. Да. То есть оленей уже можно самому разводить в этом, да, получается? Не, оленей можно только приручать на дикой охоте. То есть дикие. Ну, не олени, это не олени, это лось. Лосей можно только найти. Разводить никак. А лошадей можно. М. Еще можно запрягать боевых коней. Я пробовал, в принципе, они точно так, как и лоси по проходимости. Да. А, тоже неплохие. Все, телега битком. Так вон еще одну привезли. Там улучшать надо это, гранит и его перекрушать. Саня, ты понял, как лучше? Не, Смотри, берешь этот, в карман кидаешь 200 с собой просто гранита плохого качества. И берешь дальше в карман, ложишь еще с собой барамса. Ну, там получится положить. И... а сколько брамсага? Ну, штучек 5 там бери. 10. Ну, сколько влезет в карман? Ну и чё потом? Нажимай в инвентаре по граниту, и там будет функция барамсак. Ага, Есть? понял. Я понял. Типа выбираешь, и оно как ремкой, понял, используется. Типа, как будто ремку ты юзаешь. Блин, вторая телега еще не открывается. Все же до 81-82 даже давайте, потому что если 80-й, то выходит 89-й. А если 82-й, то выходит 90. Поэтому лучше 90. Так, пойду-ка я чеку. Андрюх, поможешь нам? Что именно? Смотри, берешь лопату, берешь, насыпаешь гранит, который на земле у нас здесь, берешь с телеги барамсак, и где-то нужно 200 гранита на барамсак. То есть именно 200, ни больше, ни меньше, потому что там он не будет так улучшаться хорошо, как надо. И по 200 гранита ты берешь барамсагом, улучшаешь его до качества 82. Ну, можно выше, ну, хотя бы до 82. Сейчас я спрошу его, кстати. Давай. Я хотел здесь дорогу подвести сюда. А, ну, тогда подводи потом-то. Подведешь дорогу.
вторую телегу туда я буду кидать этот гранит. Слышь, Влад, если надо, во второй телеге гранит будет лежать. Да, да, хорошо, скидываю туда. Парни там слышат. Святик, чини тесалку, все. Приехала она. Что за фигня? Опять по 180 берет. У меня вот вдохновение какое-то включилось, да? И включилась удача. Вдохновение на работу. О. И я стал таскать меньше. Что за фигня? От чего она включается, Влад? Отошел. А он отошел. Нет, Таня отошел. Я не знаю, что там. Сейчас Ну, ты, наверное, прокачиваешься из-за этого. Что за любые действия, которые ты тут делаешь, идет прокачка. Да не, они вон наверху горят ее. Прокачка у меня еще долго там. Еще 21 час. 33 только прокачал. Не, прокачка не умений, а именно твоего персонала. Да у меня уже 500 тысяч опыта. Еще раз говорю, не опыт персонажа. Это разные вещи. Опыт персонажа. А при чем здесь сумка тогда? Это по 60 гранита поменьше таскаю. Офигеть. Что-то они неумно какую-то фигню придумали. И твое снаряжение, там есть опыт в левом нижнем уголку. Написано там, где пишет, что так-то, так-то, типа, у тебя там ловкости столько, здоровья столько, там, ну, это не здоровье, а силы, там, и так далее. Если ты сугубо хочешь быть ПВЕшником, тогда тебе надо качать силу воли. Это один из самых полезных навыков для ПВЕшника. Так я ее и качаю, только его одного, силу воли. А все остальные я выключу. Пока что. Потом посмотрим. Потом посмотрим. Но сила воли это только качается, когда я высыпаю на землю. Ну, сейчас не надо высыпать. Почему? Ха, смотри, починил, 90 пошел. Сейчас тоже буду понимать. Я понял, как эта система здесь работает. Короче, 180 она докачивается. Когда перегруженная, она отключается. О.
Я еще 2 раза, если ударю, то он мне еще добавит 60. То есть 240 и получается. Видишь, какая фигня? Система ниппеля, ё-моё. Так, я пока в таком полу-АФК режиме пойду тоже часть сделаю. 15 минут. Так. Копаю. А смотри, а глину у вас здесь рядом нету глины? Глину нам не надо. Глину у нас Нет, а она здесь есть же рядом, нету? Ну, да. Есть, да? Да. Плюс-минус есть. Ты же 93-й даже вылетал. Но я... Ну, ночь. Следующий стрим так и назову. Копатели онлайн. Следующий стрим так и назову обязательно. Вот. Копатели онлайн. Так и сделаю. Ну тут не только, я вот копаю, они, вон, видишь, один улучшает, стоит, а другой уже крафтит, ну, то есть это тесает этот, как его, ну вот, тесаный, вот такой вот ночь, вот смотри, сейчас покажу, вот, видишь, тесаный гранит делает, вот, видишь, видишь, 89-го качества получается, видишь, 88. О.
Вот такую штуку. Это для строительства нужно. Там здание или что-то такое. О. Я им в эту телегу кладу. О. Они улучшают. Вот, то есть такое делают. Там есть такая... Где пишешь? О, прокопал. Дай большой, 90 плюс. О, 65 пошел. «90 плюс» не хочет давать. Здесь какой? 65. А здесь у нас 63. Давай сюда, что ли? Все? Полный? 240, да? Не, вниз нельзя копать. Ты чё, ночь? Вниз нельзя копать. Там не надо. Там уже копали без меня. Вниз не надо копать. Вниз не надо. Нужно копать вот так вот. Это потом уже буду смотреть, где копать, чего. Нужно найти большое качество, желательно под 80 плюс. Лучше 90. Чтобы они не улучшали качество. Не делали. 90 плюс. Я не знаю, что они, здание, наверное, какое-то строят, видимо. Там этот гранит, он нужен. О, видимо. Так, наверное. Его обтесывают, обтесывают. Обтесывают. И вот для этого дается. Еще 2 стопочки и это.
2 стопочки, она полная будет. Вот видите, зеленые исчезли, а вот он теперь где накапывает 240. И не надо 2 раза дожимать, еще чтобы копать. Да, иногда я вас не слушаю. Как нажимать штык? Да ну так переносит. Зажал я штрих вашего, а он что-то не срабатывает ничего. Вот сюда еще один влезет стак, и все, надо переделывать. Полная телега грунта. Улучшать надо. Конечно, ночь, а как же? Пирамиды я строил, а как же, да, 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 да. Не я строил, а, видимо, мой родственник строил. Да ладно, куда спешить? Некуда спешить, они не успевают. Я им натаскал уже полную телегу. Надо сейчас говорить, что полная телега. Влад, ты тут-то? А он вверху вроде. Ой, там музыка какая-то. Телега вот полная, надо Владу сказать.
Там на землю буду сгружать. Вон олень стоит. А там олень какой-то стоит. Андрюх, или Юрич, тут-то? Телега полная, я вон натаскал этого гранита. И тут и граниты, и тесаного камня. Ее, наверное, отвозить надо, она уже практически полная. Я понял, как shift штрик этот нажимать. Я теперь понял. Научился я. Саш, может тебе геймплей поменять чуть-чуть? Как понять, геймплей поменять? Ну, в плане того, что заместо того, чтобы копать, чуть-чуть другую работу делать уже. Хочешь попробовать себя? Да я вот тебе помогаю, если оттуда выгружаю, сюда в телегу перегружаю. Да, я вижу. Просто но... там телега полная уже гранита. Я вот уже думаю, как бы инициативу проявил. Не знаю, обычно инициатива наказуема, но думаю, здесь не накажут. Не, нормально. Смотри, сейчас тебя научу кое-что делать. Будешь помогать. Ты улучшать сразу, я чтобы улучшал, да? Да. А учить меня не надо, меня уже Тёма научил. Ты знаешь, как улучшать? Да. Он мне объяснял уже Тёма. Тёма у вас офицер? Да. Ну, так, ты ему доверяешь, значит, он меня правильно научил. Я тебе так скажу, я всем здесь доверяю, но всех проверяю. Да, доверяй, но проверяй, правильно, хороший. Хороший. Вот я не пойму, этот тесаный гранит, почему он в одну не складывается? Вроде бы одинаковые и качество, и все. Вот если можешь, в принципе, поскладывать. Если качество ты видишь одинаковое, то есть тогда слаживай. Если оно разное, тогда сам. То есть если одинаковое, тогда совмещай с одним. Просто у меня почему-то в телегу не...
А, правильно, на полную уже телега. Телега полная. Ее увозить надо. Вот это вот. Не, еще чуть-чуть осталось. А где Барамсак? Барамсак в телеге, вот. Андрюх, иди сюда. Где ты? Иди сюда. Ну, в другой вон телеге, в третьей. Вот, с лосем, который стоит, вот здесь Барамсак. Так, ну вы тогда улучшаете, да? Закидываете Так, меня. подожди, вот ты мне объясни, их надо или 200, 300, да, делать, то есть стопочки. Да, по 200. По 210 можешь удать. А если 240? Можно, в принципе. Так, а этих 400 она будет не будет улучшать, там чем меньше, тем быстрее она А улучшает. брамца, вот 200 я взял, а сколько брамсы надо? Ну, не знаю, ну бери штук 20. 20, да? Ну, если вместится в тебя, по максимуму бери потом. Там мне главное до 83-го качества, 83-84. Чтобы выходило у меня с киркой моей 90. Тесаный. Просто зачем такое хорошее качество? Потому что Я знаю, это это можешь внутренние мне объяснить. стены. Не, я сейчас всем объясняю, просто сейчас, может кто-то не знает. Внутренние стены именно замковые нам нужно сделать хорошего качества. Потому что у них будет достаточно такая нормальная прочность. И если нас будут бомбить, то будут долго бомбить, если у нас будет 90 качества. Да я понял. Что-то он повышает, ё-моё, на 1, ё-моё. Да, все правильно, на 1 повышает, и вот это надо вот так. Чем больше ты повышаешь, то есть стопку, Почему да? нельзя сделать автоматику, чтобы он шел и шел? Ну, дебильная система, что ж мне сказать. Дебильную они систему придумали, а? Вот они гады, а? Сколько 80 надо, чтобы было? 83 примерно, 82 вот так. Нет, ты определись, сколько делать, и мы, чтоб было. 82, чтоб было, да? А, если получится 83, тоже хорошо. Да так она вот поднимает на 1. Уже с 70 идет по одному, больше не поднимает. Тогда 82. Ну, она больше не поднимает. Ай, кто это делает так? Не надо так делать. Ролик придется удалять теперь. Блин, зараза. И куда его ложить, все-таки лучше? Улучшенный вложить в тесалку. Я его чешу сейчас. Она его сразу обтесет. А с тесалки уже вытаскиваем и ложим в телегу. И Андрюха, надо починить тесалку. Это уже хорошее, плохое качество. Так, а я не могу ложить в тесалку лучше. Тогда ложишь в телегу назад. Тогда ложишь в телегу, которая, которая здесь стоит, 2600. И хорошую тогда переложим. Ты тогда просто стоишь вот тут возле телеги и улучшаем. Да, все. Так, а еда есть у кого-то? У меня уже заканчивается. Так, подожди, а куда ложить? Там плохое качество. Ну, туда ложи, да, с хорошим, с плохим ложи и доставай плохое и улучшай. А он, Сашка, уже будет кидать мне. У меня 200 я уже улучшил. Дайте покушать, блин. Вон в телеге возьми, я кину. Только мне оставь, я не разделил. Слушай,
Че, я, наверное, беру вот эту телегу, увожу и привожу пустую. А, она полная? Там не хватает, что, десятки, что ли? Стоит. А, ну сейчас заберем, поставим, да. Закинем. Давай я тогда чешу. Дальше. Так, а это отремонтируйте. Давай, да. Тут тоже Давай полное. сначала отремонтируешь, а потом я дальше буду тесать, потому что, блин, плохое качество будет. И тут полная. Да. Не, а туда вообще не надо, оттуда надо все вынимать. Ну я Туда вообще понял, не там надо улучшать ее. Эту руду до этого. Так, тесалка плохого качества. Так, ну, я музыку слушать, если что там, я вышел. О, под музычку мне заходит. Места нету. Телегу внизу. Телегу. Телега это полная. Другую надо. Надо кому-то отогнать эту телегу. Куда Внизу ее? телегу. А везешь, а эту забрать. Да. Вы не трогайте эту телегу, а то у нее КД сейчас будет. Нет, я ее не трогаю. Зачем мне она нужна? Мне просто разгружать карман надо. Это. Сейчас пускай. Блин, нудно это дело улучшать ее. Пипец.
Влад хорошую мне работу дал. Нельзя так перекидывать. Да, как это не улучшать? Ну это ж надо. Надо строиться. Придут разбойники и нас ограбят. Зачем это нам такое надо? Нет, нет, мы лучше улучшать будем. Вот. Придут разбойники и это ограбят нас. Сейчас. Вхожу. Это ты пустую привез, да? Да. Сейчас на ней там 3 минуты ходил. Вот надо оттуда перекидывать. Кто привез? Юра, да? Андрей. Что такое? Кто привез? Ты привез, да? Да. Вот из Тесаного вытащи туда, а то мы не можем в Тесаное перекинуть гранит. Места там не хватает. Можешь? Делаю уже. Тесаный гранит вытащите туда, в твою телегу перекинуть, чтобы мы гранит. А то я стою, простаиваю. Там нигде не влезает. Ложи. Ага, я уже опоздал. Без меня уложили. Тут очередь. Перекинуть. Очередь. Не, мобов некогда ходить, смотреть некогда. Сейчас как бы вот задача. Помогать. О. Построиться. Вот и Виталий. Все камень долбить. Нет, мы его улучшаем. Я пойду телегу наполнять лучше. Опять интернет. У тебя интернет опять, да?
Да и гранит 90, а? Чё мы мучаемся? О, я уже 270 таскаю. О, прибавилось. Пока что улучшал. Алло. Да. Виталий, у тебя что-то с наушниками. Наушники отключены, Виталий. Выключил, да. Ты нас и не слышишь. Отключил, да, сначала наушники, сейчас слышу. Ну и слава богу. Сколько вам там на шахте, сколько человек работает? Тут, а ты тебе делать нечего, приходи к нам. Нам, короче, гранит нужно этот богометом улучшать, умеешь? Ты мне говоришь? Да. Нет, я же сказал, что я на работе до вечера. А, Я играю, когда на работе, только вечером. да так на стрим ко мне зайди и посмотри, сколько тут. 2 или 3, их один возит, вроде бы телегу повез, и 2 еще стоят. Чем-то работают. Я им подтаскиваю гранит, ну и еще, когда наполняется телега, помогаю улучшать его. Богометом этим. Улучшаем гранит. Какое качество нужно? 80? 82. Я что-то разошелся 88. Ну ничего страшного, он получше там. Он сказал 82 минимум, то есть 83, 82, то есть 82, чтобы была. О. Понял, Влад там работает. И... Ну да, да. Там по стриму видно. Влад этот... Ну, а сейчас, мне, чтобы стрим включить, надо включить вас и сугубо стрим отдельно смотреть. Да я понял. О. Ну, это по той ссылке, что ты вчера сбросил, получается, там стрим. Ну да, 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 на том канале. Ничего, больше вопросов никто не задавал. Нет, пока что нет, Виталий. Пока что нет. Ну, могут. Вон уже на мобов меня заставляют сходить. Но мобы это не мое. Я не хочу мобов. Ну, мобов, я тебе скажу, что мало кто из нас ходил. Именно в деревню мобов. Потому что там надо очень хорошо и тайминги знать, и там одному тяжело, там бьют, и все. Там командой надо, человека 4-5, наверное, ходить. Да нет, 2-3, максимум 3, чтобы не путаться под ногами. Два арбалетчика, один... Я в Володах ходил, короче, у меня всегда было включено минимум 4 окна. Вот. И я ходил, остальные 3 окна со мной ходили. А так фактически управлял я один. Вот. То есть... Так что 4 кампа, что ли, тебе 4 окна? Нет. Там специальная программка. Вот. И через эту программку, то есть это, включал 6 окон аж даже. Самый большой у меня компьютер всего. О. И когда были такие акции, да, то есть там надо было выбивать карты какие-то, вот. И я ходил с твинами, то есть своими мультами, твин, они там как-то так называются, вот. Ну, я включал вот эту иконку и нормально. Я в ней там два со мной били, один хил у меня стоял. То есть я успевал перепрыгнуть с окна на окно, то есть такое, понимаешь?
Ну, интересно, интересно было. Мгм. Игрушка. Так, еще полечку вроде бы схожу и улучшать. Вот еще кто-то прибежал с горы. Спустился с факелом. А С факел факелом ведь бегает обычно этот бегает Святослав. Святик обычно он бегает с факелом. факел он вечный или нет? Ну да, он гореть должен. Вот сейчас набил, сейчас буду улучшать. Сейчас карман улучшится, сила прокачается, тогда будет нормально. Ну, чтобы это ты знал, сила тут ни при чем. Совсем. Силу У воли. тебя может быть и минимальное количество силы, но у тебя могут быть громадный карман. И ты Силу одинаково воли. будешь добывать. Силу воли. Нет, добывать это бокс. Сила воли, да. Это да, а сила нет. Но он у меня уже на 4 прибавился. Я сегодня зашел 136 вроде был. Так, смотрите, вы же, блин, если вы будете сугубо в ПВЕ персонажа, то я знаю, что вам надо сделать. Но если вы будете комбинацию делать и боевой, и ПВЕ, тогда там надо, блин, нельзя на силу воли спускать все. Там надо комбинировать. Будем комбинировать потом. Ну, вам на силу воли А нельзя может быть спускать. этот персонаж будет. У меня же можно второго создавать. Другой боец, а этот будет чисто для крафта. Ну да, ну вот у меня так же. Вот У нет, меня, боец это боец, а этот чем-то занимается дома по хозяйству. Ну да. Ну тогда вам надо по максимуму сливать силу воли все. Вот я и сливаю туда, я там все перечеркнул. Если этот будет стопроцентный ПВЕшек, стопроцентный, все в силу воли. Если это горняк, именно горняк, это особенно. Потому что у вас должно быть максимальное количество карманов. В игре. Прямо. У нас Вот два До человека 70. есть. Он вот смотри, с 60 до 70 он качает по 2 прибавляет улучшение. Вот. А уже с 70 по одному пошло до 80. То есть вот на стопку 200 мне нужно вот этих вот Баром Сага 16 штук, чтобы сделать 82 качества. Вот я уже посчитал. Вот сейчас даже у меня не получилось стопку сделать 200, я 201 сделал. А по персонажам, я вроде бы вчера посмотрел, вроде бы можно второго мне создать, можно. Вот. Но бесплатно можно создать на другом аккаунте только. Все. На этом аккаунте вы не создадите. Вы создадите, но не сможете перелететь сюда. Ну. Да? Да. Ну, Это проверим. Проверим. А не надо проверять, уже проверено 30 раз. Да? Так что не тратьте время. Только за реальные деньги вы сможете попасть сюда. На этом аккаунте. На разных- А так, если примак у меня будет, тогда я смогу, правильно? Ну, прем-аккаунт это там смотря какой купите. Есть с героем, а есть просто страховка. Это разное. Там разные прем-аккаунты. Разные подписки эти. Вон Влад пишет, до 85 надо улучшать. Ага,
наверное, кисанул, который я сделал 88. Андрюх, он, короче, до 85 говорит, лучше, больше профа выходит. Я видел. Короче, 85. Это 3 штучки еще богомета. Это значит, мне надо брать 19. Ну ладно, будем делать. А что, вы камни улучшаете, что ли? Да, гранит. А, вы гранит копаете же. Друг, почините залочку, пожалуйста. Сейчас я поехал хлеба пилить. А, и улучшаем до 85, потому Мы что... видели. Да, понял, хорош. Что, тебе понравились 88-е, да? Он ушел на другой канал. Да, он выше перепрыгнул. Так, у меня погода испортилась. На улице. Да, дождь сегодня пошел. Вчера жара такая была, что снег, дождь. Так, это было 16, 3, 19 надо теперь, да? Так, а я уже смотрю, макет поставили каменный, что ли, стена будет или башня? А что, внутренние стены, Андрюха, стали делать? Да, я думаю, что у меня лошадь едет на 0,5 скорости, блядь. Это у меня не лось, а лошадь. А, Что я могу понять, почему не... это, Андрюха, вот эти вот замковые стены будете возводить уже? Да. А стену снесли даже где-то? Там на углу. А, начнете не с центрального, а с угла? Ну, как, видать, решили. Ну, виднее, видно, чтобы оборона держалась. Согласен, согласен. А что это, качественного не нашли там около 80 гранита пока, да? Не, копайте, а копайте куда? Здесь горы. Лучше вот так вот сразу уже его... Не-не-не, там гранит такой есть. Там 80 есть, просто его надо найти. Мы выкапывали 80, там 79. Да? Был там гранит, да, и соты даже был, выкапывали, но вот видите, у нас его забрали до хрена, блин, украли. Был у нас такой гранит, там шахта громадная выкопанная была, очень большая. Там в 3 яруса Ну, теперь высотой. горняк есть, теперь за шахтой будет следить. Ну, теперь просто такое не будем делать. Никто не оставит много выкопанного гранита. Ну, надолго. Нет, Они по же, крайней мере, да. шахта, чтобы не рухнула. Если бы сейчас шахта не рухнула бы, то бы нам бы легче было. Ну, мы там как бы его основную массу выбрали уже. Там надо в другом чуть месте искать. Это ж, если на этой шахте там в основном месторождение, там рядом где-то надо копать метры какие-то. Там Я перемешку пока что было, вот там- нашел 65 вроде бы. Да, 65 пока что нашел. Она Ну, каждая это плохой клетка, границ. как если я вовнутрь ухожу, она вроде бы на 1 прибавляет. Ну да, она там то увеличиваться будет, то уменьшаться, там, в зависимости от месторождения. Она может увеличиваться, потом начать резко уменьшаться. Ну, то, что там есть гранит качественный, это точно. Надо просто искать. Там до хрена народу надо, чтоб копал. Там один человек не годится. Там надо, чтобы человека 3, хотя бы 4 как пришло, подолбало стену, блин, чтобы там же ж кубы разные есть. В курсе нет, вот камень, короче, руда, так далее, одно количество единиц в кубу, а гранит имеет большее количество. По вместимости в кубе у гранита гораздо больше.
он туда входит, в куб. Так запрограммировано в игре. Не знаю за счет чего, наверное, чтобы больше ресурса этого могли собрать было. Наверное. Стены, ну вот. Вот как раз там примерно 1500 объем. Ну, примерно, там точно там не высчитывали, плюс-минус. А в граните там, блин, гораздо больше. Там, по-моему, 2000. Его долбать, блин, если на гранит попадаешь, и тебе надо не гранит, то, блин, выдалбывать его не сильно приятно. Там его много надо долбать. Не, я уже вон еще одну каменную нашел. Но камень им пока что не нужен, говорят, нужен гранит. Не, ну камень, если на камень натыкались, так смотря что. Ну он гранит- слабый, камень там слабый. Тоже 65 или 60, что ли. Ну, на стену нормально. Еще более-менее. Ну как, хотелось бы 70 плюс, но и такой бы пошел бы. Там проломать тоже не так просто такой камень. Это не 30, не 20. Вот. Но гранит надо, конечно, крепкий, чтобы прочно было. Вот. Так. Что-то, блядь, с игрой сделали. Нифига получается открыть с телеги. Ворота или двери. А этот гранит один долбит человек? Это, я так понял. Да никто не долбит, надо улучшать, а улучшать-то некому. Тут видишь, я не и долблю, и улучшаю. Телега-то наполняется. Не, слышишь, что кто-то... Сейчас я приду. А это он обрабатывает это. Ну, обрабатывает, да. Делает это, камни. Ну, не камни, а тесан. Один. Влад сам. Пойду сейчас. Стоит Влад, стоит обрабатывает. Но я не успеваю за ним. И вот еще кто-то улучшает. Но мы не успеваем его снабжать границам. Что улучшать долго. Обрабатывать его, получается. Что-то поставил его. Ну да, он бы как бы на улучшение сделали бы какой-нибудь станок. Туда закинул гранита, например, 1005, да? И вот этого, как его, Сагу. И улучшал сразу. Разве здесь такого нету, а? Может есть? Закинул туда и все. И улучшает он там, и все, стоит один человек. Ну это пипец. Во-первых, карман еще 200 ложишь, мало, 300 не положишь. Это надо улучшать еще, пока что прокачаюсь. Я говорю, здесь надо это, как ее, ГМ, вот, чтобы был значок, тогда можно, карман резиновый у тебя был бы. Да, Андрей? У меня нормальный карман. А у тебя сколько карман? 100 копеек. 100 сколько? 600 с копейками. 600? А как это так, 600? Ну так, силы воли много. 104. У меня вот сейчас 140. Фига себе.
Не, если так смотреть, у меня 308 показано. А, вот, 308, видишь? У меня 140 написано. Но вмещается 270 уже, я могу брать. Вчера все светильник поделали. Кто-то качался, значит. Если наделали. Лучше бы этих наделали, которые столбы фонарные. Забирайте у него гранит сразу, а то у меня не влазит. Я тоже принес улучшенный. Одного человечка нам еще пару не хватает, чтобы хватало вот это все обрабатывать. Двое-трое улучшают, да, стоят. Этот гранит будем делать до Нового года. А что сделаешь? Надо? Как будто уже кто-то устал уже этот гранит делать.
Святослав. Устал уже. С наступающим Новым годом. Андрюх видел? 31 декабря. Ага. Где? Он наступил уже Новый год-то. 31 декабря сегодня. Этот тесаный надо кому-то вытащить, блин. Полная. Сейчас я еду в пустую корзину. Я улучшил гранит, а туда закинуть никак. И в карман переложить ничего не переложишь. Сейчас еду в пустую корзину. Давай, жду. А куда я денусь? Больше никогда коней не запрягайте в телеге. Это такая жесть. Лучше лося. Это, наверное, Влад, скорее всего, на коне был и запряг. Наверное. Так, пойду-ка отойду-ка я. Слышь, ты в игре нормально все? Че? Я отходил в в игре? туалет. Нет, я в игре, да, да. С сервака выкинула. Нет, меня не выкинуло. Мне, наверное, поблак. Скорее всего. Что меня никуда не выкидывает. Они прочухали, что стрим идет. Не, вот Влад это стучит, тут этот делает. Как его? Тёсаный гранит.
месте. Привет, привет, Суримантен. Привет. Привет. Народ опять на стрим подошел. О, еще камень раскопал. Камень 66-й. Ну, а гранит 69-й. 69-й докопался. Опять у меня эта удача какая-то загорелась, ё-моё. $210. Чё, обалдели, что ли? А, правильно, у меня эти мешочки-то лежат. Ну, надо разгрузить их. Тогда больше таскать буду. $240. Чушь какая-то. А сколько я таскал? 240 вроде таскал. Нет, 270 я таскал. Обманывает, одну не додает. А, вам нужно отдохнуть, мне надо было еще долбить. Разочек ударить. Стамины не хватает, походу. О, 270 патронов. Таскать.
Сегодня Бог больше не желает слышать вас. И значит, мне молиться больше не надо сегодня, да? Я уже перемолился. А теперь молитесь с большим рвением. Теперь дыхалки мне не хватает. Лучше нижнюю восстанавливать. Иначе мне дыхалки не хватает. Говорят, не надо, не надо. Вот она что. Тогда мне не хватает выносливости. Даже долбить этот гранит. Зависло. О, Виталий пришел. Интернет, наверное, восстановили, да, Виталий? Да нет, я выходил. Че, операция прошла успешно? Угу, почти. Как маска шоу. С летальным исходом? Да не на операцию. Что? Так, отходил. Смотреть чудака. Вы уже приехали, да? Мои, да, ты уже задавал вопрос. Думаешь, помню, еще раз 10 задал. Да, вчера, по-моему, позавчера. Приехали, в том-то дело. Че думаешь, что столько мало играю? Потому что все, у меня уже времени меньше, намного меньше. Ты их опять управлять не можешь. Да ну что, смеешься, они не первый раз в жизни уехали на 3 месяца.
буквально на 3, а все уже. Это так, ну, обычно на месяц уезжает и все. Все, до следующего лета никто никуда точно не поедет. Я так думаю. Ну хорошо. Вот, Влад, вижу, долбет, а вы это возите. Нет, он, Андрюха, сидит, улучшает, а я вот подкидываю и улучшаю еще заодно. Ага. А Влад долбит. Влад, он обтесывает. Ну, долбит, я же говорю, обтесывает, нет. А я вот, я как телега наполняется, я беру тоже, улучшаю и туда подкидываю. Как телега опустошается, то есть тут надо бы 2 человека на улучшение лучше ставить, и один вот горняк, как раз он будет подтаскивать, он будет успевать. Тут не хватает еще хотя бы 1-2 человека, чтобы стояло на улучшение вот этого грунта, гранита. Да, человека 2-3 улучшать. Да, Там и я тогда, никогда не потому что там, если Влад, он бы стоял, да, и человека хотя бы 2-3 было бы у него помощников, да, и как раз доставали бы тесаный, да, тесаный доставали бы гранит, и заодно сами улучшали этот гранит, ему туда подкидывали, как бы автоматика была, то есть без остановок уже Влад бы там был бы. О, 71 нашел гранит. 68. 70. 71 пойдет еще. Теперь. Меньше улучшать. А камень какой откопал тут? 66-й камень нашел. А этот 64-й. Две этих. Одна 64-я, другая 66-я. Ну, уже 71 это что-то. Может, сейчас доберемся хотя бы до 80-й, да? Будет уже все равно улучшать. Просто это побыстрее уже будет. Ну, конечно. Меньше нажималки тебе и все такое. А там улучшается как? То, что в рюкзаке, либо в телеге прямо улучшать? Не, там хитро сделано. В карман перекладываешь 200 штучек. Берешь штучек 20 вот этого вот, как его, бегомет. Ну да, Б, который называется. Вот. И вот стоишь, как тюкаешь. Там нельзя автоматику поставить, чтобы он тебе сразу эти 20 все улучшал. Видишь, какая система? Там каждый раз, каждое улучшение надо нажать. То есть до 70 он 2 уровня прибавляет, да, до 70. 70 он уже по одному прибавляет. Вот такая вот. Геморрой, короче, они с этой штукой придумали, с улучшением, да. Они геморрой создали игрокам. Вот. Нет, когда народу много, это и не заметишь. То есть, а когда народу мало, вот, то есть, как себе. Геморрой это хороший. То же самое, как и с рудами делали. Раньше ж как, добываешь железную руду, точнее, золотую либо серебряную, и все, ее плавишь на слитки. А сейчас нет, сейчас эту руду надо на рудомойку стать, 300 руды заложить, взять воду с собой и намываешь самородки с руды, получается. Часть получается песка,
Сейчас получается самородок. И так вот все вымывать надо. Мгм. А Как в так реальности. Как в реальности они сделали. Да, они сделали. Тем интереснее. Как в реальности. То есть ты намываешь какой-то порошок, наверное, золотой, да? Вот. И Ну, этот там в руках. порошок потом, как в реальности, понимаешь, получается. Они сделали больше к реальности, чтобы игра и чтобы тебе не свободно было. Понимаешь? Ну вот, все вроде бы. Надо брать по 200. Так, все готовое было бы сразу за эти стены залаживаешь, все. Да, здесь уже вся бы карта застроена. Ну, я тебе говорю, лучше бы они дали там ключик, чтобы мы ГМ включили, ё-моё, и все, ты сразу построил. Ну да. ГМ, что у тебя было включено. Там покушать, наверное, Владу надо привезти. Скорее всего. Потому что он у меня же спрашивал, я не знаю. Короче, хитрую систему придумали. Так что... Вот я сейчас вот улучшаю, если ты смотришь с ней, Виталий, то вот как раз увидишь, как это все улучшается. Может, понизим планку до 70 что-то. Гранит просто качественно надо искать, да и все. Не надо ничего не повышать, ничего. Мы просто теряем много времени. А что сделаешь? Ну теряем. Ничего не сделаешь. Если решили 85, надо и делать 85. Да, теряем время. Ну, что сделаешь-то? Ничего не сделаешь. А копать, я не знаю там дальше. Мы вон, Виталий говорит то, что докопать до 80 и там может вообще 2-3 этих быть. Вот. То есть по-любому придется. Нет, там его больше. Там его много, там надо копать, глубину искать. Он внутри в горе, может туда кубов через 4 быть, через 5 аж. В середину. Там. Говорю, одному тяжело, там надо хотя бы 3 человеками копать, чтобы быстрее, нормальными горняками, большими Вон Влад сумками. пишет, то, что лучше качественные стены сделаем. Никто эти стены не будет разбивать. Если Конечно. надо, они приедут с этими лестницами осадными и перелезут. А они с осадами, Андрюха, и придут. Но никто не будет... Без лестницы они никак не переберутся через стену, ну никак. Никто из них не будет и бушевать, и громить стены. Конечно. Они, да, если что, скопом будут наваливаться. Ну, говорю, это реально, устраивает трата времени такого из хорошего, типа там, блин. Да. Не, ну, пока Барамсака этого накопилось много за 3 недели. Или за 4. Ну и что, теперь время тратить не улучшаешь, что ли, да? Ну, все, надо. Надо просто гранит найти 80 хотя бы. Под 80 и все. Ну, ложить его. Сказали делать, значит надо делать. Все, решили.
Поднимаем до 85 границ. Зачем оспаривать? Ведь же решили, значит надо терпеть. Ну да, время теряем, ну что сделаешь? Сказали, делаем. Чё спорить? Не, просто здесь других дел очень много вообще. Да. Очень много времени занимает, которые надо делать. Их они никто не будет делать, ты не будешь их делать. Ну если кому надо от других дел делать, то делать идти надо. Здесь пока что накопится, там остаться здесь втроем там, да? А остальные другими делами занимаются. Что сделаешь? Ничего не сделаешь, надо делать качественно. Да, была бы обработка материалов сотню. Все хорошо, по 200 я вот стопочку, а у кого-то побольше можно и по 200 ставить стопочку. Когда карман больше, мне кажется, можно и по 200, и по 400 ставить. Пробовал я 400 херня, лучше по 200 делать. Да? Пробовал я. Да, лучше по 200 делать. То есть вы на 200 этих камней залаживаете определенного количества барамсака. Ну вот на 200 у меня тратится где-то, ну, 15-17 вот этого, как его, Барамсака. чтобы сделать 85. И делается, короче, именно с 200 этот 85, да? Угу. Не, ну вот 200 штук гранита, да? И плюс вот этот барамсак, как он, его берешь, да, его берешь штук 20. И вот каждый уровень, чтобы тебе поднять, вот, вот, он по одному уровню с одной барамсы получается, поднимает. Вот, каждый раз надо тыкать, понимаешь? Вот что, Виталь. Типа ремонтируешь, короче, эти инструменты. Да, типа как ремонт инструмент. Вот каждый проходишь. Вот, типа такого. И туда вот мы стараемся Владу носить в эту, где тесать. Ты, короче, знаешь, ну как, Виталий, что-нибудь строим, какое-нибудь здание, да? Тебе вот на хлевы нужны хорошие, все-таки берем, что есть самое лучшее, вообще 90 камень, и тупо улучшаем его до сотки и заложиваем. До сотки улучшили и заложили. Взяли там доски у нас, какие 93, да? Взяли их 30 штук, заплатили инвентарик 30 штук, до сотки улучшил и заложил вот такие хлеб. Тема хорошая. Но доски только не улучшаются, вот проблема. Почему? Потому что только сыпучку улучшить можно. Сыпучие материалы. Камень, песок, руда. И вот у него уже тесанный гранит получается из 85 91. Вот видишь как. То есть таким макаром. Вот. Что он там написал, я не увидел. Я занят был. В телегу гранит улучшенный не кидайте. Кидайте ему прям сразу в этот. Что он там написал-то? Не знаю, я не смотрел, я закидывал в этот главу. Он вот написал, Святослав, 80 плюс стены нормально будут.
Не, дичь развалится быстро. Как и 90 этот пишет. Тогда с таким посылом сказать, что делать стены и не париться. Ну да, 20-30 качества стены делать и все. Надо не спорить, а делать. Бог с ним. Время идет вроде бы. Ну да, блин, дел. А может у кого-то дофига. Блин. У нас тут по террафармингу, знаешь, сколько делалось на участке? Это вообще выше крыши. Накопать, выгрузить телегу, куда-то перевести ее, выгрузить и вот так по КД везде. А это шибко не любит делать. Ну, потом будем помогать там. Пойдем. Где возить, чего. Вывозить. Сейчас здесь доделаем. А его много, наверное, тесаного надо, да? Он писал что-то 3 телеги тесаного. Да вот, я уже 2 телеги отвез. 800 тесаного гранита в одну башню. Я уже О, закидал, осталось 106, чтобы забить башню. А в телегу входит сколько? В одну? Блин, я точно не скажу. сейчас скажу. 250 или 300? 300, наверное. Сейчас скажу, сколько в телегу в одну. А он весит один гранит. Весит один гранит 7 кг. Сейчас поделим, сейчас посчитаем. 3000 разделить на 7. 428 штук вроде бы как бы влезет. На одну телегу. 420. Да, это тесаный уже. А сам гранит, я не знаю, сколько он влезет. 3000. Также вот гранит. Он 1 к 1 идет по весу. Я камень влазит, по-моему, 300. Тесаного. Не знаю, камень, как я пойду копать, а тут уже гранита что-то мало осталось. Ну, конечно. Народу прибавилось, видимо, кто-то подошел еще. Или уже 71 лучше стало улучшать, то есть, а халаты вы используете? А что за халаты? А халаты, которые дают тебе бонус дополнительный. Допустим, если халат 100 уровня, то плюс 10 к навыкам по горному делу. Вот. Но мне не дали такой халат. Это. Да. Сори, А их мало. Мантен. Мне не дали такой халат, я еще и до него не дорос. Я пока что крестьянин. Шучу, конечно. Не знаю, может быть есть, но не использую пока что. Принесли вот какую-то мне робу. Я оделся, обулся. Вот. Ну, роба, это и есть халат. Табарт. Не. А табарт это табарт. А халат, И роба, простая это роба. одежда мне вот принесли. Это и понял, всё. это нет. То роба есть. Роба горняка, роба А охотника, роба робу столяра. мне никто не дал. Но робы их мало, роб потому и не дали. Вот, видите, Их заработаю голд и куплю себе робу. Ну да. Подождите, я только начал первый день на шахте. Ну, через недельку, глядишь, я уже и обутый, и одетый, и прокачанный буду.
Не все Слушайте, же. а одежда чё, Москва тоже не сразу строилась. Это надо тому, кто обтес. А кто обтесывает, у него там это все есть вроде бы. А может и нету ее даже. Да ладно, у него чтобы не было, да не может быть. Он ему не нужен, а ее 90 навыков тезка. Начальник, то есть это самый главный. Ну что, Тёсы навык там высокий. и нету, он там все знает, у него там все есть, небось. Ну что, ему говорю, навык высокий, ему не нужен. А он же навык добавляет. Когда мало у тебя, добавляет навык. А когда навык высокий, под сотню, он не надо. Он ветеран, ему и халат-то не нужен. Но без халата задушит. Вот, он ветеран. Он без халата, Лопаткой саперной убьет. да, за место 100 Выбивай. качества сделает 110, ё-моё. Только жалко, в игре не заложено за то, что у тебя ветеран ты, и не заложено плюс 10, например, качество дает. Он и так получается, у него поднимает с 85 на 91. Это достаточно много, 6, считай, качество плюс. Нормально. Это уже что-то. Вот. Я вообще на 1, на 2 поднимал. Не выше. И то 60-го качества. Давно успевать их границам с нам ждать. Вот. Он сейчас получше, мне кажется, сейчас я эту разрою, там еще больше будет, и уже пошустрее пойдет дело-то. Понял. Мне надо было в часиков 7 встать, ё-моё. Я бы уже здесь горы бы накидал бы. Вы бы сейчас здесь только кидали бы. Но я-то не знал, что с утра делать. Ходил, кто-то с телегами катался, я вот за ними ходил, как этот. А что делать? Дискорд пустой. Никого нету в Дискорде, правильно? А так-то по идее, если здесь вот есть вот эта вот шахта, да, надо здесь дом горняка какого-нибудь сделать, и все, вот. И чтобы следить за этой шахтой. Что следить здесь территорию уже? А? Ну, следить, сейчас кто-нибудь не сможет копать под. Наш человек стоит, все. Вон кто-то пишет, как дела ваши, господа? Дела у прокурора обычно бывают. Вот они тоже. Леха дорогу, блядь, строит. Юрич, так понял, там жрачку готовит. Вы шли помогать. Да не, я не успею за ними бегать, вы чё? Горняка надо Горняк, кто у нас еще? Вот кто горняк зайдет, если тогда уже 2 горняка снабдят всех работой. Ну я один, ты чё? Я не снабжу. Саня, вот, в Дорке. Тоже его играет, сидит, получается, в Дискорде. Кого нету, но все в Дискорде сидят, по крайней мере. Они включили кино и делами занимаются. Не, обычно играют.
понимаешь, когда мышками шевелишь минут 5 или 10, у тебя значок меняется как нет месяц. Угу. ОФК. А, Не, я думаю, в этой игре, если ты знаешь свои дела, которые тебе надо делать, включаешь кино, и все. Киношку смотришь и какими-то делами занимаешься. Вот я иной раз стрим, не хочется его запускать, вот, из-за того, что хочется кино посмотреть. Вот. А подписчики ругаются иной раз. Дядь Саш, ну что ты сегодня стрим не запустил? А мы видели, что ты в игре был. Я говорю, ну от Ну вас да. никуда не скройся, ё-моё. Я говорю, я на секретном задании был, блин. Так, нашел 73 и 72. Вот, есть две жилы. То есть 73 Конечно. сейчас буду рыть и посмотрим, что там дальше будет. Блин, что я не напомню. 73 и может быть еще там будет лучше. Но нашел уже вот 73 пока что большая. 72 рядом есть, если случай. Это гранит, да, такой? Да, 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 да. Угу. Если 73, значит будет и 80. Надеемся. Надеемся. Да будет. Но все равно 85 уровней надо все равно улучшать. Просто это побыстрее будет. 5 уровней это быстро. Да. То уже не 63, как мы начинали улучшать. Уже что-то лучше. Да просто долбаная шпана, блядь, воровала у нас гранит. А там был хорошего качества гранит, и сотого даже. Ну, что сделаешь? Это не шпана, это крыски. не надо было гулять тоже его допустим, на нейтральной территории. Ну, эта территория, Андрюха, прямо под нашим кланом. Но они же могли здесь поставить свой, как называют, монумент, и это была бы их территория. Вот они тупые, что они внутри его не поставили. Ну, если бы они поставили, другое дело, но они не поставили. Вон, Они не могли поставить, Андрюха. Потому что вплотную к нашему феоду они не могут поставить по закону. Через разделительную линию, все. Так что это ничейная территория. Мы можем поставить, а они нет. Дайте Надо похавать, тянуть дайте Ладу похавать. Есть... Нет, мы можем поставить, там просто как бы платить их, как бы, нам территории этой хватает. Владу похавать дайте. А еды никто не захватил. А кто там готовит еду-то? Пусть принесет. На шахту. Готовить. Надо самим брать. Приняло скучно. Сейчас напишут, сам иди и бери. Плюс. Ну там кто-то готовит, за что он? Прибежать сразу сюда вывалить. На стрим зайду, посмотрю, что там на стриме. Да, там нету ничего. Что-то плохо работать стали. Две телеги отвез, до сих пор не может третью дать. Не знаю, мы нормально работаем. Телегу дал бы полную. Нас даже не кормят здесь. И еды привез бы. Нас здесь никто не кормит. Кстати, у меня тоже ХП вообще. А ну на шахту. Еда на 0, такие ХП 80. Вон Влад пишет какому-то Архипу.
на шахту. Тут улучшать, тут видишь, надо улучшать, а некому. Они вот сейчас вроде бы я получше стал таскать, они уже, видишь, побыстрее стали улучшать его, и он там быстро все. Уже сейчас, наверное, телега скоро будет полная. Что у меня там с улучшением? Вот у меня уже горняк 35. 35 уже. Мне его надо до 60 вроде сказали. Но лучше мне его полностью качать. Опять радио какое-то. Точно еда нужна. Ты посмотри, сколько у меня там еды и жизни. У тебя есть еда-то? Да есть у меня. Да. У меня 2 штучки эти есть еще. Могу поделиться. Нет, у меня есть, что я осталось. А у меня и жизни даже аж начали отниматься, блядь. Конечно. Надо следить за зеленой. За всеми следить. Ты делаешь, КД. Не, на стриме, а что там на стриме? Там народу мало. 7 человек вон сейчас сидит. Но это уже что-то. А то у меня было 1, 2, 3. Половина нас, наверное, еще сидит. Ну и ничего. Не, я вначале, когда включил, у меня аж набежало. Там человек, наверное, 12-13 было. Вот, я еще не успел практически запустить его. Вот, я еще удивился, думаю, нифига себе. Что-то это. Но у меня нет, у меня как бы, Андрей, на канале есть мои верные, там какая-то 20-ка, 25. Если им эта игра не нравится, они не будут даже заходить, понимаешь? То есть я уже изучил свой, как бы, своих этих подписчиков. Вот. И то есть они уже не заходят и даже и не смотрят. Жалко, рабов сюда нельзя подключить к этому делу. Да? Рабов поставил и все. И они себе это... А можно же не на мышку нажимать, а на это Е английскую. Я некоторые вещи делаю на Е нажимаю.
за место мышки. Слышь, Андрей? Зачем? Так удобнее. Это все потому, что ты в наш клан пришел. Мы вон как. А зачем на мышке, чего вы на мышке, на клавиатуре нажимать, когда удобнее, а мышкой все делать? Не знаю. А вперед-назад Ты- как ходить? Смотри, ты же стоишь тупо просто... Вот смотри, э, вперед и улучшаешь. назад, как бегать, как ты будешь на мышке. Ты говоришь, то, что на клавиатуру можно что-то сделать, чтобы не на мышке. Не, ну да, это удобнее. А что именно сделать? Ну вот, например, ты пробиваешь вот гранику, да, стенки. Вот. На Е нажал, оно раз и все. А и до мышки надо тянуться. Так здесь половина действия на мышке задействована, от кнопки зависит. Ты нажимаешь и там уже выбираешь что-то мышкой. Не, я ничего не выбирал. Оно как у меня было по юшке, я на Е все время. Вот, долбил. Е нажимаешь. Также лопатой, когда я работаю, если хочу лопатой работать. Тоже на Е нажимаю, а все равно вперед, взад ходить, у тебя все равно. Это ж никак не изменишь, все равно клавиатуру. Это ты стоишь на одном месте, вот ты, у тебя и получается, что удобнее мышкой. О, через 60 минут судный час будет. Это в 4 часа по Москве судный час начинается. Плохо, что он сразу не улучшает. Нажать кнопку улучшить и все. Там приходится выбирать что-то, блядь, там мудрёно. Вот, Андрюх, это так придумали, наверное, специально, чтобы ты мучился. Хочешь качество? Нет, смотри, нет, по-другому. Ты улучшаешь, допустим, там инструмент. У тебя всего одна ремка, там такого-то качества. Ты нажимаешь улучшить, и он тебя сразу улучшает. Если у тебя есть одна ремка такого качества, другая ремка другого качества, у тебя потом вылазит вот эта вот менюшка, которая сейчас она нахер не нужна будет. Почему так? Непонятно. Чтобы ты мучился. За качество. А, у них же это только-только ввели недавно, да, Андрей? А? Я не знаю, может, до этого были такие эти аванпосты-то, монументы. Это же тоже эта штука специально вырабатывается, надо строить специальное здание, оно вырабатывает. Все, теперь гранит пойдет 72 качества. Зато камень 70 качества нашел. Зато камень нашел 70 качества. Это тоже хорошо. Камень тоже, кстати, нужен. Да, ну сейчас-то не нужно. Сейчас-то нужен гранит, видишь, они кричат. Гранит, не камень. Они что-то там замковое строят. Они что-то там замковое строят, не знаю. Это на улицу, наверное, лучше углубляться.
Все, кирка сломалась одна. А в шахте вот эту штуку не поставишь, да? В шахте вроде вообще ничего не ставится, кроме опор. Да. А в кармане обтесывать нельзя, да? Раньше можно было в кармане обтесывать. Сейчас нельзя, что ли? Только именно через это и надо. Если честно, я не в курсе, я этим делами не занимался. Хардкор он ночь пишет. Нельзя, да? Хардкор пишет. Так, тут 170 кирка. Тут тоже сломанная кирка. Уже. Кто у нас чинит? Хорошо. Пусть чинит. Там 2 кирки уже чинить можно. Кстати, про кирки там писали тоже про запыленную стали, чтобы не выкидывали, а чинили, так дешевле. Да не выкидываю я. У нас просто галита нет. Не выкидываю, я в телегу туда положил. В другую только, где эти лежат. Это вас двое улучшает стоят, да? Нет, он, скорее всего, один и копает, и улучшает, и что-то сыпет, он вообще там стоит. Я что делать. Не, вон стоит человек, вон борода стоит, и ты, считай, стоишь вдвоем. А он там обтесывает. Ну, это понятно, а вот что-то с факелом он копает, и что получается? Он копает, тоже где-то улучшает. Не знаю. С факелом он улучшает стоит. Это улучшает. А я думал, что-то сыпет. Нет, он улучшает. Он туда и перекидывает, наверное, Ой, у меня кровоточит что-то вроде. Я только заметил. Ранение получил, ё-моё. Какое-то. В руку ранение получил. Лекаря у нас нету рядом, да? Или Тёма это... у нас лекарь. А? Тёма у нас лекарь. А, его нету. Как же я так мог Да получить? так себе проходит сами. Да я знаю, там 25 минут написано. Только непонятно, это реального времени, наверное, не игрового. Я знаю. Не, может кто качает это хило. Я играл, когда у нас парень бегал, то и дело. Говорят, будет ранение, говорите. Я приду, починю вас. Он качал эту хилку. Но мы
мы там играли, мы сидели в Рау-Кол. Еще Дискорда не было. РК был. Red Cow? Ну да. РК, короче. Тоже все. Нету теперь и не пользуются ей. Все в основном в Дискорде сидят. Нет, ТС вот она, короче, она еще не потеряна, она есть. Многие ребята тоже в ТСе сидят. Ну, Red Cow сам по себе, он так даже оформлен, как-то, знаешь, так себе, офисный какой-то, блин. Ну, не знаю. Офисный скайп вроде бы. Ну, офисный то, что, знаешь, все этим... У Майла тоже есть там какое-то это, тоже такая штука. Ну, там намного человек вроде бы нету. Их полно всего, блин. Еще какая-то связь, я помню. Мамба, что ли? Что-то такое ее. Была тоже. Вверх. Не, он как бы, я низкий, он, потолок-то он далеко, даже лопата не задевает ее. Вот видишь, у меня висит лопата, она даже до потолка не достает, видите? Игра разработана все-таки здорово. Смотри, у меня тут был как раз я иди пол туда. Шаг. Тут даже какой-то свет появился непонятный. Я вот сейчас вырыл ее. У меня сверху как будто солнышко светит. Мне кажется, наверху дорога, наверное. Сейчас как обрушится на меня. Прыгает все-таки камера, она не доработана. Да не должно, если даже там, чтобы я докопался до дороги, мне кажется, навряд ли. Она низкая, считай, навряд ли. Аська, да, Аська еще. Да, много чего было связей. Разных, блин. Аська тоже, да, хорошая.
Так, что это такое случилось? Я упал, походу. Чё? Упал, ё-моё. Видимо, меня откинуло что-то от стенку. От стенки, наверное, скорее всего. И монетку-то не нахожу никакой, ё-моё. Хоть монетку медную, серебряную найти. Золотую. Не дают, не хотят. Я раньше на юшке, когда качал, горничное дело, там хоть сколько-то пластов вот этих проходишь, но обязательно одну-две монетки найдешь. Какую-то монетку, божественную какую-то монетку вроде бы. И золотые монетки попадались, серебряные. А здесь что-то не попадается. И кирка хорошая. Ну, если бы так здесь было бы, я не знаю, я бы, наверное, миллионером был. Я бы рад копать такие монетки. Миллионером, но у нас граница 71, он что-то снижается. Зараза, а. Камень зато 72 попался целый пласт. Блин. Ну надо туда копать, по идее-то. Или 72 копать. Андрюх. Самый лучший. 70-й, ну 72-й самый лучший. Ну а он дальше вроде бы, если только за ним будет, фиг ее знает. 2 уровня плюс. Семьдесят первый там и вот 72-й один уровень. Мне кажется, лучше 71-й, там, я думаю, уже будет 85-й. Надеюсь. Нет, лучше 71-ю копать. Я думаю, за ней там 85-я сразу будет. Вот 71-я. Ну, потом можно будет 72-ю здесь. Можно сейчас ее. Без разницы. Все равно там копать надо будет. 72-ю пишут на стриме. Лучше копать. Как рухнет это все на меня, ё-моё. Вся туннелька эта. Детёбу укреплять надо. Уже сейчас доски сюда, да, возить получается, да? И укреплять надо будет.
Андрюха, А? мы когда заполним телегу одну, возьмешь пару бревен сюда, надо шахту укрепить. Ну, простые бревна. Ну, да, обычные бревна в телегу запихни и привезем сюда порубим. А, здоровые бревна. Да, внутрь телеги закидываешь, там, штуки 3 Из твердой возьми. древесины. Да. Желательно дубы, которые там, у них больше всего. А еще вы знаете, они там лежат в этой всей колонке. Да, ну, любые бери, они в основном там Не, лежат. знаете, там твердые, мягкие, там все эти, какие, ну, там есть березы, блин, вообще понты, а есть дуб, да, там. Там нет разницы, там немного надо будет укрепления. Это, которая башня эта стоит, я последний раз за ее загружал, оставалось 106 тесаного гранита туда. Камень там уже заложенный, нужно, короче, там еще, получается, доски, раствор. И... А, ты сразу загружен? И ножовку еще, Андрюх, взять. Ножовка-то есть у нас? Чем пилить-то будем? Бревна. Да. Ножовку еще взять надо будет. Я тебе могу дать ножовку, кстати, у меня есть с собой. Нифига себе, ты таскаешь ножовки, ё-моё. Да не, пилит пускай лесник, у нас что, лесника здесь нету? Потому что лучше будет качество. Досок. Я-то не лесник, у меня 30 вроде бы лесничества прокачано. Но я не хочу лесом заниматься. Я лучше стройкой и горная. Ну, если надо будет, будем заниматься. Да, у меня 30 лесничества прокачано. Настоящего горняка не только ножовка, но и киянка. Вот так. Ну, вот, докачаю горные и посмотрим, что там надо. Что Я с тобой разберем. тягаю все. Я могу и пилить, Виталий, и ну у тебя забивать, карман короче. сколько? У тебя карман сколько, Виталий? Ну, у меня маленький, где-то 610. Нет, подожди, 610 это ты столько набиваешь. Вот Да, у меня 140. да. Но у меня без перегруза, ну, 330. Нет, у тебя вот там вот ты открываешь, когда инвентарь, у тебя там Мгм. пишется. Сколько пишется там? Ну, я же сказал, без перегруза 330. Вот. А с А у перегрузом меня на 140. 610. 140, но я беру вот гранита 270. Я больше просто... А я беру в 3 раза больше. Вот, видишь? Ну я-то только начал играть. Ну да. То есть... У Да и нас с тем Андреем более... самые большие Если бы карманы. я сейчас на землю высыпал, оно бы у меня увеличивалось. То есть я бы качал силу воли. Вот. Ну просто сейчас невыгодно это делать из-за того, что как бы... Ну, я потом скажу, как силу воли качать. Очень просто и очень быстро. Можно в течение часа, ну, докопать, что будет из 200 до 400 карманов. За час. Ну, может, чуть больше. Ну и хорошо, вот я и поставлю. Есть способы качать очень быстро силу воли. Да вот высыпать и копать, мне кажется, это сила воли и будет качаться. Не быстро. Нет, не быстро. Самое быстро качать посохом бить. По манекену паёк качать, плюс оно качается вторично, но оно качается. Он быстро качается. Вот.
А манекен портится, да, его потом чинить надо, да? Ну да, он когда на бок покосился, на бок, все, труха пошла и так такая дым. И потом на бок косился. Его чинить надо, потому что были такие вещи, что и уничтожали манекен. Когда разрушенный манекен начинает бить, он полностью исчезает. М. Так. Ну, я посмотрел там стрим твой, вот это вот. Теперь пришел сюда. Да и хорошо. Ну, посмотрел и посмотрел. Ну, давай, что там? Понял, вы взяли правее от шахт от наших. Да не знаю, куда ее взяли, куда. Ну, та шахта, где была, она где левее дало была. копать, где дало копать, ну, так я понял, что внизу там, наверное, пустота, мне кажется. Нет. Может, надо было на один куб ниже копать. А, ну я-то откуда знал? Я к стенке вот гранит увидел, то есть и вот здесь вот. Я вот Ну здесь да. вот это вот первое вырыл. Это я уже проход вперед прорыл, чтобы ходить, не прыгать, а чтобы ходить. Землю вот эту вот убирал. Удобнее ходить, чтобы было. Но здесь уже туннель такой нарыл. Нормальный. Ну, я видел, небольшой туннельчик есть, да. Фига себе небольшой. Ну, это небольшой, поверь. Уже сейчас Небольшой. тесанный гранит, второй пойдет, вторая телега вроде бы. Вот. А в нее влезает 428 штучек тесаного гранита. А на один вроде бы 20 надо. Третий телефон. А, третья? Мне кажется, вторая. Первая телега, не считай, там половина камня была. Камень, да. Первый телега с камня была, вторая с гранитом. Сейчас Вот, это вот вторая только телега с гранитом. Набивается. Уже тесно. Пойдем. Ну, забежал этот Санек, как всегда. Его репертуар. И утащил всех, да? Да, политика. Да ничего страшного. Надо, значит, ну хочется человека. Что ты? Ну, на 2 офицера пускай. Так, у меня уже полчетвертого. Так что начали строить все с башен. Ну и правильно. Башни-то нормально. Главное, стройка пошла в движение, а не стоит. Ну, стройка, я же говорю, уже идет 3-ю неделю подряд. Ну 3 недели уже строимся. Во, уже сюда камень затаскивают, этот, как его, гранит. Тесно. Ну да. Так граница телегу-то такая. отвезти надо, ё. Сейчас увезем. Че вы видите? А здесь влезет, влезет здесь. Там маленько еще влезет, да. Нужен барамсак уже закончился, нужна еда, и я кирки отремонтирую дальше. Сейчас такой отойду. Сейчас берем вот пустую клетку, там 2 минуты, когда будет? Не 70 гранит. Ты можешь ехать далеко. Что там кидать? Раны. Ну что, Влад, как отдохнул? Это вкусно. Вкусно? Сейчас. Андрюх, все.
все? А? Что еще дать? Ну, больше нету там именно руды. Не промытого? Сейчас, подожди, сейчас постучу. Давай я сюда поставлю телегу сюда. Посмотри, чтобы отвез полностью четко все. Забил. Хватает 20 или 30? Я ж тебе дал как раз. 428 штук туда влезает этого. 2940. Еще А, ну езжай. Нормально. Ну, это еще, а там уже все нет. 428 штук. Я считал на калькуляторе. По весу и по этим. Я думал, у нас Бернули завелся. Не может быть 428 штук. По 7 кило весит одна штучка. Вот раздели 3000. $428. Меньше. Меньше? 100% меньше. Сейчас скажу. Ну, блин, одна штучка тесаного стоит, весит 7 кило, там написано. Я на калькуляторе разделил. Ну да, в телегу 3000 влазит вес. Ну, я весу разделил и то есть... Да. Я спутал с этим. Все правильно. 30 минут до судного часа. Так что телегу надо увозить. А то не дай бог. Да, сейчас татары налетят, порубают вас. Да. Столько гранита 90 плюс. Влад, Цукай сейчас будет Тахомов все наступать. Да. Ой, блин, Писал там американец с Лонгфелл писал. Ну это ж Тахома ихний как бы эти. Вассалы? Подсосники, да. Ага. Нет, там даже не вассалы, там прям подсосники. Да ну, так и говорили. И пишет мне типа, а чё вы там, что вы на них наезжаете, чё вы военные аванпосты тут строите? То есть мы... Ну вот, я же за это. А чё вы... Я говорю, мы бы не начали эту, ну, как бы не начали ничего действовать против них, если бы они не украли у нас 40 тысяч гранита. Так что ты давай тут это, не выделайся. Так они же извинились. Я говорю, да мне похуй на ваши извинения. Слышишь, блядь, а гранит кто? Пришли к нам, блядь, на базу, блядь, практически нахуй. Забрали весь гранит, блядь. Он такой, так а шо, ну, блядь, ну, он на общей территории был. Я говорю, да давай мне не втирай дичь, все, давай. До свидания. Ты понимаешь, что это будет война между ТФА? Я говорю, мне похуй, иди нахуй. Война. Посмотрим, блядь, что за война у них там будет. 3 калеки, блядь, вылезли, мы без Ну да, этот все посмотрел, их там, по-моему, около 20 только. 27 человек. Да. Не то, я думаю, они не боевые, а рабочие. Блядь, ПВЕшные гильдии, они же подсосники там жестко. Ну да. Мы уже думаем план действий. Ну да, ты правильно, кстати, поступаешь и башни строишь по углам. Вот это вот правильно. Я не только башни хочу, я сейчас и стенки хочу, все уже. Ну, как бы с башни обзор лучше, то есть... Ну, начать, да, я думал начать с башни. Угу. Да. Позакрывать немножко вот эти огороды наши на... А там башню, русские, Влад, а там русские или американцы? Американцы. А? Американцы там. Ну, американцев надо гнать, ё подальше. Дядь Саша, да. Мы сразу. Американцев это надо гнать, они там все думают, подальше, Жалко, здесь китайцев нету рядышком, они бы их быстро выгнали бы отсюда. Ну да. Китайцы. Они не любят американцев. Они быстро собрались, как эти, Вон я когда в это играл, в Атлас, да, там вообще, блин, китайский народ это такой, он не любит вот этих вот германцев, американцев, то есть он сразу их
Вот там как? Здесь у вас, то есть карта такая, а там по островам. То есть у каждого, считай, клана один остров точно есть. Вот. И то есть, если поселялся какой-то американец или что-нибудь наподобие его, да, он все. Рядом, если китайцы есть, считай, этих америкосов не будет. Это точно. Вот. И знаешь, А чё? китайцы русских не ждут, когда они там отстроятся побольше, туда-сюда, там у них корабли, чтобы человека бить, ну, знаешь, как вот там галеон, блин, как-то она называлась-то. Ну, еще поменьше корабль. Галеон это самый-самый большой корабль, да? Потом поменьше идет. Потом... Аргентина. Да, Баргантина, да, вот. И, Древние, короче, понятно. они Три. ждут, когда парочка галеончиков появится, тогда уже им в попу ударить, понимаешь? То есть, чтобы это красиво было, их прогнать. Вот. Здесь китайцы есть, только они чуть дальше от нас. Ну, я кинул тебе, давай, крафти. Еще как раз успеем увести ее. Они возле моей бывшей гильдии, там, китайцы. На А мы северо-западе. не будем уезжать, даже когда судный час будет. Конечно. То, что там уезжать, неправда. Кто-то взял телегу, тронул, а? Ну зачем? Подожди, 6 минут. Ага, 6 минут. А это, ты на землю высыпать играем, Они добывайте, вот высыпать. пустая деревки лежат, положи туда, там на пустая телега. Ну да, Положи в тоже деревню. вариант. Все, просто от Лата твой же, наверное, конь был, да? Белый. Где? Ну, которого был здесь на повозке стоял. Говорят, Ну, лучше. какая там почтовка была или такой? Я не знаю, вот сейчас запряжена, куда... Ну ты боевой не отличишь от почтовки. Я не смотрел, я видел Чукони, он вообще такой дохлый, такой не может... Это обычный почтовый. Боевой он, блядь, вот такой выносливый, как и лось. Ну да. Даже лучше. Такой боевой вынос, если ставишь самый топового коня, то он даже лучше лося идет. Просто мы все на лосях были, блядь, здесь конь появился. Я не могу понять, у нас вроде куча охотников, а толку, блядь, нет. А что там, Влад, с охотником? А Ну, чё она дело- так дергается, эта телега, блин? Прыгает на месте. Ну, забаговался. Да на это фокусы показывают. У нас, Влад, охотники есть, но у них пока маленького уровня. У нас У только нас сейчас охотник пришел с отпуска, Леха или кто-нибудь. Алёха пришел, да. Вот я поближе к Владу кинул 72-го качества, 270. Туда буду кидать пока что. Пока что откатится. Потом перекинем. Вот. Тут сейчас 70, 71. Вот такое качество пойдет. 72 вот эту сейчас докопаю и все, наверное. Ну. Андрюх, ты повез уже телегу, да? Да, повез, сейчас все-таки возьму барамца, Я тоже хотел сказать, возьми барамца Кирима. еды, отремонтирую кирки, которые есть. Ремки возьми там. Да, Там Вот еще я же- этот охотником. Там Ну, же говори. еще много надо тесаного, да, Влад? Ну, смотри, кстати, это, смотри, куда мне сейчас выгружать камень? Там еще 106, и уже башня будет забита полностью. 800. Ну, я сейчас за строителя зайду, оставлю еще. Вторую башню. А ты Ну, забыл? В той телеге лежит, Андрей, если что. Где тесаный этот гранит. А я все, уехал. Не, а кто еще там стоит рядом, если что?
там лежит? Светик, или кто там был еще? Да, Светик. Слушай, а ты не хочешь, Влад, где на подъеме у нас, где вот мы поднимаемся, снизу едем, живодерный, справа, слева рабы. Здесь сейчас такая площадка будет, ее придется подвыровнять, и там поставить такой же военный пост. Военный? Значит, там оно же возле наших этих. Ну, да, как бы возле нас. Ну, мы же типа не увеличим территорию. Ну, пока нету смысла. Да, вообще. О, все, Я заработало. планировал, да, в будущем поставить. Все, заработало. Здесь тележка открыта. Так что можете отсюда брать. Заработала. Но она, правда, глючит что-то на одном месте, дергается, походу. Попробуй. Ну, сядь, откати чуть-чуть граминочку. Тележка попрыгучка. Ну, табак, видно. Да пускай будет, господи. Что кому-то мешает. Тележка попрыгучка. Классный, так сказать, геймплей, да, сколько уже времени, блядь, прошло, чешем камень. Но зато, когда уже идет исходный результат, когда мы, блядь, строим вот эти здоровые такие здания, типа башни, конечно, да, смотришь на это все, блин, ну это стоило того, типа, знаешь, это, типа красиво, как без, такая здоровая постройка. Я знаю, я на Юшке играл. Ребята, вот, короче, они сделали на острове, там, чтобы тренировки какие-то, ивенты, чтобы делать, короче, и на остров положили прям вот дорогу туда, представляешь, то есть, вы же тоже все играли на Юшке, да? Не все, но большинство. Ну, вот знаете, как там на остров, там плыть надо, то есть... Они вот проложили дорожку, все со столбами, с фонарями, короче, заборчиком. То есть так все это красиво там было сделано. И здесь, то есть с этой стороны, где не остров, замок целый был выстроен. То есть красиво было. Ну, там же территория поменьше и так, продолжительность. Ну, это начало было, это вот сейчас же в строительство, небось, надо какие-то региональные, там, я вот смотрел, когда играл, да, чтобы построить какое-то здание, надо региональный ресурс, иначе ты не построишь. Ну да, двери или, да, двери, да. Да. Вот, то есть, а раньше этого не было, то есть, удобнее было, то есть, такое. Ну. Я на Ёшке 2 недели поиграл. Потом появилась Life is Feudal MMO. И пошли играть туда. Не, ну я на ММО не играл из-за того, что нужно примак платить. Вот, из-за этого я и не играл. Я купил Ёшку и купил, короче, MMO. Тогда плата сейчас была. Нет, Ёшку Там, я покупал, а не как Stem обещал, что если Ёшку вот эту купишь, то когда выйдет ММО, вот, дадут, то есть... ну вот, видите, да. Они ну, не дали, короче, они не дали, не было, вот. Не знаю, я играл, по-моему, даже, наверное, я не покупал, ну, правда. Да или купил там только маленькая сумма, там надо было доплатить немножко. Нет, там ничего, у меня вот не надо ничего доплачивать, то есть я мог бы поиграть месяц, но смысл на месяц идти, а потом платить за все это я как-то не стал, то есть... Ну да, но там дорого. Я не знаю, как вам, но мне Steam дали бесплатно и играть не буду. Но тебе друг какой-то дал. Не Steam дал, я купил ее Orn и... Орн купил. Я давно еще, очень давно еще. Ну, у меня так само было. Орн я покупал,
По-моему, тогда 500 гривасов она стоила, что ли. Да, да, дорого. Да, она тогда дороговато стоила. Ну, я купил. Ну, вот с пацанами там играл, блин, в семеров или восьмеров играли. Вот, да, где-то так. Осваивали, так сказать. Нету возможности. То есть там, как получалось, 1000, что ли, рублей каждый месяц на нее выкидывать надо было. То есть и я не стал. Я играл... Да нет, тут ты путаешь. То премиум давали, то ты хочешь купляешь премиум, хочешь не купляешь. Типа, то так. Да. Аккаунт у тебя был, да и был, типа там не было такого принудиловки, что ты типа должен платить деньги. Там хочешь платить? Ну, сейчас то же самое, да. Премиум покупай, не покупай, как хочешь. Ну, не знаю. Но там невыгодно было, если у тебя премиума нету. То есть такое. Ну да. Ну тут можно без премиума играть, нормально. А сейчас уже немножко они, видимо, из-за того, что народу мало, и они, видимо, свое немножко мнение. Ну мало потому что лето. В основном тут играли. Вот в основном войны были зимой, осенью, зимой. Поспрашиваешь парней, которые играют. Да, зимой, особенно по Новый год. Там за такое. Такие, ну, прикиньте, блин, все голодались, потом просто, блин, какой там небольшой конфликтик и понеслась, блин. А, как обычно, альянсы воюют. Из-за чего? Из-за лося, блядь. Лося не поделили. Да, да. 300 на 300 пошла война, блядь, пиздец. Да. Да, тут войны по мелочам бывают. Просто сейчас еще народу мало, в гильдиях сидят мало народу. Вот. А туда к зиме немножко поактивизируются, еще поприбавляются. И начнут. Даже, я думаю, осенью, сентябрь, октябрь, там уже прибавится народу. Да не, если они сейчас патч какой-нибудь выпустят, тогда еще народу Ну, а прибавится. какой патч они могут выпустить? Добавить Ничего не такого. что-нибудь? Да что они тут добавят? Ну, не знаю. Почему? Давай, Ну, они два- должны добавить эти лодки. Лодки или корабли? Паровозы. Не корабли, или лодочки. Тракторы. Ну, эти такие шхуны, типа, понял? А, понял. Типа под корабля, понял. Небольшие. Тракторы еще надо добавить. Ну, должны их добавить. Это что, кормят? У них есть ли еще это, какие? Скифы, понял, типа, на такие. Плуг есть? Ага. Плуг А, я есть? понял. Плуг есть? Есть. Типа дракары, блин. Дракары, блин. Тракторы должны добавить. Потом какие-нибудь из Архейджа украдут ее, это, кабролет ее Можно добавят. добавить, не знаю, там танки, самолеты. Машины. Ну, феодали самолет это чересчур. А что, на крылья нацепил и полетел. Им смысл, конечно, ее развивать есть, пока народ есть. Им надо по-любому вливать сюда новую информацию какую-то новую. Потому что если не будет выдумывать ничего нового каждые полгода или каждые 3 месяца, отсюда народу идет со временем. И все. Конечно. Я вот сегодня я сегодня видел, что Порт Рояль вон 4 выйдет, ёма. Тоже уже загорелся играть в нее. Но она выйдет только в 3-м квартале в следующем году. Ее. А, 20-го? Да, блин. Но Ну, там лучше будет, чем 3-й, то есть 4-й, он красивый будет. Мне понравился и графика понравилась, и понравилась тематика, то есть... Так, прикольно. ладно, пока ждем Барамсак, пока, в принципе, восстановились. Ремок-то не шибко-то и много. На главном складе смотрел? Нет, 16 штук вот здесь, ребят. На главном складе, знаешь.
Я пока перекур сделаю, добро где-то через минут 15-20 подойду. Давай. Что-то трошки подустал, если честно, писать. И я думаю, вы тоже уже подзадолбались. Уже часа 3 где-то, блин, тюкает. В смысле, что там? 3? Я вроде бы в час... У меня уже стрим идет 6 часов. 3. Ну, тесать вы-то не начали 6 часов назад, я ж... Ну да. Вы ж где-то... Не, где-то ну я там 2 12. часа один где-то был. Ну часа 4 это точно. Уже. Ну чё, один не один я был, я же заходил, смотрел, что там как. Вижу, кто сидит туда. Юрич утром был, ты был, вот, потом ушел Юрич, пришел Тёма, блин, и вся банда. Потом опять рассосались, остались вы втроем. Тёма пришел и в школу убежал. Не, он как раз вот пойдет, он уже в университете. Не, вы тогда оттуда вы не уезжаете, где вы там тесали? Так мы отсюда не уезжаем, я здесь, я ж копаю. Просто, может, отойдете, и все, я же вам сейчас все привезу. Мы не уезжаем никуда. У нас телега еще одна есть пустая, я в нее Ладно, я наполняю. Я в нее наполняю гранит. Я в нее наполняю гранит. Все равно потом вам точить, чтобы легче не копать с земли. Ну, сейчас заполню все телеги. Вон через 10 минут придут, украдут. Я типа что-то сюда. Через 10 минут будет судный час. Кстати, если Светик слышит, то, что вчера эти посохи продавал, я сегодня зашел, короче, я же ничего не получил деньгу, вылетел, что там произошло. Короче, на 2 золотых с копейками продал. И еще плюс, у меня инвентарий было, сегодня перекинул этот в магазин, оставлю там, пока в магазине пускай будет. Так ценник будет хороший. Сколько золотых получил? 2 золотых. За один или сколько посох? Ой, да ну, не за один, что-то. Штук 100, конечно, будет. За 100 посохов 2 золотых, да? Нет, не 100, больше. А я хочу тесаный тесаный, как его, гранит продавать по 10 голд. О, Саня, привет. Привет. Я хочу тесаный гранит продавать по 10 голд. Может, кто купит? Вообще надо с этим домом торговым разобраться. Может быть, там можно. Даже не добывать, а просто выкупать и перепродавать подороже. Потому что вот я играл в Архидж, то, что по опыту было, то, что ставил по 100, да, там по 30, по 40 голд. У меня это все быстро, смотрю, выкупалось, и потом смотрю, через 10-15 минут цены вырастали в 2 раза больше, а то и в 3. Ну, там надо смотреть по ценам. Я тоже контролю постоянно. Тоже бывает в позднюю ночь по МСК ценник хороший. А бывает, знаешь, в вечернее время по МСК ценник хороший. Непонятно. Думали то, что когда онлайн, самый маленький на сервере, когда он долго принимает. А получилось вечером, когда народ есть, и не принимает такие. Может, наоборот, Андрюх, когда спрос есть, понимаешь? Вот там и надо как бы поставить человечка, вот, чтобы он это все изучал, хотя бы дня 2-3,
и понять смысл. Может быть, утром там дешевле, там выкупить, наоборот, утром зайти, выкупить, вот. А вечером ты продашь и еще, глядишь, заработаешь. Вот. Ну И да, ничего не выбрать делая. такие вещи, да, и ничего не делая. То есть выбрать такие вещи, которые действительно часто очень нужно. Вот. Ну, востребовано. Да, востребовано. Ну, востребовано сейчас много чего. И бижутерия, и кожа, блин, грубая, блин. Толстая, грубая, блядь. Вот. Толстая, мягкая. Потом зима сейчас, небось, еда востребованная у кого-то. Может быть, Нет. сено. Кстати, тут немножко по-другому. В том-то дело, что здесь все растет зимой. Да? Вот сейчас Да, все растет. Боксах 81 стоит. Ерунда полная, блин. А вчера мы продавали по 94 или 92 даже. Ого, ни хрена себе цена. На тебе говорю, я вчера продал, там... 90 максимум я видел цену. Это дорого, блядь. 91 я видел утром. Ну, вот, видишь. 89. Ну да, около 90 можно продавать уже. Ну, если 90 там 4. Сразу возят, барамсак закинул. Ну, я видел, телега с посохами лежала, вчера хотел их хватануть, вижу там посохи. Чертежи потом, наверное, некоторые-то не могут крафтить. Может, чертежи будут уходить. То есть еще что-нибудь. Вот. То есть сидит человек, крафтит, и все. Ну, чертежи это надо хорошие, это надо на оружие, на это, на броню. Ну, народу же много. Вот. И то есть всем этим Чертежи, заниматься да. потихоньку, и глядишь, так голда посыпется, и никто в обиде не будет. Ну, чертежи невыгодно продавать самому. Потому что и тяжело добиться, чтобы этот чертеж выпал тоже. Там надо до хрена делать частей, так сказать, Т2, чтобы выпало на Т3. Там до хрена ресурсов, это надо, чтобы запас ресурсов Да огромный. можно не крафтить, а можно выкупать просто эти чертежи, а делать их в 2 раза дороже. Ну, кто знает, смотря Потому сколько что они их там стоят. нету. Потому что их там, может быть, нету. Понимаешь? Смотря сколько они стоят. Если они стоят, блин, дорого, блин, попробуй. Ну, золотой заработать здесь в игре, блин, проблем нет. Через рынок. Вот и я почему и говорю, то что можно как-то. Надо просто с этими вопросом заняться кому-то. Да тут занимаются некоторые, что думаешь, нет. Просто потихонечку продают так, чтобы чисто... И молчат, нам не рассказывают, да? Да тут все знают, что ты никто не молчит. Я не знаю. Я же говорю, посохи делаешь, продаешь. Ну а как я могу, если у меня горные прокачанные? Но ты не можешь. Ты можешь в будущем делать ювелирные изделия, они очень ценятся. Дороже Вот посоха. только ювелирные изделия, наверное. Они очень ценятся. Если там еще топовое изделие, то оно будет стоить ой-ой-ой, десятки золотых. Во, видишь, вот это вот другое дело. Так, Но я не продавал ни разу. Ну, я знаю, что оно очень дорого. Пришел ко мне с фонариком проверить мою шахту. Кто там забежал с наших? С фонариком. Кто бегает? А, этот, блин, понял, Святик. С фонариком на спине. Драгон какой-то. А, драгон, это, да, это Святик. Это наш лесник единственный. Я же пару дней назад, кто там за мной следил? Я в Корее-то ездил, когда я сюда работал. Смотрю, чувак за мной наблюдает со стороны. Я за ним побежал на лошади, в Корее. Не успел догнать, и он от меня скрылся там в замке. В нашем замке.
Так, все, набрал он этих ремкомплектов. Давай, а И то уже вторую комплектов телегу я сделал. гранитом наполняю, уже улучшать Баром нечем. сахара положил сейчас. Вижу сейчас. 2 минутки будет. Где? Че он где? Кто чешет? Кто тешит, да? Кучку Где? за пузо. Где? Кто чешет? Ну что, сколько там сегодня стрим смотрит сейчас в данный момент? Было 6? Три человека вроде бы. Ну, пацанам, конечно, надоело как это тешим камень. Ничего. Сегодня тешим, завтра другим заниматься. Ну да. Ну это ж такое. У нас не каждый день такими тесаниями занимаемся. Так Периоды у есть. меня и стрим-то, я название такое ему. Нужно работать. Ну, да. Все хотят войны. Война будет позже. Когда отстроимся, тогда уже можно будет что-то там делать с кем-то. Я оборона. понял, как она мне эту штуку по... Настал час судный. Ну, 4 часа. Сейчас с 4 до 6 будет судный час. Час идти. Потом с 9 до 10. Кто-то объявил войну. Понял, системный чат смотришь. Да, Годен Ярд объявил войну Блие Девил какому-то. Дэвил? Да. Им Может, войну. может, Эвил... Блуе Девил. Во как. Блуе Девил. Не Эвил Форса, нет? А Blue Devil. Им объявили войну. Годен Гуард какой-то. Ну да. А Годен Гуард, это я вроде бы там был. Как раз вроде бы у этой. Ой, тут я говорю, 3000 гильдий тут, блин, могут как день объявлять. Нету больше улучшалок, да? Помогать тебе. Сейчас привезут. Тут полностью. Сань. Кинь ссылку, где скачать эту игру. Ночь. В Стиме прям можешь скачать. У тебя Steam есть ночь? Если в Стиме нету, ну Steam-то у тебя, наверное, есть. В Стиме прямо. Она бесплатная. Вводишь вот Алиферт. Life is Shadow, да. Life is Shadow. Да, ММО. Главное ММО, чтобы у тебя. Ну, в ней можешь скачать. Но если не в нем, то это как ее. Сейчас дам. Майнкрафт. Вот там. Откроешь. Да. Она бесплатная вообще. На 1000 эти не смотри. Это как бы
совершенно другое, это можно и не нужно, по идее. Вот. Но если ты богатый, то можешь все патчи эти купить, паки. Сейчас кто с телегой поехал. Ну, он скайп у меня в обновлении стоит. Другая телега уезжает. Что, все, вы, ребята, расходитесь? Кто сказал тебе? Нет. Ну, одна телега вон туда поехала, Передвигают другая просто, наверное, скорее всего. Вон эти Гуард всем войну объявил. Еще кому-то объявили. Вот телеги убирают, наверное. Ну, нам в свое время где-то больше десятка гильдий объявила войну за один день. Так что... Смотри, она одна объявляет, короче, боты Я понял. рангом, вот войну, Невер, Винтер, войну, потом Яки какой-то, наверное, Традинг компании, им дно какому-то тоже объявили войну. Тнехиат, Хен как-то, Хорде, тоже какая-то гильдия, им тоже объявили. Маунтайн Крас, тоже им войну объявили. Там язык сломаешь, да. Да-да, такие названия, это вообще пипец. Это то есть он раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 гильдий. То есть он один против 7 гильдий. То есть вот этот вот. Ну, Гон... они объявляют там, чтобы можно было бить безнаказанно. Если война объявлена, так могут бить. Годен Гиарт. 7 штук гильдий сносить будут, что ли, получается. Семь штук. Это вот в системном пишут. Так, теперь передвинули, я понимаю. Теперь ждать, когда отойдет, да? Тут полно. У меня этих штучек нету. Чем улучшать этот границ. Может быть, потаскать на землю, вот сюда посыпать. Не стоит на землю, там такой беспорядок на земле. Да я тоже так думаю, то что это только мучение. Может там хороший, может там плохой, вообще непонятно. Потому что там даже 71, 70 плюс. Ну смысл, я его сейчас буду мешать 63-м, 61-м, и что потом будет? Непонятно. Но здесь на полу 60 какой-то. Это первый я, который находил. 55-й, вон, на 55-й, да куда? Что я буду кидать-то? По-нормальному выкопать котлован возле этих долбилок и высыпать куда-нибудь в сторону, отнести и туда все повысыпать, чтобы все. Да Или я не выровнять знаю, я вон территорию. туда мог бы дальше и это вот все таскать, а мне сказали сюда подтаскивать. Ну, Надо тесал. было дальше просто за них кидать, ё-моё. Вот. А к ним уже кидать хорошие. Ну, мысля приходит опосля. Ничего страшного, подождем, сейчас придут. Покушают. Покушают. Сейчас ночью еще придет нам помогать воевать.
Ему Археич надоел пиратский. Он решил Майнкрафт поиграть. Майнкрафт это Майнкрафт или в эту игру? Ну, в эту он ее так называет. Майнкрафт. А, ночь. Ну, я читал, там есть парень, который ходил, да. Не, он хороший, ночь у меня хорошая. Я ему вот недавно дал модераторку. У него там просили на Археич, на пиратки, чтобы ссылку дал. Вот, я говорю, ночь, на, я тебе дам это, модераторку, кинь им ссылку. И так, и пускай будет модератор. Он хороший человек, молодец. Да у меня связь такая прерывается, не могу понять интернет, что ли. Нет, не у тебя, я просто снял их наушники подальше чуть-чуть от себя, перекусить. Потому что говоришь с прерывами такими. Я когда снимаю с шеи наушники, да, то микрофон у меня вот так начинает прыгать. Я там приглядел уже микрофон хороший такой для стримов. Мне надо съездить, вот 14-го получу пенсию, съезжу. У меня тоже микрофон хреново на наушниках уже поломались немножко, так там, блин, плохо слышно меня, все жалуются. Поначалу идеальный был микрофон, слышно было очень хорошо. Ну, они от силы полгода, год летают. Больше они не держатся, эти вот наушники, которые с микрофоном. Не, ну смотри, как пользуются. Да как бы ты не пользовался, все равно они портятся. Ну, прерывание идет, блин, наверное, может, меня... Виталий, а какая, ты говоришь, кожа пользуется спросом? Ой, толстая. А из кого делается? Ну, толстая с лошадей, с коров. Из коров? Угу. Из свиней? Свиней разве толстая? Лошадей, коров, наверное, и вот с этих, как его... Пользуется кожа, которая идет на вот эти, на пошив горняка, охотника, повара, одежды. А там надо было с коров вот этих, блин, хеллинских. Вот, я знаю. Пацаны смотрели, там она стоила, короче, золотые, там очень дорого, блин. Вот. А с наших коров, как и в нашем регионе, у нас обычные коровы, ну, в другом, значит, пользуются нашей кожей. Можно или меняться, либо продавать. Это на рынке надо посмотреть. Зайди на рынок. А толстая кожа из каких коров? Она вся толстая кожа с коров. Просто из хеллинских, по-моему, там грубая кожа, а с наших, наверное, мягкая, хрен знаю, я не знаю. Ну, толстая кожа с коров точно. С коров, с оленей, с коней, блин. Когда режешь... Там может быть региональная хорошо стоит. Нет, региональная то само собой дорогая, а именно просто. Разные регионы, разные коровы, разная кожа. Так же самое, как у нас горные бараны, да, есть простые бараны. С простых одна шерсть, блин, и кожа, блин, и мясо, а с других, с горных другая совсем. Вот она ценится тоже. Вот на рынке смотрите, пока не занимался этим. Ну, слышал через других. Блин, утащили телегу куда-то. Кто-то пришел, телегу забрал и увез. Просто свиней их не мерено. У нас там судный час, ребят, поаккуратнее с телегами. Ну, да. Ну вот, свиней этих немерено, их, блин, говна. Из их же штрих-кожи выходит, видишь. Ну, я не замечал, дубил много раз, какая кожа именно выходит со свинины. Потому что с коров там ценится, я знаю. Ну, Судный час, там занято, там, короче, одна гильдия объявила 7 гильдий войну. Там они заняты, небось, не до нас. Ну, 7, значит, их война.
одна гильдия объявила 7 гильдий. То есть я думаю, что там до нас они не придут. Здесь делать нечего. Что скажут они, границы, пускай. До нас, ну да, смешно. Или там. И что, из-за 3 телег будут драться? Да ну брось. Ну, как раз эта гильдия, которая объявила войну, она может быть на юге. И до нас она ну, никак не доберется. Ну вот тем более. Либо на северо-западе, где-то хрен знает где. Более. Это ж- А пожрать привезли ей. Так что это в основном войны идут, которые рядом гильдии все. Вот рядом. Минут 20-30 езды. 40. Те, которые часа 3-4 добираться, они войну не объявляют никогда в дальнейшем. Ну, не граничат с этими областями. Борода вон Ничем. убирает это. Все телеги куда-то. А ты, Санек, зайди, посмотри на базаре, там спрашивал за кожу, что там стоит, что. Ладно, я гляну. Борода Ну, ради вон просто убирает. интереса. а чё Там телеги? только по-английски, я не знаю, как кожа это сказать. Во-во, и я тоже там вообще теряюсь. А ты посмотри, свинина у нас есть, выдубленная. Вот. Посмотри, как она по-английски называется. Блин. Запиши. Скрин сделай, блин, потом оттуда глянешь. Начнешь водить и покажет. Там может даже ряд будет. Блин. Кожа грубая. Я знаю по-русски как, да, по-английски как будет. Тут уже 6 видов кожи, правильно? Я знаю. То есть получается есть тонкая и толстая. Тонкая 3 вида, то есть обычная тонкая кожа, тонкая грубая, тонкая мягкая. И то же самое и с толстой. Крупного рогатого скота. Чем крупнее туши, тем получается толстая уже шкура. Да, логически будем смотреть, вот, да, на что тратится у нас кожа. Кожа у нас тратится на кожаный доспех, да? Ну да, там только разная кожа. Вот, тонкая На одну кожа часть, любая на простой кожаный доспех. Простой стеганый нагрудник, ткань уже идет. Так, дальше идем. Кожаный доспех второй. Грубая толстая кожа на второй, 3 штуки надо. Грубая толстая Это кожа. смотря на что, на грудь, Так, на третий. лад, Ну да, на на третий. голову. Там же разные части есть. А вот Толстая я шахту кожа, нашел. любая, должна быть региональная. А Вот. я шахту какую-то нашел. Тонкая кожа на третий, это тоже должна быть региональная. Тонкая кожа, любая региональная. Ну, Толстая Т3. кожа, любая региональная. Вина. Нам Т2, я понял. То шахта наша, ты отрыл ее. Понятно. Нет, я ее не отрывал, это кто-то отрыл. Видимо, вспомнил, где шахта. Она здесь вся перерыта, и тут половину засыпала, вот. Ну, тут, да, тут часть нашей шахты, что осталась, заваленная. Ну, ты влево ушел правильно, в левую сторону. Ну, туда, видишь, тебе, ну, надо вправо или прямо копать. Виталий, а региональная кожа, она с каким-то шансом просто прокает? Да, любая да. Ты может? когда режешь зверье режешь в этом, в хлеву, либо в этом, стойлах, ты ножиками если режешь, иногда выпадает региональная. А, то есть и она задубится тоже региональной станет. Да, да, да. Если она изначально ты зарезал зверье и выпала региональная, она только региональная остается. Вот. Ага, я понял. Но ее можно стакнуть, не забывай. Ее можно соединить с обычной кожей через альт, и как в детстве, и тогда она Ну исчезает. да, понятное дело. Ну, качество падает, соответственно, равняется. Там. Так что, если выпало тебе, ну, на кольца, надо кольца, кулоны сюда носить. Охотникам, когда режешь, обязательно надо кольца и кулоны одевать, обязательно. И ножик, чтобы максимум был там, блядь, максимальный нож. Вот.
потому что ты же когда снимаешь шкуру, когда навык у тебя будет высокий охотника, ты же тоже ж там повышаешь уровень этого шкуры, когда начинаешь резать. Потрошишь, короче, тушу, когда. Но это еще не скоро, я этим займусь, когда прокачаю эту дубильню до сотни и Ого, ты чё, сумасшедший? овцевода до Ну, сотни. овцевода, то есть животноводство ты имеешь в Ну виду? да, да. Ну, это ты что, животноводство будет качаться недели 2-3 до Ну, 90 нормально. уровня. Я До никуда 90 не уровня. тороплюсь. Ну, у меня 60 было уже вчера, позавчера. Уже 60 было на боевом. Ну, там посмотрел, по-моему, или 2 недели качать. Ну было. просто без понта, без уровня, как бы вообще без понта что-то делать. Это получается невысокий уровень. Не, если у и- тебя 70 уровень есть, то уже нормально. То есть ты что думаешь, там, если корова там 60 уровня, у тебя 80 шкура появится? Нет, не появится. Она будет такого же уровня, как, по-моему, как и корова, блин. Вот. Мне так кажется. То есть надо, чтобы и коровы были высокого уровня. Значит, еще охота на 100 надо выучить. Ну нахрена охота? Охота играет, нет, не играет на это. Все, что надо учить. Животноводство играет, ты же режешь, блин, Перфектным охотником вообще, просто супер перфектным, мега. да. Ну, там надо посмотреть, ты когда прирезаешь скотину, там охота идет в действие? Или животноводство? Не знаю даже не знаю. Животноводство, наверное, приручение сугубо. Возможность лазить по хлевам, а охота, наверное, возможность резать. Снятие шкур, вот. Заготовка припасов, дорогой ты мой. Охота не играет роли на снятие качественных шкур вообще. Это играть за заготовка припасов. Шкуры. Вот это вот надо, чтобы на 90 было. Ну, вот это. А охота ни хрена. Охота там, надо почитать, играть на другое там. На поиск животных. Вот. Что там еще? Так, ладно, мне сейчас тут надо... Пойти на секунду. Все разбежались. А тогда на землю буду. Сила воли покачаю заодно. Здесь сейчас слабенький, который качественный. Подкопаем, вот там за ними будут хорошие пирамиды. Мне надо сходить пожрать, блядь. Что-то вроде бы война грядет. Тут пушки какие-нибудь есть, которые шум создают. Грохот. Андрюх. Мне кажется, там где-то гремит война.
Пойду за едой схожу. Виталий, а ты болтов ударных не делал? А его нет здесь. Его здесь нет. Он ушел. Исход. Может, его отключил интернет опять? Гадина, ты что не закрываешь? О, закрылась. Тут ты, блин. И то сделал. Ну ладно.
О, кто-то наготовил здесь жареных этих мяса. Одну штучку съел ее, сразу сыт. Надо взять парочку. Вот даже здесь вот этот костер вот сделан, он совершенно другой красоты, чем в этом, в той игре. Он совершенно другой. То есть камень сюда привез 43-го качества. Там есть получше. Почему они у меня... Вот, закрывается. Теперь слушается. Какая-то запутанная тут система, блин.
Ты, а вот здесь вот раз? Я уж не помню. Вот Виталька пришел. Саня, ну что, этот, посмотрел кожик? Не, пока нет. Ты болтов не делал ударных? Ударных, но называется только не ударные, а тупых. Слушай, а что это за кусочки обычного металла? Что это вообще такое? Я такого не нашел. Ну, кусочки обычного металла, это, блин, из этого, из металла делают кусочки. А где они там в кузнечном деле? Я просто не нашел таких обычных кусочков металла. Ну, обычно кузнецы, если делают, то они, ну, они такие маленькие, короче, кругленькие, типа овальные, цвета там. Ага, то есть это кусочек железа, что ли? Да. Из слитка делают кусочки. Они такие маленькие, овальные. Их много было. Их было позавчера 3000, блядь, или вру, 10 тысяч. Там сделал Степа очень много, я лично видел. Ах. Я тогда болты, помнишь, делал позавчера. Вот, и стрелы. А тогда Степа зашел и в тот же вечер нахерачил, блядь, этих кусочков металла очень-очень много. А куда они делись? Если они в телеге наверху над кузницей не висят, там 2 телеги вместе спаренные, то я не знаю, куда-то их либо сделали что-то с их. Вот это с их делается, да, болты. Полностью все болты. И ударные, и такие. Режущие. А куда вы закончили? Ну, я же вам делал болтов кучу. Куда вы? Вы же на охоту ходите? Они ходили на фарм, наверное. На мобов надо, ударных нет вообще болтов ни одного. Ну да, вы же охотника и медведя кнула, бля, не убьете, бля, этими. Ну, задолбете стрелять. Да. Они туда, короче, Виталь. Так это семьи ходили? Вчера ходили они. Я когда был, они Вчера собирали. никто не говорил, чтобы делал болтов. Ни один человек. Вчера сколько? Часа 2, наверное, блядь, в игре был, блядь. До 11 буквально. Ну, в часов 9 они пошли куда-то фармить. Ну и что, ты сколько золотых заработали за вчера? Не знаю. Я не ходил, я без болтов не пошел. Ну да, такие вещи надо Вон контролировать. какой-то Обер, Офтне, Дрин, Кен, Биарс объявил войну самураям. Ой, тут каждую минуту кто-то кому-то объявляет, не обращай внимания. Это такое. Как гильдию-то назвали? Длинные слова, ё-моё, блин. Ну... Биарс это, наверное, медведь, мне кажется, нет? Ну, беж, да. Бер, медведь. Самураи. Самураи это, наверное, русский как раз. Ну да, возможно. Потому что если переводится уже... Так, подошу немножко на улицу. Пока что вы там придете. Когда народ появится, фиг ее знает. Я силу вот. Вечером появится в основном. Когда я спать пойду. Наверное. Ну, так это, на сколько тебе сейчас время? У меня сейчас 5. У меня Москва. Ну так подожди, что ты спать пойдешь? Ты пойдешь вечером спать в 8-9 часов? В 9 часов я все, я закругляюсь, никаких игрушек, то есть у меня, понимаешь, это ж нереально. Ты представляешь, я встаю в 8, врубаю комп и целый день сижу до 9, то есть вот так, до 8. А что ты не кушаешь, ничего не обедаешь? Не, я кушаю, я покушал уже. Ну, целый день сидеть как бы полностью, даже полчаса времени. У меня, понимаешь, кушать есть среди недели пару дней, когда я отдыхаю.
Вот, от еды. Вот. Понял. Вот. А так кушаю, почему там мать что-нибудь наготовит. Да. В основном баталии начинаются, ну, блин, мы раньше, когда вот я играл неделю 2 назад, то ночью начинается. Нет, ночью я Вечером сидеть не заходили в 12, в 11 ночи, в 10. Начинались, блин, Не, всякие я бывает думы, теряюсь, то есть я бывает ночью играю, а днем сплю. Вот. Но я стараюсь больше как бы придерживаться, чтобы нормальный сон был. То есть ночью спать, ну нормально, да, в 10 надо ложиться а тогда, как днем, правильно. то есть на пенсии, вот. Чё, ну? Да, в армии... Сериалы не хочется смотреть. Вот стримы, то есть пускаю. Вот 2 месяца был вообще на реке. Вот сейчас приехал, вот. 2 На месяца. реке? Да, на оке, на реке. АК, подожди, АК, понял. Ну я от Москвы 100 километров тут. На даче, наверное, был на какой-то. Нет, не дача. В общем, на реке просто жили палатками, лодки, вот, и жили. У меня друзья все в основном с Москвы, вот, они приезжали сюда с семьями, то есть дети были, 9 что ли, или 8 что ли, человек детей было. Вот. Один день было аж 15 детей, то есть, ну их не дети. Вот, Капец, блин. то есть был лагерь хороший, то есть 2 месяца вот я отдыхал, да, то есть утром рыбу же коптишь, вечером тоже рыбу коптишь, в обед уху приготовишь, то есть такое, вот. Ну, я рыбак, конечно. Самую большую поймал вот около 16 что ли, 17 кг сама я. Ну, вытаскивал не я вытаскивал, ребята помогали, бля, просто по здоровью не вытащить. Да, сон хороший, сон 16 килограмм, это очень вот, круто. подсечь его я подсек, а вот вытаскивает, ну не я. Ну а на чё попался? На червя? На выползков. Ага, ну понял. Крупный белый червь. Не, он не белый, красный. Красный? Белый я не беру даже. Не трогаю. Он красный, такой, как обычно, но только толстый, как палец. Но он красный. Я ночью хожу, вот, во сколько? В часов в 11. Как вот стемнеет. Ты с фонариком его ходишь, это, собираешь. Поэтому там по лагерю я в основном ходил и собирал. У меня даже 3 детей там, они помогали это. Так, все, я отключусь пока что, подождите. Звонит. Звонит. Собирать вот этих червяков. Но они обычно до 12 и потом спать их родители укладывали. Ну конечно. Потому что режим у них как бы 12 это крайний, то есть им не разрешали, они даже просили еще часочек. Блин, выкинуло меня с игры, прикиньте. Да, ну перезайди. А что-то 41 мегабайт обновление, что ли, требует. Непонятно. Пишет что-то. Пускай скачивает, потом может не пустить.
Не, я нажимаю, что-то непонятно. Ты не заходишь в игру, полностью сверни, все закрой, наново полностью открывай. Да, я лучше так сделаю. И Выкинул стрим, ее. и стрим смотри, там, может, стрим перезагружать надо. Нет, стрим не надо. Надо. Нет, там просто сейчас черный экран идет, а Ну, это... там сейчас голос, короче, наш. Да, они нас слышат, что мы разговариваем. Ну вот я не дорассказал. Короче, вот эти дети, они мне помогали, действительно. Я их научил, как эти червяки собирать. То есть... Но мы знаешь, как черви собирали на рыбалку иногда? Как? Есть такой забыл, как называется, электролопата. Берется два провода, проволоки такой, шестерки, короче, плотные. Я не помню, какая длина и глубина, ну, там что-то около метра. Вот. И там получается, что два провода на определенном расстоянии не должны между собой остановиться. Втыкаешь одну в землю, втыкаешь вторую. Подсоединяешь 220, блядь. Эти червяки, блядь, выползки, блядь, вылазят, блядь, аж бегом, блядь. Насобирал, блядь, пол-ведра. Не, ну, Виталий, это уже своя система. Я тебе могу другой вариант дать. Бери с собой марганцовку, да? Марганцовку бери с собой, Виталь. Вот. Разведи его в ведре с водой, там чуть-чуть кинь, чтобы у тебя она окрасилась. Там достаточно, пол-ложки, может быть, чайной кинуть, и этого достаточно будет. И любое место, не надо никаких электричества, залей водой, и вот тебе, пожалуйста, будет вылезать. Но это не тот червь, пойми. Да нет, Я это... смотрите, вот мы как это, я помню, мы на рыбалку ездили, перед этим на дачу к другу ходили. У него тупо просто между грядок поднимали доски, либо где-то еще доски настелены были. Ну это мы знаем, Андрюшка. Ну, такого количества, Андрюх, такого Это если количества... ты едешь на день тогда. Да, это ты едешь на не день. копали. Не, а были другие места возле сосен, получается, такой березнячок, такие сосенки, там непонятно что такое. Понятно. Там копаешь, блин, нормально, знаешь, такие дождевых этих, блин, червей. Ну, это после дождя еще, может быть, ты выкопаешь. А если засуха у тебя идет? Они что, ходи влагу? Если вот дождя нету дня 3-4, все, хана, он уже даже не выползает оттуда. Я вот... каждый день на рыбалку не хожу, я хожу на рыбалку раз в год. Вот, видишь? А я там был 2 месяца, и надо это как-то дело все. На конюшню ездили, вот у меня был там друг, да, он на машине. Он, когда собирался на работу ехать, я с ним, то есть еду на час-полтора, пораньше мы выезжаем, я там по-быстрому червей накопаем с ним, да, и он тут подвезет на берег, я приходил, короче, пешком. Он чуть-чуть подвезет меня, а сам он едет на работу. А червей я приношу. Ты мне скажи, ты пробовал наживку хоть раз опрыскивать ВД-40? Нет. Опрыскивать? Да, на YouTube я смотрел то, что, блин, караси ловит. Ну, есть такая. Ну, ты знаешь, мы не пользовались разными чудами, юдами. Мы как бы карасей у нас нет. У нас был лещ, сом, щука, судак. Вот такая рыба основная, понимаешь? То есть... Ну смотри, я так понимаю, там не только карась будет ловиться. Типа... Не, карасей не было, вот честно, Андрюх, не было. Ездили на другое, на маленькое озеро, но там платное, то есть там платишь в час, что ли, 1200, что ли, или 1300 они платили. Я уж не знаю, я один раз с ними поехал, а потом мне просто стыдно, потому что они за меня платят, понимаешь? Мне как-то чужие деньги, я говорю, да ну бросьте, я не могу так. Вот. И действительно, я один раз только съездил с ними, и все. Вот там караси так караси. Там душу отвели, так отвели. Ну там платное, ну чё, озеро. Линь, карась,
вот это вот там красиво была рыбалка, мне понравилось, то есть... Ну и правда заплатили, считай, они вроде бы сказали около 8 тысяч, что ли, за одного человека. Вот сколько мы времени там было. Вот. Это неинтересная рыбалка, где бесплатно надо ловить. Вот. Ну, у нас строго было, то есть рыбы копченой много. Даже вот они есть, кто вот у нас работал 2 дня работает, 2 дня дома. Вот он на 2 дня уезжал, да, ему всегда я давал много копченой рыбы, и он с собой домой забирал. То есть рыбы нормально было. Мы с рыбой вообще не было проблем. То есть и всю попробовали. Щуку, судак, сом. То есть сом основное было сом. Белое мясо. Вот. Больше всего. А это уже хищное вот это вот. Я ставил вроде бы. Леща много было. Вот этого, да. Вот здесь. Леща много было. Вот. Ну, рыбалка была просто супер. Я просто снимать не мог. У меня есть на канале там 30-минутный ролик. Есть какой-то. Я записал, где я отдыхаю. Они просили, подписчики. Вот. Я им записал. Но я не мог снимать, у нас штрафы там, понимаешь, Андрюх, получается, машина должна стоять дальше от речки на 200 метров, короче, вот. И из-за этого я старался не снимать, потому что, ну, представь себе, постоянно машину кидать где-то неизвестно, и что с ней там станет, вот. Да и место хорошее было, то есть тоже выдавать не хочется было, чтобы разные туда понаехали потом. Вот. Такое. Ну, нормально так, 2 месяца, вот считай, отдохнул. Только жалко, конечно, вот погода, все лето было говно, блин. Дожди почти что постоянно были. Вот это вот да. С погодой не важняк был. И чё, я в следующий год поеду нормально. Я уже хочу поехать на лодке. То есть и без друзей. Вот, один. Вот. И в сторону Рязани туда. По реке прям, по оке. Вот. Я уже лодку выбрал, и на нее тент там специальный, то есть такое. Вот. Я вот хочу, вот тогда я там много видео поснимаю. И тогда на канале уже как бы приложение сделать, отдых на речке. Потому что просят многие. Просят, дядь Саш, поснимай, сделай. ВК там, блин, засыпали сообщениями меня. Ну, весело. И шашлыки кушали, и медвежатину даже привозили. Там к одному приезжал друг, вот, и он медвежатину даже привез. То есть весело было. Вот заодно силу воли покачаю. Карман побольше будет. Я сейчас сюда буду высыпать.
Кто-то вроде бы едет. Или мне так кажется. На коне рядом. Сейчас судный час кончится. 5 минут вроде осталось. Туннель начинается мой осыпаться. Андрюх. Где Влад? Где бревна брать, а? Чтобы... А я укреплять, наверное, не могу. Нет, я только выкопать. Укреплять я смогу только через 17 часов, наверное. Кто-то здесь бегает, мне кажется. Что-то делает. Чё она не слушается? Андрюх, это ты? Борода, Андрюх. Да-да. А? Да-да. Это ты? Это мы. А что это у тебя там за сумочка какая-то висит? Это что такое? Где? Вот на костюмчике сумочка висит. Ну, это туесок. Такой поясок взял. Кошелек у тебя есть, нифига себе. Да, там крошей вообще не смотрит. Ничего не знаю, ёба. Один большой кошелек, другой маленький ему кошелек. Нет, костюм вот Тёма подарил. Тёма подарил? Ну, Меня, походу, опять тоже что-то подвисло. что, лагает, нет? Да, только что лагануло. Да, были лаги. Видимо, там где-то дерутся хорошо. Народу много. Это тотем аванпост. А что он дает тотем этот? Ну, кто-то не из нашей гильдии, если будет, эти сразу все начинают в него стрелять. Еще турель. Древняя. Вот этот тотем внизу, который стоит, да?
Нет, то, что мы аванпост поставили, заняли эту территорию, получается. А, рабы охраняют, да? Рабы тоже, один раб был, и я сейчас двоих еще привез, там у нас есть. Мгм. Они что, охраняют, да? Ну да, если кто-то чужой будет, они будут по нему стрелять сразу. 3 даже раба. Тут 3 стоит раба, я вижу. И еще 2 можно поставить. Все, закончился. Пишет. Судный час. Военный форпост. А трубы тут нету подзорной, да? А, Андрюх, нету трубы? Что ты говоришь? Трубы тут подзорной нету? Ну, не предусмотренные игры. Гады, блин, а? Так как хорошо вот посмотреть, кто там, чего. Слушай, вся техника, все стоит здесь. Я все загнал внутрь. Да я видел. Потому что все разошлись, я кто куда, что кого, блин, и если потом поедете, то берите отсюда. Там и здесь, кстати, если посмотреть, там и есть что переработать, там и все, есть и лемки, есть и хавки. Да это я натаскал уже. Управление его. Вот, 2 раба тут. Можно еще 2 поставить, как бы у нас там есть, но их, наверное, там потом другие поставить. Тут и эти вот стоят. Красиво так это пост сделал. Тут вон сколько много обрабатывают. И пока что нет никого, поулучшаю, что ли. Блин, а я туда, наверное, не пролезу. Кирку сюда скину, чтобы побольше влезало. Сейчас получаю этот камень, чтобы не стоять. 71, 72.
Ой, больше сделал. Зачитался что-то. Замечтался. Всем добрый вечер. Привет. Привет. Тут они, телеги, мы же это делали, как его? Где? Авианпост здесь еще один сделали рядом с этой шахтой. Они пустые? Нет, я вот улучшаю здесь этот, стою. Гранит. Из гранита потом эти делать. Тесанный гранит. Просто было много народу, все пошли покушать и все такое. Да я и с утра заходил, вообще ни одной телеги не было. Сейчас зашел, Так, стоит а две там телеги, двое два, кто-то две, землей там. занимались, у них 2 телеги было. О. Ну, Не, блин, вот телег тут вот раньше штук 8-9 было, а сейчас 4 телеги вот тут вот на новом посту, который построили, тут стоят. Мы их понял. просто оттуда оттащил, это Андрюха, потому что все покушать пошли. Ну куда, 4 часа сидели этот, делали. Покушать им Понятно. надо, правильно? Влад ушел покушать первый, и теперь и все ребята пошли.
И с тех пор никто не возвращался. Да не, прошло всего чуть-чуть. Сейчас вернутся. Куда они денутся? Не, а что там, телеги там стоят, как бы на этом, где военного пост поставили, там 4 телеги должно быть. Да. Еще в городе должно быть. Я просто к тому, что, блин, 900 банально дерево лошадь я я подобрал. В смысле дерева нет? Но я твердую древесину топил, много потратил, просто хотя бы вернуть ее, ну, завести в замок. Там на участке, на замке, посмотри, там уже стоят где-то телеги по-любому есть. Вот 2 телеги, одна Андреева там с хавчиками, инструментами, другая, я так понял, Юрича с едой стоит. А, ну и одна с посохами полностью забита. Не, с посохом не забери, так, нигде нихуя нету, что ли, телеги. Вот, я что и Знаешь, говорю. Смотри, короче, прямо пробеги туда через деревянные ворота, где эти рабы. Там вроде бы должен быть телега с лосем стоять. Сейчас посмотрю. Просто они эти телеги, но тут одну, по идее, можно забрать. Вот. Она без лося, Да правда, нет, стоит. Нет, там не надо ничего забирать, там все стоит нормально. Просто им там они строить, то есть им эти телеги 4 точно нужны. Вот. Тогда сделать еще телеги, нельзя их сделать еще. Если кому-то не хватает телег-то, а? Буду просить, потому что там нет. Ну, что просите? Не, это неплохо, еще бы, и пускай делают такие открытые. Надо эти закрытые делать. Да. Это я знаю. Простые Так открытые. напишите, там же есть заявка. Вот напишите, сделайте телегу. Или сколько там, 2 телеги. Вот. Эти закрытые вообще где-то надо оставить на клайме. Пускай стоят такие, как... В заявке маленький напиши, клайм. как звать-то этого. Коган. Как тебя звать? Да, сейчас буду писать. Как тебя звать? Имя. А, Дмитрий, вот. Просто далеко. Дмитрий. Напиши Да. там, наверное, в заявке-то. Они вон пишут в заявке, что нужно. И это... Вон, заявка на крафт. Вот там, наверное, надо и писать. Вон. Меч Гросс Мастер 80+, пожалуйста. Вон, видите, написали. Святой тоже что-то написал. Меч. Северян. Тоже. Вон. Юричу вон ветки нужны, я бы мог пособирать ветки. Сказали бы, я пошел пособирал. Там деревьев дофига у нас стоит. А как вы так пишете, чтобы лайф от строитель, командира не отмечены были? Чего? В заявках лайф, строитель, там, собака командира не отмечены, а я думаю, это из-за собачного. Нет, ты их нажимай, там можно в чат это написать. Я написал. Не пишется у тебя, да? Значит, надо, наверное, командиру. Это. Командиру сказать, они напишут офицеры, заявку дадут. Владу сказать, сейчас придет Влад. А вон Влад писал вчера. Повозка торговца одна.
Это Качество другое. любое. Вон у Влада написано, не знаю, сделали, не сделали. Офицерам надо скинуть в личку, чтобы... Да сейчас вечером зайдут. Ну да. Да они все тут и где-то, просто это, шлюнды. Надоело его заниматься этим тесаным гранитом. Встали и разбежались все. Так, ладно, надо стрим отключать, народу все равно нету.